Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР», «Голос Крыма», Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шавкет Наматулаев. Добрый вечер, ассаляму алейкум. Уже вот на протяжении всей недели длится этот марафон с таким названием, как сейчас озвучила Гульсум. Мы просим спасти телеканал АТР. В очередной раз наш телеканал столкнулся с финансовыми проблемами. В бюджете деньги были заложены, но почему-то Министерство реинтеграции по оккупированным территориям решило деньги, предусмотренные для телеканала АТР, распределить на других вещателей. И мы пытаемся узнать, кто эти вещатели, каким образом эти вещатели появились, действительно ли сами претендовали на деньги, предусмотренные для телеканала АТР. Поэтому точных ответов еще нет. Министерство по оккупированным территориям реинтеграции до сих пор не дало ответ. Мы, как журналисты с редакции «Заман», отправляли официальное письмо, сказали, что ответят, поэтому ждем. А сегодня в Верховной Раде депутаты спрашивали министерство. В течение этого эфира мы будем озвучивать и эти заявления. Ну, я думаю, что логично было бы в начале эфира дать эту новость, которая появилась сегодня. Сегодня народный депутат Украины от фракции «Голос» Соломія Бобровська задала вопрос Министерству по вопросам реинтеграции Резникову о ситуации, которая сложилась вокруг финансирования телеканала АТР. Вот что она спросила, и вот что там ответили. Давайте послушаем. Доброго дня. Маю запитання до представників уряду, в першу чергу до пана Резнікова, стосовно телеканалу АТР і фінансування. Скажіть, будь ласка, чи відбувається якась публічна комунікація? Як планується вирішити це питання щодо мовлення, можливості мовлення АТР? І які перспективи підтримки фінансової для єдиного кримсько-татарського каналу, який сьогодні мовить не лише для Криму? Стосовно компанії каналу АТР, це приватне товариство «Атлант СВ». На сьогоднішній день закон України про державний бюджет на 2021 рік не передбачає безпосереднього прямого фінансування приватної структури. Ми глибоко переконані в тому, що канал АТР повинен отримати підтримку з боку держави. Водночас розподілення цих коштів буде відбуватися в рамках чинного законодавства. Крім того, є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах. Відповідно, ми за те, щоб отримати кожен з них відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Ми впевнені, що нас підтримують також представники парламенту кримськотатарського народу. Дякую за увагу. Гость нашей студии Борис Тизенгаузен, политтехнолог. Пане Борис, витаю вас. Добрый вечер. Как вы думаете, вот вы сейчас услышали заявление зама Резникова? Насколько вообще сегодня, вот в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, у нас война в стране, у нас гибридная война, информационная, насколько вот сейчас актуально в условиях войны проводить подобные конкурсы? Телеканал АТР работает в направлении деоккупации Крыма. Деоккупация — это же не конкурс. Согласно букве закона, заместитель Резникова выдал вот эту информацию. Но мы же понимаем, что не все сейчас, может быть, не так правильно следовать до конца этой букве закона, потому что, например, господин Зеленский и Совет национальной безопасности, заблокировав филированные с Виктором Медведчуком каналы, они тоже не совсем по букве закона действовали. То есть они действовали. То есть это политическое решение? Это политическое решение по борьбе. В защитных интересах государства сделано. Их позиция была такая, да, мы защищаем интересы государства, хотя там тоже очень много всего непонятного. Санкции по отношению к одному человеку, каналы к этому человеку имеют там отношение постольку-поскольку, доказательной базы не представили. То есть я так понимаю, что еще много проблем в юридической плоскости ждут тех, кто эти санкции инициировал. И уж тем более я не приветствую преследование журналистов, на каком бы канале они ни работали, на АТР, на нашем, на прямом и так далее. Нельзя публиковать данные журналистов, призывать к их преследованию и так далее, и так далее. Они выполняют свою работу, вот и все. Поэтому, что касается канала АТР, вот это для меня не очень понятно. Объясню почему. Потому что Зеленский очень хорошую инициативу
решил в этом году имплементировать. Да, Крымская я платформа. говорю про крымскую платформу, да. Для того, чтобы крымская платформа заработала, раньше же мы, при предыдущем президенте особо про Крым никто не говорил. Потеряли, где-то потом будем возвращать и так далее. Крымская платформа, ее суть, ее функция в том, чтобы актуализировать проблему возврата Крыма, чтобы эта проблема была каждый день, каждый час в повестке дня не только нашей, но и наших европейских партнеров и так далее. Так вот, чтобы крымская платформа заработала, нам необходимо туда привлекать другие государства, в том числе представителей европейских государств, в том числе представителей Соединенных Штатов, в том числе представителей турецкой стороны. А теперь я цепочку логическую выстраиваю. Не секрет, что турецкая сторона всегда поддерживала крымских татар. Не секрет, что освобождение пленных политических заключенных некоторых происходило с помощью турецкой стороны. Да. Даже там украинская сторона не столько влияла, сколько турецкая сторона. Ахтем Чийгозель, Милмеров. Безусловно. То есть логика следующая. Если мы хотим, чтобы крымская платформа заработала, если нам нужна поддержка турецкой стороны в том числе, то зачем же мы сейчас идем на подобные шаги? Потому что канал АТР, он вещает как раз, в основном его смотрят и в том числе население крымско-татарское в Крыму. Это единственный канал, который прямо в голову доставляет информацию правильную, без какой-то там шелухи, без пропаганды. То есть, и плюс ко всему, на мой взгляд, в Крыму, я, конечно, сейчас свою личную точку зрения высказываю, на мой взгляд, в Крыму наиболее пострадали именно от политических репрессий после оккупации Крыма именно крымские татары. И именно в Крыму сейчас находится неограниченный резерв для Путина, как бы цинично это ни звучало, для пополнения этими политическими заключенными. Мы можем сколько угодно менять 5 на 5, 10 на 10, но у Путина всегда есть ресурс, когда он может 20-30 крымских татар посадить там под надуманными причинами, и потом их менять уже на своих комбатантов. Хорошо, а как вы связываете эти два противоречия? Это вопрос телеканала АТР. Решался или решается? На каком уровне? Я думаю, что непосредственно на решение этого вопроса может иметь влияние сам господин Резник. Я думаю, что, возможно, ему не очень нравится то, что он там увидел, в том числе и о себе на канале АТР. Хотя по отношению к другим каналам у него нет такого влияния. То есть он имеет возможность, например, заблокировать финансирование точно так же, как по санкциям по другим каналам. Будьте любезны, предоставьте нам список этих каналов, которые хотят поучаствовать в конкурсе. Может быть, они существуют только на бумаге. Кроме АТР, например, я на сегодняшний день не знаю другого канала, который может так по охватам, так именно в целевую аудиторию попадать. Поэтому будьте любезны, предоставьте. Я думаю, что никто ничего не предоставит нам. А давайте узнаем. С нами сейчас на прямой связи советник вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Андрей Мирошниченко. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрею, вы сейчас в эфире первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Вас сейчас смотрит Крым, вас сейчас слушает Крым, вас слушает оккупированная территория, вас слушают зрители телеканала АТР, которые сейчас со слезами звонят к нам в студию. Что вы скажете относительно ситуации, которая сегодня сложилась с финансированием телеканала? Нам закрываться, либо все-таки голос крымско-татарского народа сегодня нужен для оккупированной территории? Разумеется, вам не закрываться, продолжать работать, потому что финансирование, поддержку телерадиовещателей, которые осуществляют вещание на оккупированную территорию, временно оккупированную территорию и Крыма, и Донбасса, в результате предусмотрено. Да, разумеется, она не в том объеме, в котором хотелось бы, но я думаю, что мы общими усилиями сумеем получить дополнительное финансирование. Будем обращаться к народным депутатам, чтобы это предусмотреть дополнительно в бюджете. Сегодня ушли или подписаны письма на международные организации, на G7. И, разумеется, еще мы общими усилиями сумеем обеспечить, чтобы и канал АТР, и другие вещатели продолжали вещание и доносили правду, и обеспечивали
и крымско-татарскому народу, и украинцам, живущим, которые разговаривают на украинском и на русском, информацию о о той жизни, которая сейчас идет в Украине. И я думаю, что мы должны заботиться о всех вещателях и о всех гражданах, которые сегодня страдают от оккупации. Пане Андрею, а скажите, вот когда возникла вот эта идея с конкурсами, с лотами, кому она пришла в голову, когда вот эта идея появилась? Потому что до этого ничего подобного мы не слышали, и речи не шло о каких-то других 14 вещателях. Когда они вдруг появились, получается, вот эти 7 лет их не было, им не нужна была эта помощь? Ну, во-первых, я не могу сказать про 7 лет. Я знаю точно, что этот вопрос возникает постоянно. Мы обсуждали в том числе и с руководством вашего канала еще в прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, в сентябре, в октябре месяце, могу точные даты перепутать, о том, что существует несколько компонентов. Есть компонент, связанный с тем, что помощь в вещании, как минимум в компенсации, связанной с занесением сигналом, должны получать много каналов, потому что сегодня вещание на разные группы населения осуществляют разные каналы. И разумеется, что уникальный канал АТР должен получать, в моем понимании личном, большую помощь, потому что это уникальное явление. Есть телеканалы, есть радиоканалы. И это обсуждалось. Есть вторая часть о том, что сама процедура предоставления финансирования, согласно украинскому законодательству, подразумевает, что если эта помощь не государственному каналу, то она осуществляется на конкурсной основе. И это простая процедурная вещь, которая не возникает сложности ее осуществить. Пане Андрей, ну мы же сейчас не говорим, пане Андрей, извините, я вас перебью, но мы же сейчас не говорим про буквы закона. Мы с вами сейчас не говорим про юриспруденцию и так далее. Мы с вами сейчас говорим о стратегических вещах. Мы с вами говорим сейчас о политических решениях. Мы сейчас говорим о ситуации, в которой мы находимся. Мы находимся в условиях противостояния с агрессором. В данном случае с Российской Федерацией. Ну, смотрите, то есть есть две вещи. Во-первых, закон у нас все равно выполнять, независимо ни от чего. Есть норма закона, говорящая, что существует процедура, и нет никаких проблем соблюсти эту процедуру. Мы очень открыты для того, чтобы эта процедура была максимально комфортная и все смогли осуществить. Это никакая не сверхсложная задача. Это одна вещь. Вторая вещь это то, что с точки зрения политической, с точки зрения государства у нас нет никаких противоречий. Разумеется, такой телеканал, как АТР, должен получать поддержку. Единственный вопрос состоит в том, что это должно происходить в той форме, в которой это возможно. В прошлом году в бюджете было напрямую написано, что получателем помощи является компания «Атлант СВ». И в этом случае возможно осуществление прямого платежа, прямой помощи. В этом году в бюджете написано финансирование на підтримку телерадиомовників. Четкого фиксации в бюджете, а бюджет является законом, такой нормы нет. Поэтому Министерство реинтеграции будет осуществлять поддержку, но согласно определенных законом процедур. Нет, действительно, нам непонятно, когда разрабатывали бюджет этого года, в декабре, когда его принимали, до этого специалисты нашего телеканала, юристы работали вместе с бюджетным комитетом, вместе с депутатами, когда подавали это предложение, чтобы финансировали телеканал АТР. Да, действительно, в бюджете, принятом на 2021 год, действительно не написано
что именно поддержка для телеканала АТР. Но мы знаем, что работали над этой поправкой, над этой просьбой именно депутаты, именно просили, чтобы поддержка была для телеканала АТР. А мы сейчас видим, что министерство решило просто использовать эту статью и распределить, и сказать, что министерство готово помогать не только для АТР, а также мы готовы помочь для других СМИ. Поэтому как-то очень интересно получается. Смотрите, то есть давайте вот быть честными перед нашими слушателями и зрителями. Разумеется, точно так же, как работали с депутатами, работали с министерством, мы не только говорили о формулировках. Точно так же был запрос бюджетный на гораздо большую сумму для того, чтобы еще больше поддержки дать тем вещателям, которые сегодня осуществляют эту деятельность. Но, разумеется, мы находимся всегда в дефиците ресурсов. И теперь наша задача не устраивать между нами споры, а найти сесть за стол и найти максимально эффективный способ использования всех необходимых средств. И если необходимо, вместе, общими усилиями найти дополнительные ресурсы. Скажите, Всего лишь навсего нужно быть настроенным на взаимодействие. Мы очень открыты к этому взаимодействию, готовы дальше двигаться, и мы будем двигаться, невзирая ни на что. пан Андрей, Поддержку вещателя. пан Андрей, а кто эти 14 вещателей? С кем нам сегодня предлагают конкурировать? Ну, подождите, вы уже говорите о том, что вам предстоит конкурировать с какими-то конкретными вещателями. Нет, это была позиция министерства, Это была когда они позиция публиковали на министерства. своем 3 сайте февраля, когда информацию. опубликовали информацию, шла речь о том, что пойдем. вот есть 14 вещателей, которые якобы обратились за помощью к вам в министерство. Да, у нас есть обращение. А кто эти вещатели? Можно назвать? Можете назвать? Кто эти вещатели? Кто претендует на деньги АТР? Нет, подождите. Никто на деньги АТР не претендует. Есть вещатели, которые претендуют на государственную помощь. Это и радиокомпании, и телекомпании, и те, которые вещают на Крым, и те, которые вещают на Донецкую и Луганскую оккупированную часть, на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей. Мы, разумеется, будем проводить тендер на разные лоты. Конечно, нельзя сравнить радио, вещающее где-нибудь в Волновахе, и телеканал, вещающий на Крым. Особенно понятно, что отдельным лотом будет стоять телевещание на крымско-татарском языке, потому что это отдельная зона ответственности государства поддержать крымско-татарский язык. Смотрите, у меня такое замечание. Вы говорите, что в бюджете, в принятом бюджете нет ссылки на то, что деньги предусмотрены именно для АТР. Но в программе, которая была разработана позже, написано «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України». Передбачено 348 мільйонів гривень, з них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Это написано в программе. Вы говорите, что про АТР... Я не знаю, про какого документа сейчас цитируете. Эта программа уже разработана, я так понимаю, Минтотом дальше. И также еще, что деньги предусмотрены как субсидия, а субсидия же не разыгрывается в лотах, я так понимаю. Субсидия – это прямая помощь. Вы сейчас, извините, при всем уважении к вам, вы сейчас сказали набор слов. Минсот, программа, субсидии. Вот вообще не собирается вообще единое. Не, подождите, в бюджете это было предусмотрено как субсидия. Субсидия – это значит прямая помощь, государство выделяет. Это и людям предусмотрена субсидия. Написано, что это субсидия. И у меня сейчас документа нет, я вам прям процитировать не могу из документа, но я узнаю, вот есть программа, у меня есть цитата из программы, как это было написано. Именно написано. Программа, сейчас я могу попросить, и редакторов напишут. Сейчас напишут название программы, мы им точно сможем сказать. Я говорю, що порядок використання коштів на ці 50 мільйонів ще не затверджено. Він зараз тільки буде знаходитись на погодженні центральним органом виконавчої влади. Порядок використання коштів по цій програмі бюджетній. А каким образом будет утверждено? Также путем применения конкурсов, тендеров?
Я хочу еще раз вам напомнить украинского законодательства, которое гласит о том, что государственные деньги для негосударственных структур могут выдаваться только на конкурентных засадах. Мы это все понимаем, это в рамках закона, это все правильно. Но вы же понимаете, Крым оккупирован, телеканал АТР выехал из Крыма. Мы не у себя дома, мы находимся тут, можно сказать, на птичьих правах, хотя и в своем государстве, в столице Украины. Я вот такой пример привел. Вот у нас недавно в студии был Изет Гданов, и он говорит, вот, к примеру, государство принимает студентов, абитуриентов, которые выезжают с оккупированных территорий, и дает им квоты. Они же не на общих основаниях, сдавая ЗНО, поступают в украинские вузы. Им даются квоты, они бесплатно поступают в украинские вузы. Телеканал АТР такой же беженец, переселенец на своей территории. Почему-то для телеканала АТР, может сказать, таких поблажек или там условий, чтобы работать, поддерживать дальше, почему-то нет. Почему-то каждый год для АТР изобретают велосипеды. Никакие другие каналы в Украине не предусмотрена поддержка за государственный счет. Не предусмотрено. Или радиовещатели, которые осуществляют вещание на оккупированной территории, получили сейчас такое право. Но таких же немного телеканалов. Из Крыма сколько телеканалов? Давайте, если про Крым говорить, сколько телеканалов вы знаете, которые выехали из Крыма, сохранили украинскую, проукраинскую позицию? Два телеканала. Да, Черноморская телерадиокомпания. Черноморская телерадиокомпания и телеканал АТР. Да. Пане Андрію, вот несмотря на законы... Вас не смущает, что в прошлом году получила только АТР, но не получила Черноморка? Мы же не против, чтобы другие телеканалы, СМИ получали. Мы только за, даже не 50, а по 100, а по 200, чтобы, наоборот, государство говорило, развивайтесь, наоборот, вещайте больше, чтобы Крым смотрел. А почему-то государство всегда лимитирует 50 миллионов, и то, которые практически невозможно до конца получить. Вечно у нас там в бюджете денег нет, понятно, у нас там государство не идеальное, но почему-то всегда такие проблемы происходят. И вы тут говорите, что ничего страшного, что вы получили, а Черноморка нет. Мы наоборот, чтобы Черноморке 200 дали. Ну, как бы не надо те деньги, предусмотренные в бюджете, как субсидия для телеканала АТР, распределять для других вещателей. Как бы это не совсем справедливо. Уважаемый, если бы в бюджете было записано, что это субсидия каналу АТР, то мы бы сейчас с вами не дискутировали. В бюджете не написано, что это субсидия каналу АТР. А вы можете зачитать, как там написано сейчас? 2021 год, и посмотрите. Пане Андрію, может быть, под рукой у вас есть? Могли бы процитировать, как там написано? У меня под рукой сейчас закона нету. Пане Андрію, вот несмотря на законы, о которых вы сейчас говорите, да, ну вот есть константа. Если сейчас Министерство по вопросам реинтеграции в вопросе телеканала АТР выбирает первый путь в виде проведения конкурсов, там, лотов и так далее, телеканал АТР, по сути, умирает. Если находится какой-то другой путь и оставляется помощь телеканала АТР, оставляется все так, как было, то мы продолжаем свою реальную борьбу за деоккупацию Крыма. Что выберет Минреинтеграции? Я бы сейчас тоже погано чути, вот просто я через слово чую вас. Мне продублировать вопрос, пан Андрей? Да, алло. Да, мне продублировать вопрос, или вы расслышали? Якщо можливо, так. Скажите, вот несмотря на все законы, о которых вот мы сейчас с вами говорили, дискутировали и так далее, есть константа. Если сегодня Министерство по вопросам реинтеграции выбирает первый путь в виде проведения конкурсов, лотов и так далее, телеканал АТР фактически умирает. Если же выбирает второй какой-то путь и финансовая поддержка для телеканала АТР в размере 50 миллионов остается, то мы продолжаем свою реальную борьбу за деоккупацию Крыма, потому что мы сюда приехали работать на Крым, на оккупированный Крым. Какой путь будет выбирать Министерство реинтеграции? Мы выберем путь, который позволяет выполнять законодательство Украины и обеспечивать поддержку вещателей, которые ведут борьбу с агрессором. Потому что вы сейчас ставите или не совсем правильно, манипулируя общественным мнением. Потому что на сегодняшний момент, если будет конкурс на поддержку
телеканала, который вещает в том числе и на крымско-татарском языке и вещал, имел лицензию на вещание до 2013 года, я, честно говоря, другого канала, кроме вашего, не знаю. Дякуємо дуже вам, пане Андрію. Чухсагл, у нас Андрій Мірошниченко був з нами на прямому зв'язку. Советник министра по вопросам реинтеграции временно оккупированной территории. Пане Борисе, что вы поняли? Я понял, что есть законодательная база, и в этот раз, в этом году, другая формулировка в бюджете. Если раньше она не вызывала там каких-то дополнительных трактовок, да, субсидий телеканалу АТР, Да. все. Прямая Понятно, что субсидия была. Да. прямая субсидия, да. То теперь подводится к конкурсу. Вопрос в другом. Я хотел бы все-таки услышать, кто и как будет формировать условия для конкурса, когда этот конкурс будет проведен, потому что мы понимаем, что если его провести летом, то телеканал АТР до лета не дотянет. У нас есть информация, что через полгода, возможно, будет объявлен Этот разговор конкурс. был при встрече руководства с министром Резниковым. Ну, то есть я понимаю, что если максимально затянуть эту процедуру, то никто не будет сидеть, то есть канал просто будет простаивать, финансирования не будет, люди будут искать работу, и канал умрет. Тогда уже через полгода, через год, мне кажется, смысла проводить конкурс, даже если он будет в пользу АТР, его то нужно будет снова восстанавливать, снова собирать людей и так далее, и так далее. Пане Борис, у нас сейчас на прямой связи гендиректор телеканала АТР, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Ленур Ага, селям алейкум. Алейкум салям. Ленур Бей, вот вы сейчас слышали нашу дискуссию с советником министра реинтеграции. Что скажете? Не, ну это, знаешь, это полное, как он там назвал, что вы манипулируете, да, мнением. Так вот, кто именно был манипулятор, так это он. Во-первых, он говорил, что была какая-то встреча, на которой мы все уже обо всем договорились. Мне было бы интересно. На этой встрече был не только я. Был Мустафа Джемилев в прошлом году, был Ильфат Чубаров, Рустем Умеров. Их был этот замечательный господин Резников. Он Алексей или Алексей, скорее всего, Алексей. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы ни о чем не разговаривали в плане того, что мы там договариваемся чего-то делать там или к чему-то еще делать. Это были общие разговоры. Общие разговоры, знакомства друг с другом. Все. То, что сейчас сделало Министерство реинтеграции, это полная дискриминация. Вы самый главный вопрос не задали. Вы пытались там копаться в программах, в которых они специалисты, и они, в принципе, вас по этим программам поводили. А вообще надо было просто спросить, как попали деньги в Минтот? Как они попали? Почему они попали как субсидия по 26.10? Почему Резникову пришлось экстренное совещание проводить 21 декабря и переводить эти деньги с 21.60 субсидий на 22.40? Если они сразу попадали как помощь другим телеканалам, почему вдруг такая история произошла и пришлось ему менять назначение денег экстренно? Почему? Вот это вот он вам должен был объяснить. Теперь по поводу того, что он говорил, что там не написано АТР, и специально там в бюджете не написано АТР. Это тоже манипуляция. Никогда АТР не писался вообще в бюджете как финансирование телеканала АТР. Всегда принимался бюджет, где подразумевались деньги для и навещания, и для мов коренных народов. По программе такой-то. Она была всегда 31, 10, 20. В прошлом году и в этом году 31, 10, 80. Почему в прошлом году появился там АТР? Это потому что впервые был Зеленский президентом и принимался бюджет. И вот когда в первом чтении нас не было, нас включили специально, чтобы не было недопониманий, потому что в первом чтении бюджета нас вообще не было даже в программе. И пришлось уже в бюджете, во втором чтении пришлось включить АТР специально. А в этом году мы были уже в программе. То есть уже были предусмотрены. Что Мирошниченко не знает, что прежде чем попасть вообще в программу, работа идет с Минфином, мы работали с Минкультом, мы же уже попали на вилку на это. Нас Минкульт передал в Минтот. Мы же все это готовили в Минкульте, и передачу, надо отдать должное Минкульту. Там очень профессиональные работают Ткаченко люди. И они очень свою работу правильно сделали, очень четко сработали. А Мирошниченко за счет того, что Минтот просил 250 или там сколько они там денег просили на министерство, а получили только 350 миллионов, из них 298 миллионов телеканалу «Дом»,
замечательному, и 50 миллионов наши деньги. Ну, дом у них просто зубов не хватает напасть и там что-то там ковыряться. А мы оказались беззащитны. Вот и все. Плюс Мустафага у нас, получается, в партии оппозиции власти. И это тоже один из элементов, тот, который говорит о том, что они хотят давить таким образом на Мустафага. Вот именно это давление на Мустафага, в принципе, мы сейчас как бы все и ощущаем. Это мы держим этот первый фронт. И это Мирошниченко вам тоже не сказал. Поэтому все это в полном виде манипуляция. 14 мовников, которые появились через 7 лет оккупации Крыма, которые заботились о Крыме, почему их нет на суде сегодня у Мустафы Джемилева в Крыму? Почему их не было, когда меня судили в Крыму? Где они были, когда была блокада Крыма, эти мовники все? Где вообще они, когда они вообще появились все? Мало того, Мирошниченко не сказал, что в январе месяце он разослал всем этим мовникам так называемые письма, где запросил, а вот дайте, пожалуйста, требования, что вы тоже нуждаетесь в финансировании. Это чистым образом манипуляция. Он просто не знает крымских татар. Ни Мирошниченко этот где-то в какой-то стране жил непонятный, ни Резников. Потому что если крымских татар, на самом деле мы уже 30 лет в этой стране живем, и 30 лет мы боремся за место под солнцем здесь. Не в АТРе дело вообще, ни при чем АТР здесь совершенно. Здесь именно политический статус крымско-татарского народа. Сегодня АТР, завтра будет Меджлис. Меджлис, Мирошниченко вам не сказал, а русские уже там говорят. Они говорят, Меджлис не зарегистрированная организация. И что теперь? Не надо разговаривать теперь с Меджлисом, не надо разговаривать с представительским органом крымских татар, не надо его поддерживать. Как вы будете его поддерживать, если его нет на самом деле в бюджете и нет где-то еще? Об этом Мирошниченко не сказал? Все лидеры стран встречаются с представителями Меджлиса и с представителями Конгресса. Все дипломаты, все какой бы ни были, присутствуют в телеканале АТР, пишут нам письма. Такие как балтийские страны, как Латвия, Литва, вообще не понимают, что происходит второй год подряд. Не происходит. В Литве, если этот Мирошниченко не знает, этот год признан годом крымских татар. Они их называют литовские татары, но они имеют право на это, потому что наши истоки в Литве. Мирошниченко тоже этого не знает. Он знает только одно — деньги. А им нужны деньги, им нужно влияние, чтобы продолжать дальше политическую карьеру. А мы хотим только одного. Мы хотим правды и хотим вернуться в Крым, к себе домой, где не будем зависеть ни от каких бюджетов, ни от каких Мирошниченко, ни от каких Резниковых. И поэтому, когда он видит в студии молодых журналистов, которые еще не такие опытные в таких вот этих партийных разных вот этих вот бюджетных программах, он пытается разные придумать конкурсы. Деньги распределяются как субсидия. И если конкурс делать, то должны были конкурс делать мы сами на телеканале АТР, а не министерство, как распорядник коштов по 22.40, программу, которую они перевели. Вот что они делают. Поэтому это тоже манипуляция. Мы все это видели, поэтому это уже не первый год. Не бог шлеселер, ничего у них не получится. Как мы были не сломлены, у нас лозунг «Бой сын Наган», так и будем такими же. А Мирошниченки, Резниковы, все эти приходят и уходят. Их не будет завтра тоже всех самих. А крымско-татарский народ как был, так и останется. АТР как был, так и останется. Меджлис как был, так и останется. И дело не в Меджлисе, и дело не в АТРе сейчас, а дело в оккупации Крыма. Пусть думает каждый день, встает не о деньгах, а пусть думает о том, что он сделал для тех, которые живут в Крыму. Что он сделал для них? Что он отменил, что он облегчил? Что он помог тем людям, которые политзаключенные, они сидят там? Что он думает о Сервере Мустафаеве? Он Сервера Мустафаева вообще знает, где он там вообще находится? В какой тюрьме сидит? Поэтому, Гульсум, bizim hakkımız var. Bunların hepsilerini yok edeceğimiz bunlar. Bunlar olmazlar bu devlette. A biz oluruz. Ben bundan eminim. Siz de başınızın koterip boysunmayıp bunlara betine böyle tüküreceğimiz hepsilerine. Milli tamırlı halk olarak. Аминь. Çok sağ olun. Ленурага, еще один вопрос. Да. Польша уже заявила о своей обеспокоенности с той ситуацией, что происходит на телеканале АТР с финансированием. Вы говорите про страны Прибалтики. Какие предложения поступают телеканалу АТР от этих стран? Прибалтика нам уже там, ребята уже прислали помещение, где мы можем уже переехать. Написали петицию всем. Я уже разговаривал с министерством, правда, еще пока не с первыми лицами, но разговаривал с Министерством иностранных дел, которые обеспокоены то, что происходит. Но они, я думаю, что они суверенная страна, они сами об этом будут говорить, я надеюсь. Но Литве не надо объяснять, кто такие крымские татары, и Литве не надо объяснять, почему нас надо поддерживать и не устраивать с нами цирк какой-то.
с коренным народом вообще цирки мы насмотрелись уже в Крыму тоже. Когда нам говорили, что вы не один такой народ, что есть еще греки, армяне, урумы, кто-то еще. Они, наверное, забыли, что Крым кем населяли и куда мы вынуждены были отправляться. Наши лидеры, надо отдать им большое здоровье, они для Украины столько сделали, они для крымских татар столько не сделали, сколько они сделали для Украины. И эта страна какой-то в лице этого Мирошниченко нам устраивает то, что мы должны еще попрыгать, еще пока в это время. Вот мы сегодня, вчера, позавчера, эти 4 дня посвящаем копошению внутри материковой Украины, вместо того, чтобы заниматься тем, что происходит в Крыму. Вот основная задача тех людей, которые все это устраивают. Вот именно вот в этом весь смысл всего этого дела. Çok sağ olun, Ленур Бей. Ленур Ислямов, гендиректор телеканала АТР, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, был с нами на прямой связи. Если действительно так произойдет, что правительство Украины сегодня не предоставит телеканалу АТР, коренному телеканалу крымских татар, коренному народу Крыма, финансовую помощь и реально таким образом помешает нам вести нашу информационную войну на нашем фронте в направлении деоккупации Крыма, это можно описать словами Швондера из произведения Булгакова «Собачье сердце». Это какой-то позор. С нами сейчас Юлия Клименко на прямой связи, народний депутат України, фракція «Голос». Пані Юлія, вітаю вас. Добрий день. Я тут багато вже послухала. Да, у вас, наверное, есть что сказать. Мы слушаем вас, будь ласка. Є що сказати. Я вам скажу чесно, я навіть на своєму столі знайшла бюджет. І знайшла статтю, по якій фінансується забезпечення інформаційного суверенітету України, стаття називається. В ній є 355 мільйонів, які, я так розумію, включає 300 мільйонів каналу «Дом» і 50 мільйонів, які виділялися каналу АТР. Ця стаття є, вона не звучить як, скажімо так, стаття, яка, тобто чітко написано «Забезпечення інформаційного суверенітету». Тому міністерство, яке не знає і не вміє користуватися бюджетним кодексом і бюджетом, повинно отримати перш за все роз'яснення в комітеті бюджетному, чим ми і займемось наступного тижня. Тому що я думаю, що комітет бюджетний Верховної Ради в стані дати роз'яснення, як використовується ця стаття і що вона може бути використана так, як вона використовувалась того року. А саме для виділення коштів телеканалу АТР і виділення коштів, які були заплановані на поки що нікуди не полетівший канал «Дом», який взагалі ніхто не знає, не бачить. Я вам хочу сказати, я коли буваю в Луганській і Донецькій неокупованих територіях, там цей канал, в принципі, не включається. Ну, тобто я не знаю, чи він є, чи він немає, і для чого виділяти такі кошти каналу, який на даний момент не функціонує. Ну, це окреме питання. Що стосується каналу АТР, я думаю, що до того, по-перше, я приношу вибачення і перепрошую за ту ситуацію, яка сталася з урядом України. Мені соромно за їх непрофесіоналізм і нерозуміння того, що канал АТР і інформаційна боротьба на даний момент України так само важлива, як і боротьба на війні, на першій лінії фронту. Дякуємо вам за підтримку. Пані Юлію, а що делать в даній ситуації? Що би ви посоветовали телеканалу АТР? Як бути зараз? Дивіться, перше, звернутися до комітету Верховної Ради бюджетного. Він може дати роз'яснення, і він це робить регулярно по різних програмах державних, які не може ніяк Кабінет міністрів використати. Роз'яснення з приводу використання цієї статті. Тоді Кабінет міністрів і от пан Резніков з паном Мірошніченко, вони тоді знімуть з себе відповідальність, і фактично це буде колективний орган, бюджетний комітет, який прийме це рішення і надасть можливість фінансування каналу. Тим більше, що цей канал таким чином фінансувався багато років. Якщо це не якась диверсійна операція на користь Російської Федерації, то я, в принципі, думаю, що це питання не треба виносити на рівень міжнародний, а можна вирішити в Верховній Раді і Кабінеті міністрів і фінансувати ваш телеканал. Ну, это же, пані Юлия, это же все укладывается на самом деле в русскую парадигму. Я вспоминаю 2015 год, когда телеканал АТР был вынужден выехать на материковую часть Украины, и тогда
тогда, знаете, тогда же русские нам не говорили: все, мы вас закрываем, вы неудобны. Там же тоже были различные бюрократические лабиринты, которые они устраивали, таким образом не предоставляя лицензию на вещание. И сегодня, в принципе, делается то же самое. Только если тогда мы были в какой-то степени рады, что нас закрывают, потому что мы понимали, за что. Мы понимали, что нас закрывают, потому что это враг, потому что мы говорим правду, потому что мы говорим, что Крым оккупирован и Крым является частью Украины. То с этой стороны мы видим, что это делает сегодня правительство Украины. И это уже не смешно. Ні, це точно не смішно насправді, тому що в мене є дві версії. Перше, повний непрофесіоналізм людей, які сидять на своїх посадах в Кабінеті міністрів. Ви не перші, ні останні, у яких проблеми з тим, що Кабінет міністрів не може, він не знає, як працювати. Він не розуміє, як працює державна машина, і також не вміє користуватися законами, вони їх просто не читають. Це дуже низький рівень професіоналізму, на жаль, тому що люди прийшли, які взагалі нічого спільного з державою ніколи не мали, вони не розуміють, як це все працює. Перше. Друге, це дійсно саботаж цілеспрямований, який, ну, скажімо так, ініціюється точно не в Україні, а в Російській Федерації, тому що вони зараз покажуть на всіх телеканалах, яка Україна погана, вона сама виживає кримських татар, значить вона здала Крим і так далі і тому подібне. Ця риторика вже лється з всіх телеканалів. Так. І це насправді дуже прикро, тому що Україна сама дала привід говорити про це. Тому давайте так, я як депутат і маючи можливість контролю над діяльністю виконавчих органів влади, я зроблю все для того, щоб це питання або вирішилось на рівні Кабінету міністрів, або було передано в бюджетний комітет, і там вирішили з точки зору роз'яснень. Якщо, безумовно, це політика, так би мовити, політика, яка спрямована фактично на дезінформацію і на інформаційне знищення кримсько-татарського мовлення, тоді це вже будемо розбиратися по-іншому. Але на даний момент я просто, єдине, що я можу зробити, я прошу вибачення, я слухала пана Мірошніченка, мені соромно за нього, я вам чесно скажу. Тому що те, що він говорив, перше, людина не розуміє, як працюють державні програми, друге, вона не розуміє, для чого ці програми були створені багато років назад, і що це є національна безпека. Я просто перепрошую. Просто видим АТР как такой бедный ребенок, которого вот уже, если посмотреть, с 2016 года АТР получает финансовую помощь от государства. Поначалу распорядителем денег было Минсоцполитики, министерство, потом Минкульт, а теперь уже Минтот. Нас постоянно футболят от одного министерства в другое, и каждое министерство придумает какие-то новые правила. Нет ли общих правил, которые бы использовалось каждым министерством? Ви знаєте, на жаль, ці правила окремо немає, але є бюджетний кодекс, який чітко визначає статті, які можуть, як вони використовуються. Просто ми раз і назавжди на 2020 рік, 2022 рік давайте не пропустимо, а зробимо ту статтю захищену, яка буде дозволяти вам отримувати кошти в рамках забезпечення національної безпеки, і тоді вас не будуть пиняти з одного міністерства з іншого. І просто це треба правильно виписати на рівні бюджетного процесу, коли буде бюджет на 2022 рік. Дякуємо дуже. Дякуємо. Юлія Клименко, народный депутат Украины, фракция «Голос» была с нами на прямой связи. Спасибо вам за поддержку. А вы можете также звонить к нам в студию. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь к нашему эфиру по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Нам важен ваш голос. Смотрите нас на YouTube. Там мы подписаны как телеканал АТР большими буквами латиницей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и наши программы вы можете там видеть в записи. Нам важна ваша поддержка. АТР есть на Patreon. Вы можете стать патроном телеканала АТР.
подписаться и поддержать нашу большую семью. Также поддержать телеканал АТР вы можете, отправив деньги на карту телеканала АТР, которую вы видите сейчас на ваших экранах. Сегодня каждая гривна, каждая копейка для нас чрезвычайно важна. Я хочу поблагодарить всех, кто на протяжении этих всех дней находится с нами, поддерживает наш телеканал. Çok sağ olunuz. Ayrıca Kırım Tatar tilinde sizlerге teşekkürlerimi bildirmege isteyim. Sağ olunuz, достар. Член Меджлиса крымтатарского народа Гаяна Юксель присоединяется сейчас к нашему эфиру. Гаяна Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Гаяна Ханум, как вы смотрите на ту ситуацию, которая ежегодно повторяется вокруг телеканала АТР? Ежегодно государство придумывает какие-то велосипеды, какие-то новые механизмы и само не знает, каким образом оказать нам поддержку. В итоге говорят, что в этом году уже, что претендуют на те деньги, которые были предусмотрены для телеканала АТР, еще и 14 вещателей. И мы не одни. Шевкетбей, к сожалению, для меня каждый год в информационном плане начинается с какого-то такого печального и недопустимого дежавю. Эта ситуация наблюдается уже третий год подряд, и третий год подряд вроде бы деньги в бюджет закладывают, да, чтение бюджета проходит нормально, мы знаем, что на телеканал деньги заложены, но когда дело доходит до исполнения бюджета и до непосредственного получения каналам денег для своей деятельности, для своего функционирования, возникают вот такие проблемы. Это, конечно же, недопустимо. Это не просто жаль, это то, что подрывает нашу деятельность, дискредитирует, уничтожает дух людей, которые находятся в Крыму, для которых телеканал АТР — это такой мост, не только информационный, но и духовный, да, потому что это не просто информация, это связь, это и настроение, и эмоции, и информация обо всем о том, что происходит. Поэтому это, конечно, недопустимо. Я уже несколько дней слежу за вашими эфирами, заверениями со стороны действующих чиновников и представителей законодательной власти о том, что эта ситуация должна быть решена. И считаю, что она в ближайшее время должна быть рассмотрена и приведена к какому-то четкому, понятному механизму. Не может год начинаться с того, что АТР объявляет кампанию «Спасите АТР», и в спешном режиме, в пожарном режиме находятся какие-то инструменты, механизмы, причем, как оказывается, они одноразовые, для того, чтобы канал работал. Их нужно действительно выписать четко, принять, закрепить в законодательстве и дать возможность журналистам, руководству телеканала сосредоточиться непосредственно на их профессиональных обязанностях, а не на тех вопросах, которые отвлекают, не на таких вот печальных финансовых вопросах. Гаяна Ханум, с чем вы связываете эту ситуацию? Можно ли это списать на непрофессионализм, на дилетантство, или же все же это такая целенаправленная политика, которая идет? Вы знаете, Гульсум Ханум, я бы это связала с отсутствием системности в крымской политике. Вот та бессистемность, та, может быть, какая-то одномоментность, да, которая наблюдалась в последнее время на протяжении оккупации, я имею в виду начало оккупации, последние 7 лет ее, они все-таки по большому счету характеризовались определенной бессистемностью. И вот это последствие вот этой вот такой бессистемной политики и бессистемного подхода. Когда бы был один единый четкий механизм понимания распределения функциональных обязанностей, ответственности, ролей, понимания того, как работают те или иные механизмы, связанные в том числе и с государственным бюджетом. Когда это будет, тогда вот таких вопросов не будет возникать. Я не думаю, что речь идет о целенаправленном уничтожении канала. Все-таки из тех контактов, которые мы имели, мы видим понимание и осознание того, что канал нужно сохранить, и он должен продолжать свою работу. Я имею в виду настроение украинского политика. Но вот сам инструментарий и выполнение вот этого подхода, его нету.
Чтобы он был, его нужно сесть, один раз прописать, закрепить в законодательстве и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно сколько угодно говорить о том, что мы поддерживаем первый крымско-татарский телеканал АТР, мы поддерживаем крымско-татарский народ. Я даже крымский татарин, говорил один из президентов Украины, но при этом слова расходятся с действиями. Если посмотреть на телеканал АТР, снова нас ставят в такое положение и выставляют заведомо невыполнимые условия. Минус 1 миллион это уже не хватает, если говорить о 50 миллионах, а сейчас их пытаются распределить между другими 14 вещателями. Это только ситуация ведь с телеканалом АТР. А если взять все другие крымско-татарские вопросы, которые тоже по сегодняшний день не получили никакого позитивного отклика, это и вопрос о законе о коренных народах, это и вопрос о внесении изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национально-территориальной автономии, это вопрос о топонимике, это вопрос об упразднении уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа, это вопрос об указе Милли Меджлиса, который был разработан с представительством президента в Автономной Республике Крым о взаимодействии с Меджлисом. Можно долго перечислять это все. Почему так происходит? Почему такое отношение именно по крымско-татарским вопросам? Что это, если не дискриминация крымско-татарского народа? Вы абсолютно правильно называете все эти болевые вопросы, которые не решены на данный момент. И здесь говорить о том, что мы, собственно говоря, эту позицию и озвучивали, и держали, говорили о том, что вопросы, которые накопились в отношении крымских татар, они не решаются, не рассмотрены, они находятся в таком подвисшем состоянии. Вот. Есть какое-то такое взаимодействие по определенным сферам, но решение вопросов, связанных именно с крымско-татарским вопросом, вот из тех озвученных документов, и еще из многих других позиций, их нету. Я все-таки бы слово дискриминация или можно и дальше идти, да, и думать о геноциде, я бы все-таки не использовала. Я думаю, что это вот отсутствие системной политики. В последнее время в Меджлисе говорят, озвучивают ту проблему о том, что мы находимся в определенном таком, скажем так, тупике, да, во взаимоотношениях с властью, потому что обещания озвучены, они озвучивались 18 марта, они после были озвучены, но конкретных решений и выхода пока нету. Я всегда говорила о своей позиции, говорила о том, что в этом вопросе, вообще в решении этих вопросов нам нужно действовать более целенаправленно и более открыто. Мы должны уже говорить об этом публично. Не принимаются два закона, не принимаются изменения в Конституцию. Действительно, не подписан указ о взаимодействии с Меджлисом крымско-татарского народа со стороны администрации президента и так далее, и так далее. Плюс к этому всему на начало года мы получили проблему с АТР. Вот об этих проблемах нужно говорить более открыто и, возможно, возвращаться к определенным принципам деятельности, которые были закладены, заложены в национальном движении. А что это за принципы? Ну, вы знаете, принципы публичного оповещения, сосредоточения внимания на проблеме, обращение к тем силам, которые нас поддерживают, но уже более системно. Вот. Я думаю, что чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем накапливаться. Мы их будем... Ну, я все-таки надеюсь, что ситуация с АТР разрешится, потому что в прошлом году она тоже была достаточно критическая, потом выход из проблемы нашли. Но другие вопросы не решены. Вот, поэтому здесь нужны более такие открытые, на мой взгляд, публичные методы работы и обращения к руководству Украины и к тем силам политическим, которые нас поддерживают. Гаена Ханум, хотел спросить, как члена Меджлиса, как крымской татарки, Гульсум прошлась по всем этим пунктам нерешенных вопросов. Есть ли у вас надежда, что при нынешней власти эти вопросы, которые вот Гульсум озвучила, и по автономии, и по изменениям законодательства, принятия законов о коренных народах, что-то будет сделано? Или опять уже 2 года президентства Зеленского, Верховной Рады, еще осталось 3 года, поэтому есть ли надежда, что за эти 3 года какие-то изменения в позитивную сторону в решениях вопроса крымских татар стоит ожидать или не стоит?
Шевкет Бей, надежда умирает последней, надежду никогда нельзя терять. Вы знаете, что потеря надежды даже согласно нашим религиозным канонам является очень большим недостатком, и не стоит терять надежду. То есть надежда есть, но есть четкое и, скажем так, холодное понимание происходящей ситуации. Я еще в прошлом году, в конце прошлого года говорила о том, что при нынешнем созыве Верховной Рады, на мой взгляд, изменения в Конституцию проведены не будут. Вот именно изменения в Конституции. Есть еще определенная, скажем так, надежда, положительная надежда в плане принятия закона о коренных народах, потому что здесь, и может быть даже о статусе крымско-татарского народа, потому что здесь не стоит уже ждать инициативы президента, должны инициировать депутаты и депутаты, которые нас поддерживают. Вот. Но по изменениям в Конституции я считаю, что, на мой взгляд, вот при нынешнем составе Верховной Рады, при нынешней власти эти изменения проведены не будут. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Да, я все-таки, язык дегенде, все-таки надежду терять не стоит и опускать руки не стоит. Мы 7 лет живем в таком режиме, да, когда мы боремся за деоккупацию, мы боремся на международном уровне, в Украине, отстаиваем свои права. Несмотря ни на что, руки опускать не стоит, продолжать стоит, но нужно очень трезво оценивать ситуацию и, на мой взгляд, изменять определенные методы ведения работы. Çok sağ olunuz Gayana Hanım. Гаяна Ханум, член Меджлиса, была с нами на прямой связи. Спасибо за поддержку, спасибо за советы. Спасибо всем, кто поддерживает телеканал АТР. В частности, сегодня нас поддержал народный депутат Украины и «Слуги народа» Виталий Безгин, который написал депутатское обращение вице-премьеру, министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Это депутатское обращение, в котором народный депутат, попросила объяснить и разъяснить ситуацию, которая сложилась сегодня вокруг телеканала АТР. Как нам подсказывают наши редактора, сейчас должен присоединиться следующий гость к нашему эфиру, хотя уже нам нужно, я так понимаю, завершать этот блок, потому что буквально через несколько минут должна быть информационная программа «Замана», а далее в этой студии марафон продолжит наш коллега Айдер Муждабаев, у которого в гостях будет народный депутат Украины из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Да. Вот что удивляет, мы видим реакцию европейских стран, позицию Польши, позицию Прибалтики, которые заявляют о том, что недопустимая ситуация, которая происходит с АТРом, которые готовы АТР забрать к себе, поэтому это очень удивляет, что отношение украинской власти вот такое холодное к своему же народу, своим же гражданам. Вообще, если вспоминать 2016 год, Шевкет Бей, вы помните, да, что необходимость поддержки телеканала АТР в специальной резолюции по Крыму еще в феврале 2016 года была прописана Европарламентом. Потому что даже Европарламент сегодня понимает, насколько что важно АТР поддерживать. Важно там поддерживать. Даже было прописано, что АТР, да, не просто там СМИ. Как первый крымстарский телеканал АТР, потому что АТР — это голос Крыма на материковой части Украины. АТР — это голос Украины на территории временно оккупированного Крыма. Да, мы хотя бы можем говорить, находясь здесь на свободной части Украины, на материке, то, что наши соотечественники, крымские татары, находясь в Крыму, не могут сами публично про это заявить. Они могут передать информацию нам, мы уже заявить в общее обозрение, поэтому узнают все. Вот это является одним из мостов, который связывает материк Украины и оккупированный Крым. И телеканал всегда дает надежду, что Крым будет освобожден. Ленур Бей правильно отметил про Сервера Мустафаева. Сервер Мустафаев сегодня политический заключенный. Я не знаю, знает ли о нем господин Резников или господин Мирошниченко, которые включились к нам в эфир. Это журналист телеканала АТР, который на территории временно оккупированного
события, которые там происходят, освещал обыски, которые происходят там в отношении крымских татар, показывал, он делал стримы постоянно на своей странице Facebook, высылал видео для телеканала АТР, несмотря на все. И что случилось? Его задержали оккупационные власти и вынесли приговор. 14 лет лишения свободы. За что? По надуманной статье. Безусловно. Ну что, мы сейчас прощаемся. Да, прерываемся, и эфир продолжит выпуск «Заман». После этого встречать в этой студии Айдера Муждабаева с гостем Алексеем Гончаренко, народным депутатом Украины от фракции «Европейская солидарность». Куршкенч. Перший заступник міністра реінтеграції окупованих територій ввів в оману депутатів на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Нардеп з «Голосу» Соломія Бобровська цікавилася, які перспективи державної підтримки телеканалу АТР. На що заступник міністра Резнікова Ростислав Замлинський заявив, що це приватна компанія і пряме фінансування кримсько-татарського мовника не передбачене бюджетом. Додав, що відомство хоче підтримувати всі медіа, які мовлять на окупованій території. Ба більше попросив парламент збільшити фінансування для міністерства, щоб розділити гроші на всіх. Є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах. Відповідно, ми за те, щоб отримати кожен з них відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Насправді, переглянувши бюджет минулого року, уряд дав телеканалу АТР субсидію, тобто пряму фінансову підтримку. Але міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення коштів на послуги. Мовляв, АТР має взяти участь в тендері. В міністерстві повідомили про 14 невідомих мовників, які претендують на гроші, які були виділені для нашого каналу. Але досі не оголошено конкурс і його умови. До того ж, телеканал АТР вважає сам конкурс дискримінацією і не братиме в ньому участь. Журналістська солідарність. Перший кримсько-татарський телеканал АТР підтримують колеги інших медіа. Зокрема, телеведуча Яніна Соколова в ефірі своєї програми назвала ситуацію із фінансуванням АТР позориськом та закликала дати можливість єдиному кримсько-татарському каналу мовити на окупованій території. А ведучі телеканалу «Прямий» Тарас Березовець та Пітер Залмаєв, які є уродженцями окупованих територій, заявили, АТР має жити. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики, міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому, Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми ведучі українського телеканалу «Прямий» та
уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто розуміємо біль, вашу біль та біль кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинен жити. Керім, Ватан, Міллет. АТР – це зв'язок України з окупованим Кримом. Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов закликав не забирати у кримсько-татарського народу його мову, голос та совість. Він розповів свою історію про АТР. Як на початку 18-го року прийшли до мене з обшуком, і саме в той момент, у 5 ранку, в моєму будинку мій батько дивився «Заман». Дивився новини, і коли ФСБівці прийшли до мене з обшуком, вони сказали, що у них вся родина така, вся родина екстремісти, дивляться екстремістський телеканал. На що я сказав, що це кримсько-татарський телеканал, що це свобода думки, свобода слова. Українські військові на захисті єдиного кримсько-татарського телеканалу. Військовий Руслан Мірошниченко висловився за збереження, розвиток та підтримку телеканалу. А ветеран російсько-української війни Валерій Маркус назвав кримських татар союзниками та закликав не забувати, що у АТР забрали фінансування. Хто такі кримські татари для України? Вони – наші союзники. І на хвилі прекрасних новин, пов'язаних із закриттям пулу проросійських каналів, треба не забувати, що у кримсько-татарського телеканалу АТР відібрали фінансування. В Україні буквально декілька телеканалів, які не належать олігархам. І один із них намагаються придушити. Володимир Зеленський, сподіваюсь, ви також підтримаєте кримських татар. Українського бійця поранено поблизу Південного, що на Донеччині. Там окупанти прицільно гатили по позиціях об'єднаних сил з мінометів 92-го калібру та автоматів. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. Йому надали першу допомогу та терміново ушпиталили. Також поблизу Кримського окупанти облаштовують нові позиції в бік українських підрозділів. Традиційно ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Водяної на Приазові російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Від початку поточної доби 5 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Чергову російську порушницю завернули на кордоні. Прикордонники не пустили до України російську акторку, яка незаконно їздила до окупованого Криму. Вона прямувала до української столиці рейсом зі Стамбула. Під час догляду в аеропорту Бориспіль виявилося, що вона незаконно відвідувала півострів восени 2020 року. Ймовірно, це Глафіра Тарханова, бо, за даними прикордонників, на півострові жінка знімалася в серіалі «Непотопляємо», де грала головну роль. Порушниці пояснили, що Крим – це Україна, та заборонили приїжджати впродовж 3 років. Найближчим рейсом її відправили назад до Туреччини. Если вы в будущем попытаетесь въехать на территорию Украины, зная о том, что вам запрещен въезд на территорию Украины, вам будет продлен запрет въезда на 10 лет. Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 16 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. В багатьох районах півострова цілодобово залунала кримсько-татарська мова та музика. Мовлення радіо «Мейдан» стало важливим елементом у відродженні кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Незалежні медіа, зокрема телеканал АТР та радіо «Мейдан», були змушені переїхати у Київ. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові
військові та кримсько-татарська музика транслюються з офісу у столиці. А для кримчан хвилі Майдан доступні завдяки вежі на Чонгарі. Щоправда, сьогодні радіо Майдан, який є частиною медіахолдингу АТР, також опинився на межі закриття. Внутрішнім розпорядженням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій кошти, які АТР та Майдан мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Їх планують розділити між іншими ЗМІ. Тому перше кримсько-татарське радіо та телеканал залишилися без фінансової підтримки. Мой друг сказал. И снова здравствуйте, как говорят у нас в Одессе. Что-то я вспомнил даже, сейчас только понял, что не зря. Не зря. У нас в гостях одессит Алексей Гончаренко. Привет. Приветствую. Вот, но он не просто одессит, это такой всем одесситам одессит, я бы сказал. Человек, который не только даже как представитель партии Европейской солидарности, а сколько даже и как лично, мне как не знаю, что тут больше, так бился за ТР всегда. Просто он делал это так, что не ища славы никакой себе и не вешая медали на грудь, но я это знал. Я знал, что он не ищет себе этой славы, я публично ничего особенного не писал. Да? Я про ему просто лично говорил, спасибо тебе большое, и сейчас говорю, Спасибо. тебе большое. Спасибо большое. Я буду всегда бороться за АТР и за все, что необходимо для того, чтобы голос Крыма звучал, а Крым как можно скорее вернулся домой и под контроль Украины, и крымские татары себя чувствовали там свободно, так, как должны у себя дома. Вот, что я могу сказать политикам разным? Будьте как Гончаренко. Я не про партию говорю. Для меня все партии более или менее, ну, кроме одной вот этой на букву «Ж», да? Будьте как Гончаренко, и все. Будьте людьми, патриотами, не юлите, не придумывайте ничего. Это некрасиво, выглядите плохо. А Гончаренко хорошо. Спасибо за доброе слово. Там сейчас режиссеры наши ищут, это самое, дошли уже, да, извините, да, меня ругают в ухо, что уже нашли давно. Все, простите меня, в АТР прекрасный коллектив, вот, все у нас будет хорошо, и сейчас мы покажем, почему будет у нас все хорошо, потому что очень много, на самом деле, людей, таких, как Алексей Гончаренко, в разных странах они есть, у нас в стране есть, в парламенте, и в правительстве есть, и вообще везде есть нормальные люди, но Алексей Гончаренко, человек, который, как мы знаем из опыта, из горького опыта российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, он умеет все еще и формулировать очень коротко, понятно, ясно. Его выступление вчерашней Верховной Раде, ну, я бы сказал, да. Давайте еще раз послушаем, кто еще не слышал. Де законопроект про корінні народи, який сьогодні чекають кримські татари? Де на нашому порядку денному постанова 3766 про схвалення санкцій проти тих, хто бореться проти нашої цілісності і суверенітету України? Де постанова 3447 про переслідування Православної церкви України там, в Криму? Давайте нарешті припинимо розмовляти і якісь балачки робити. Давайте робити, щось діяти. В нас в лютому буде 7-ма річниця подій в Криму. День супротиву, коли Крим захоплювали вороги. Давайте ми зараз в лютому хоча б присвятимо Криму, Донбасу, окремі дні сесійні і приймемо важливі рішення. Слава Україні! Ну, смерть врагам. Что я могу добавить к этому? Алексей, вопрос. Вот я сегодня эфиры буду проводить в нашем марафоне с таким психологическим подтекстом. Я хочу поразмышлять о корнях вот этих явлений, такого отношения к крымским татарам. Почему постоянно у этих каких-то чиновников, которые все время появляются новые фамилии, и это не важно, как их зовут, да, возникает идея нас попрессовать. Вот она вроде как-то должна была отвалиться, как хвост у обезьяны, да, после Майдана и после оккупации. Ну, как бы все уже, по-моему, когда сказали уже не Порошенко, и не только Порошенко, говорили, что тогда еще, это 16-й год, что все, ну, понятно, почему Крым, вот с Крымом случилось то, что случилось. А последствия Донбасс, это же тоже рикошет от Крыма. Потому что ставили на русские элиты, ну, на братьев вот этих вот, да. Татар считали крымских, крымлы считали ненадежными. Вот, не доверяли, никуда на работу не брали, ну и так далее, и так далее. Но это, ладно, ну вроде бы должно это пройти, но это продолжается. Объясни мне, вот как ты человек в политике,
у тебя тоже, наверное, эволюция взглядов какая-то была там, да? Ты что-то узнавал новое. Ты же не знал про нас наверняка ничего лет 10 назад, да? Да. Вот просто Честно такой, да? говорю, Какие-то вот эти на кривых конях, значит, с кривыми ногами, вот там где-то в степи, вот это, я прискакали из Монголии, да? Я знал, что есть такой коренной народ, но я практически никого не знал, лично не видел, настроения не знал. Ты же понимаешь, что у нас вот учебник, берешь учебник, вот первым делом, когда человека хотят сделать идиотом, ему дают советский учебник истории. И это можно даже не бить по голове ничем тяжелым, просто дай вот эту главу «Татаро-монгольская ига». Открываешь эту главу, и вообще слово «татаро-монгольская ига» же русские придумали, да? Вот почему, интересно, татары и монголы, татаро-монгольские, а почему у татаро-монгольского народа, вот у татарского, грубо говоря, ну в целом там разные названия такое, да, ну условно говоря, у тюрков и у монголов нет ни одного общего слова, нет ни одного общего блюда, они даже чай по-разному заваривают. Да? И как вот, что это за народ такой, что это за иго? Вот мы с тобой идем игом куда-то, да? Ну, наверное, ты начнешь там что-то делать, как я, да? Ну, одно слово у нас общее точно появится. Там, да, какой-нибудь там, типа вау или там отстой, да? А тут ни одного слова, ни да, ни нет, ни черное, ни белое, ничего общего. Но татаро-монгольская ига. А кто спалил Киев? Татары спалили Киев. Какие татары? Какие монголы? Где? Кто? Кто здесь был? Мы жгли Москву, а дети в школе в Киевской рассказывают, что крымские татары Киев палили. Что тут это самое, ты понимаешь? Мы вместе воевали против русских. Жаль, не додавили, да, в свое время. В учебнике истории написано, значит, нет, дурак, смотри сюда. Татары враги. Понимаешь? Это на самом деле есть проблема корнями далекими, это правда. Но я думаю, что сейчас есть какая-то такая странная история, действительно, что чиновники садятся, и то ли они хотят, чтобы их как-то особенно просили. Может быть, а может быть это. Как-то просили, да. Да, может быть. Ну, действительно, я не понимаю, почему, от чего каждый год, вот каждый год. Вот, как вот, добрым утром, снова елка, здравствуйте. Снова да, здравствуйте, да. вот там елка, снег, да. январь, наступает февраль, все, проблемы у АТР. Почему? Что? Ну, неужели нельзя один раз? И уже мы вроде в прошлом году вместе с коллегами внесли правки, бюджет приняли. Какой был кипиш, помнишь? И Зеленский выступал. И там, приняли бюджет в таком виде, что все, никаких проблем быть не должно. Перечислите деньги, забыли. Приходит кто-то и говорит, не, вы знаете, вот так это не так, нам нужно провести конкурс, а этот... Я вот выступал на бюджетном комитете, говорю, не знаю, среди кого нам провести конкурс, если крымско-татарский канал единственный в мире. АТР. Ну, другого просто нет. О чем мы говорим? Но тут смотри. Сообщите, где этот второй канал, третий Нет, канал. Дело не в этом. Тут они вот что хотят сделать. Это нам всегда рассказывали в Крыму, вот при этой квази-украинской власти до Майдана, да, вот этой януковичской, вот этой все. Ну, по сути, там русские правили, ты же понимаешь, да, это местным элитам вот этим отданы, которые сейчас там и правят, в общем-то, да, при оккупантах. А нам всегда говорили, это такая советская, я помню вот четко, это спиной ощущение. Вы не одни такие, нам всегда говорили. В Крыму жили древние греки, не древние греки, там, и дальше перечисляли все национальности мира, ну, кроме там народов Крайнего Севера, да. И мы так вот где-то 250-е, вот эти крымские татары, вот эти на кривых конях, которые с Монголии прискакали, да. Это ничего, что мы образовались в Крыму, что все эти греки, там, все эти готы и все эти генуэзцы, они в наших, вот во мне, во всех нас, да, в непонятных пропорциях, мы и есть они. Нам говорили, нет. Вы одни из многих, это русское выражение прекрасное, сукины дети в очередь, да? И вот там, значит, вот они придумали 14, значит, они решили, взяли на наши деньги, которые туда попали как субсидия, потом придумали задним числом про них конкурс, вообще не знаю, как с точки зрения закона, такие идеи вообще появляются у людей. Ну ладно, окей, это не наше дело, пусть за себя сами отвечают. Я могу сказать, что сегодня на заседании Верховной Рады по пятницам оглашают запросы, огласили мой депутатский запрос на имя премьер-министра по ситуации АТР. Я, как член бюджетного комитета, инициировал, чтобы на следующее заседание бюджетного комитета пришло руководство Министерства по оккупированным территориям, лично министр господин Резников рассказал нам, что происходит. Я обязательно буду просить, чтобы туда же пришли и народные депутаты, представители крымско-татарского народа, Крымлы у нас, слава богу, есть. Рустем Умеров, Мустафа Агаджемилев. Вот задаем простой вопрос. Ахтем Чийгоз. Зачем вы это все придумали? Я, просто мотивацию. Расскажите мотивацию. Да. То есть был АТР, была сумма каждый год одна. Все знают прекрасно, это минимальный порог. Мы вещаем через спутники, у нас помещение отнять. Ну, как бы это объяснять каждый раз новому чиновнику, это как таблицу умножения первокласснику, да? Ну, окей, объяснили уже, да? Вроде как не глупый, так смотри, реагирует, там, читать умеет, все, отвечает, галстук, все есть, да, очки. Объяснили, да? Он берет, значит, оглядываясь, типа все вроде успокоились. Он оглядывается, думает, давай-ка я сейчас все переделаю. Придумывает какие-то 14 нам конкурентов каких-то.
14 конкурентов, которых даже не называет, и говорит, а мы тут решили с чуваками деньги телеканала АТР, ну так, как это на этом жаргоне, я не знаю, взлохматить, как вот эту котлету, я не знаю, распилить, я не знаю. Раздеребанить. Вот ты какой хитрый придумал, ты молодец. вообще. Раздеребанить. Вот спросите, где мотивация? У нас идет война, у нас люди в тюрьмах, большая часть крымских татар, политзаключенных сейчас крымские татары. Да. Каждый день суды, мы их показываем. Он говорит, нет, я решил, тут лишние деньги завалялись у него, ты понимаешь? Главный бюджет ты перевел, вы же сделали, Верховная Рада все сделала. есть, да. Это вообще оскорбление для депутатов, когда назначены ими чиновник, вы же за него голосовали. Ведет себя просто я не как... голосовал. Ну, нет, Да, власть ну, значит, голосовала. надо поставить... Большинство, да. но если так человек относится, через губу плюет на нас, ну, давайте поставьте вопрос об отставке. Ну, давайте нам нового министра. Этот испортился, потому что у него Крым-Донбасс, это у него записано в его деятельности трудовой, да? Он же министр, всё, да? Вот. Но мы ему не доверяем. Это человек, который хочет нас уничтожить. Он знает точно. Он даже цинизм до такой степени доходит, что он говорит, мы конкурс этот проведем, вот вам 14 конкурентов, с которыми вы будете передо мной танцевать, значит, кто мне понравится, да, и ваши деньги мы раздадим. Но еще этот конкурс мы не знаем, когда проведем, условий для него нет, и смотрит так на нас. Он знает наши долги, завещания, потому что они образовались не по нашей вине, до того все было ритмично. За спутники нас отключают, он знает. То есть, а сейчас, вы посмотрите, как вы будете умирать. Это что такое? Это министр по оккупированным территориям. Это точно министр Украины по этим территориям? Мы обязательно все эти вопросы поставим, и я надеюсь лично, к сожалению, сегодня Резникова господина не было в Раде на части вопросов правительству. И, кстати, этот вопрос прозвучал сегодня тоже. Он очень занятый. Соломея Бобровская, моя коллега. Я видел. Спасибо, Соломея. Да, и мы обязательно будем и дальше эти вопросы поднимать. Я думаю, что в итоге, конечно, все будет хорошо, но действительно это все вызывает... Вот то выступление, которое там вы показали, действительно вчера выступал, там был вопрос законопроекта о помощи временно перемещенным лицам. Это все нужно и важно. Но есть вещи, которые объяснить невозможно. Вот там вчера была годовщина с момента, когда Верховная Рада приняла ровно год назад, решение провести парламентские слушания по Крыму. Потому что эта Верховная Рада, вот этого созыва, парламентские слушания по Крыму вообще не проводила. То есть вообще не проводила. Она и та-то проводила один раз. Та проводила хоть один раз. Да, но они такие были полупустые. Да, но они были. Ну, хотя бы а тут их нет вообще. Да, а тут их не было вообще. То есть это даже не имитируется работа. И год назад мы приняли решение, значит, провести эти парламентские слушания. Вроде все хорошо. Дальше, значит, они были назначены на март, дальше там карантин. Ну так и что? Ну так это же не повод. Ну так уже все работают, мы собираемся. В чем вопрос? Давайте проводить, давайте говорить. Где законопроект? Где? Ничего Скажи нет. мне, а вот я просто хочу понять логику. Вот здесь президент Зеленский. Он абсолютно правильную риторику выбрал по Крыму на международной арене, да, на международной арене. Вот платформа, вот США новая власть. США, если придут, то вообще по-другому все развернется, да, в мировой политике. Россия не придет, и ладно, не надо. Будем без нее движение идти. Все правильно. И тут выходит назначенный его премьером вице-премьер и говорит, не, Владимир Александрович, сейчас я вам проблемы тут создам. Давайте-ка я сейчас с крымскими татарами вас рассорю. Давайте-ка я на весь мир сейчас устрою скандал, что мы отрубаем крымско-татарское телевидение. Как вам нравится? Нормальная платформа? То, что ты говоришь. Слушаний нет. Приходит на платформу Байден такой, или не Байден, ну, скажем так, из госсекретарь. Слушайте, о чем будем говорить? Ну, вы о чем-то говорили перед тем, как прийти сюда? Не, мы слушаний даже не провели по Крыму. Ты понимаешь? Это я замолкаю, я не могу уже больше. Не, ну это реальная проблема, и я надеюсь, что мы вот эту крымскую платформу, только что вернулся из ПАСЕ, и мы там ходили, продвигали по ПАСЕ коллегам из других делегаций. Ну, действительно, сначала говорили май, потом перенесли на август, но нужно на нее выходить с чем-то. И тут я согласен на 1000%, а не просто, что давайте соберемся, просто и... Это только хуже будет, нас высмеют просто. Да, поэтому 100% я надеюсь, что... я всегда хочу быть оптимистом. Ну, во-первых, я уверен, что все будет хорошо с телеканалом АТР. Я хочу быть оптимистом и с точки зрения того, что власть придержащие, хоть я и не голосовал за них, конкретно этих, но все-таки схаменуть в украинской мове, это такое классное слово. Классное, да. Да, и займутся делом, и перестанут заниматься ерундой в лице действительно борьбы с кем, ну, то есть, и ради чего. Знаешь, я представил себе такую сцену, для 95-го квартала хорошая, может быть, сцена, когда я вам дарю, Владимир Александрович, вот сидят, вот это круглый стол, крымская платформа, да, сидят, да, и такой заходит президент Украины, ну, кто там будет играть, я не знаю, там, и говорят, здравствуйте, а вы с чем к нам пришли, что вы сделали по Крыму? Вот последний, давайте за последний месяц. Он такой, мы закрыли татарский телеканал. Что? Ты понимаешь?
Это есть вещи, которые невозможно объяснить вменяемым людям. Это невозможно объяснить литовцам, полякам нельзя. С литовцами вообще отдельная история. Сейчас, если раз ты коснулся, я обязательно хочу рассказать. Есть вещи, которые тоже невозможно объяснить. Мы покупаем российскую электроэнергию сейчас и белорусскую. При том, что в Украине мощностей по выработке своей электроэнергии в 2 раза больше, чем потребности. То есть мы можем экспортировать электроэнергию. Вместо этого мы ее импортируем электроэнергию. И в итоге что мы будем иметь? Если так дальше будет идти, то мы убиваем собственную энергетику, чтобы помочь энергетике кого? Страны-агрессора. И у меня возникает вопрос. Вот мы общаемся в ПАСЕ с коллегами, да? Вот мы говорим, давайте санкции, давайте что делать? А что они нам в ответ скажут? Так вы прикалываетесь нас или что? Вы же покупаете сами. Вы не хотите, чтобы мы там покупали что-то, продавали? Так а вы что делаете? Мне вот реально просто... Ну это же ответы на это квартал 95. Да, это юмористическое шоу. Вот коллега, тоже у меня в Литве много друзей, Жигимонтас Павильонис. Есть такой, да, он глава, очень достойный человек, он был когда-то послом Литвы в США, сейчас он глава комитета по международным делам Сейма Литвы. Мы с ним еще коллеги, он глава группы за демократическую Беларусь, и я в украинском парламенте такой же группы, мы сотрудничаем. И вот он мне звонит и говорит: Алексей, я что не понимаю. Мы отказались от покупки электроэнергии в белорусской атомной электростанции, потому что Лукашенко узурпатор, негодяй, сволочь. Потому что она у нас в 20 километрах от границы. Уж они бы, если бы реалполитик, они бы первые. Нам очень удобно, тут все рядом. Мы отказались, мы блокируем, мы с ней боремся. Мы всегда поддерживаем Украину во всем. И что произошло? Начала Украина покупать белорусскую атомную электростанцию, электричество. Как бы, ну, ты можешь мне пояснить, что происходит? Левая рука не знает, что делает правая. Я выхожу об этом, говорю с трибуны, говорю об этом на эфире, там был бы эфир Савика Шустера, говорю об этом, и министр энергетики говорит: вы правы. Действительно, это надо немедленно прекратить. Прошел месяц уже, ничего не происходит. Выходит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, я к нему с уважением отношусь. Все. Да, он нормальный. Да, и он говорит, тоже говорит: не, мы же отключаемся, мы вообще наш путь Европа, мы должны к европейскому энергетически. Да, поэтому это сказал ИО министр энергетики, это сказал министр иностранных дел, это все сказали, и что произошло? Знаешь, мне кажется, ничего, вообще ничего не произошло. Есть у Рузвельта второго, ну в смысле вот этого, крайнего Рузвельта, президента Соединенных Штатов, такое высказывание: можно обманывать... Франк Делано. Да, Франклин Делано. Можно обманывать одного человека там долго, можно обманывать много людей недолго, но обманывать всех людей долго не получится. Никому, и вот такой разговор, на Западе что ценится? Должна быть последовательность. Ну, то есть нельзя так, знаешь, типа, как Остап Бендер в шахматы играл, да, раз ты так ладью и стоишь, как будто ничего не было. Но так там не общаются. Это вот у нас может принято так друга обманывать, там вот, ну, там культура другая. Это как, не знаю, там, плясать в опере, там, в зале, как на концерте. Ну, не поймут. Не поймут, и так уже не понимают. И это создает нам проблемы. Поэтому мы говорим: а вот почему у нас там все сложно в ПАСЕ? Ну, потому что, например. А почему у нас там сложно? Ну, вот поэтому. Потому что, ну, они же все видят и понимают. Знаешь, мне кого очень жалко? Дмитра Кулеба, правда. Вот мне кажется, ему же вопросы задают в итоге. Конечно, к нему и задаются эти вопросы, говорят: а как же так, а почему? И я не знаю, что ему он отвечает. А он профессионал, он в ПАСЕ сколько был, да, он был послом Украины, мы работали, я был в прошлой делегации. И вот как вот он скажет, ну что он пожимает плечами? Даже потом у Димы спрошу, когда он сменит должность, сможет говорить: а что ты вообще отвечал вообще? Вот когда про такие вот нестыковки сознания просто. Нестыковки сознания, именно так, к сожалению. Поэтому, ну вот есть такая проблема. Беда. Беда, да. То же самое, вот мы сейчас говорим, на этой неделе появилось решение, наконец-то, правильное, о защите информационного пространства Украины. Да, и что-то правильное происходит. Да, вот происходит вот правильная вещь, и я оппозиционер к этой власти, но я говорю, вот это решение правильное, оно сильное, взяли, сделали. Ну, что тут сказать? И вот в то же время другая рука делает все как-то наоборот. Ну вот тебе показатель, да? Одновременно, так по буквам проговариваю. Зеленский закрывает пророссийские каналы. Следующая строчка. Вице-премьер Резников закрывает крымско-татарский телеканал. А кто эту шутку переведет? На какой язык мира? Невозможно, да. Это реальная проблема. Будем надеяться. Хорошо, ты будем делать или пессимист, все, что скажи мне, вот мне интересно. Что? Ты оптимист или пессимист? Я оптимист. Потому что вы из Одессы? Здрасте. Наверное. Ну нет, потому что как иначе можно? Если еще без оптимистического настроя, то можно совсем потерять. Нет, все будет хорошо.
и Крым будет жить нормальной жизнью, а не этим тюремным островом. И всех наших отобьем, я в этом не сомневаюсь. Просто если бы все на это работали, то это случилось бы быстрее. Как будто колесо прокручивается. Да, а если не все, то, к сожалению, это все будет происходить сложнее. Оно произойдет. Мы мешаем, мы враги только сами себе. Да. Нет вообще, это вообще закон жизни. Нет у человека большего врага, чем он сам. Так столько гадостей, сколько можно сделать самому себе, никто тебе не сделает. К сожалению, наше государство это демонстрирует тоже завидным упорством. И даже имея такого сильного врага, какого имеем мы в лице путинской России, все равно мы как-то вот... А вы знаешь, я сейчас парадоксальную вещь скажу. Не знаю. Вот у меня иногда какая-то чуйка есть. Мне кажется, что все-таки какой-то перелом произошел. И как бы мы ни относились к Зеленскому, там ты и там или кто-то другой политически, все равно, ну, логика историческая такая, что мне кажется, он встал вот сейчас стал на правильный путь все-таки. Ну, я тоже хочу в это верить. Потому что обратного хода тут нет. Обратный ход — это пропасть, все. Согласен. Но поэтому мы сегодня, например, были с коллегами, пошли под СБУ. Мы говорим, смотрите, вот вы приняли правильное решение. Эти каналы, они давно не медиа, они давно пропаганда. Так случилось. Все, так произошло. Это нужно прекращать. Это часть войны против нас. И вы сделали это решение. Обоснованием его является то, что их собственник формальный, потому что реально там Медведчук, это даже Рабинович сейчас смешно пишет в Фейсбуке, закрыли каналы Медведчука. До этого всем рассказывали. Спалили всю малину. Да. Казак. В общем, Рабинович не по понятиям себя ведет. Да. Надо как-то... Да. Ну, в общем, окей. Мы и так все знали. Ну, значит, формальный владелец казак. Хотя какой он казак, он казачок засланный. Это да. И, значит, если формальная причина, что он причастен к терроризму, и он финансирует это все, то есть он зарабатывает деньги там в ДНР, уголь, и он это, значит, здесь вкладывает, ну, то все. Значит, его сажать надо. Вот. Так простая логика. Да. А, Б. Ну, конечно, то есть если есть санкции, причем они официально говорят, нам СБУ дала материалы, а его террористическая деятельность. Ну, так а в чем на свободе? Так террорист, а он в Верховной Раде. А сколько по статье у нас терроризма? Ну, 15, это же максимум. Да? Ну, так конечно, нормально. да. Так нормально. Так и вопрос тогда, окей. Накопал угля себе. Да, так и все, так вперед, давайте. Мы говорим, ну все, вы сказали А, ввели санкции. Придется. Да, то есть надо делать Б, надо педозру давать, да. Надо начинать тогда его дальше сажать. Давайте начинать. А там еще вот по такой клиентуре, вот, знаешь, у меня такой есть образ, что, может, я уже повторяюсь, но что уже заработал вот этот принцип домино. Просто мы не видим это все в объеме, мы видим вот только, так смотрим, видим одну фишечку вот это. Вот упали 3 телеканала, пам-пам-пам, да, Казак или как там оно, Козак. Мы просто не видим, что на дальних фишках написано. Но мне кажется, кости уже, и вот эта вот следующая костяшка, она уже на кого-то пам, а там может быть Медведчук, а там пам, а там может быть какой-нибудь телеканал их. Там пам, еще кто-то. И они сейчас, а так как эта игра, это, как я понимаю, конечно, это американцы, да? Ну, согласен? Согласен. Да? Они же не знают Говорит Блинкин с Кулебой и Ермаком, а на следующий день это решение. Ну, совпадение? Нет, короче, думаю. Они такие сидят, и у них сейчас паника. Ты видел по реакции? Да. Слушай, ты тоже это заметил? Да. Я про психологию сейчас будем Вот, да. Слушай, я это вообще, вот ты сейчас заметил классную штуку. Я был, значит, вот это решение было когда во вторник вечером, по-моему. И я думаю, среда утра будет, Армагеддон будет в Раде. Ну, у них фракция все-таки 40 человек. То есть я думаю, надо приходить с попкорном 2 ведрами, садиться и, значит, смотреть, как они будут там штурмовать, лежать, не знаю, что самосжигать там на трибуне. Ну, это же их рупоры, все, каналы. Сейчас будет. И очень жалкое вот это они вышли. Рабинович... Художественный самодеятель отстающего колхоза. Да. Рабинович говорит, вставай, страна огромная, такой боевик. И Потураев просто, извините за выражение, ржет. Да, и не он один, это реально наверное, смешно. Но мы все стоим, и все, и уходят. И я вижу по ним, что они испугались. То есть вот они понимают только такие шаги. Чувствуют, да? Да, только такие шаги. Вот то, что я когда заходил в студию, мы с тобой говорили, какой язык они понимают. Вот они понимают только такой язык. Они пока с ними разговаривали, уважаемые народные депутаты, уважаемые граждане Украины, у нас же есть страна, ее нельзя вот так просто ногами вытирать. Да. Что вы нам тут... Да. И тут, когда немножко раз... Все. Чего изволите? И они такие все. Можем спеть. Да, и они такие, я смотрю, испугались и смотрят иначе, и оглядываются по сторонам, и в принципе сидят там сейчас в углу, не лезут оттуда особо. И как-то не особо даже вот борьбы я не чувствую какой-то большой.
Посмотри, где народные движения в защиту попранных телеканалов? Не видно его? Ну где массы народные, Напоминает фильм «10 негритят» Агаты Кристи. Да, Никто не знает, кто следующий, да? И они такие раз, и все. А значит, понимаю, и думаю, что для США, я думаю, что здесь есть роль США существенная. Вопрос чести страны. Да, извините. но Да. я думаю, что здесь, да, вот недаром Байден вчера, выступая в Госдепе, сказал, что все, мы будем иначе реагировать на Россию. И я думаю, это показатель Потому того. что в Америке есть достоинство. Это страна, которая строилась снизу людьми с достоинством, которые убегали из королевств вот этих всех европейских, вот этих всех унижающих человека монархий. Они убегали строить свою жизнь сами. И только депутат на букву «Д» может подумать, что он может унизить Америку или обмануть. Вот надо быть совсем «Д», вот, чтобы так Полным, думать. да. Это, конечно, можно, опять вспоминая Рузвельта, какое-то время там поплясать, да? А потом за тобой просто взрослый дядя придет. Ну и удивительно здесь другое, раз вы вспомнили депутата Д, вот что все-таки в нашей стране, к сожалению, да, вот этого достоинства не в стране. В стране-то, слава богу, революция была, но какой-то части наших элит не хватает, потому что вот депутата Д исключили, исключили из фракции, кстати, 2D, Double D, там Бединский и Деркач. Да, так вот, его исключили из их фракции, большинства, за антиамериканскую деятельность. Ну и правильно сделали, понятно. Но у меня вопрос, а почему его не исключали за его антиукраинскую деятельность, которой он занимался все эти полтора года? Не скрывая вообще ничего. Вообще не скрывая. То есть в открытую он занимался антиукраинской деятельностью. Это называется политическая меньшеварка. Да, но это было все ок. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, салям алейкум, Айдар. Алейкум салям. Да, пожалуйста, Из задавайте Крыма вопрос. звонок. Да, У меня вот вопрос к депутату. Вот вы были при власти 5 лет, когда был Порошенко президентом. Да. Почему вы не признали нас коренным народом? Вот документально, официально, а вот не на слова, как говорят везде, мы коренной народ. Ну, чтобы документально был признан, что мы коренной народ Украины. Полностью, я, извините, не знаю, как вас зовут. Как вас зовут? Не успели. Я не знаю, как вас зовут, но вы абсолютно правы. Я в прошлом созыве, вот те слушания, о которых мы говорили, инициировал, собственно говоря, тогда я. И проводили мы их сначала на базе комитета по местному самоуправлению региональной политики, потом вышли на Верховную Раду. И в итоге этих слушаний было принято целый ряд рекомендаций. Они есть, эти рекомендации парламентских слушаний. Под лежат там. Да, мы там приняли коренной народ, статус Конституции. Ну, то есть вот эти все вещи мы там прописали. Статус, убрать из Конституции понятие об отдельном городе Севастополе. Тебя спросили вопрос, почему? Я не знаю. Как Елена Соколова, значит, спрашивает, соромно? Да. Конечно, мы не доработали тогда тоже. Я полностью согласен с зрителем. А ты еще согласен, вот честно? Конечно, мы должны были это тогда сделать, и сейчас не надо было бы... Никаких вопросов? Не 100%. И просто я со своей стороны могу сказать, что я как бы что мог в этом направлении делал, темы эти... Нет, я же тебя не обвиняю лично, но в целом ты же как политик должен отвечать за все. Да, и за партию свою, и за парламент, в котором ты был, в любом случае. И мы были в парламенте, слава богу, там же был и Рифат Ага Чубаров, и Мустафа Ага Джемилев, и вроде как все были позитивно настроены. Мы, вот крымские татары, такой народ, просто чтобы ты понимал, да, у нас есть такая вещь, мы не будем за себя просить, да, но есть такой нюанс маленький. Как бы мы хотим, чтобы увидели и сказали сами люди, украинцы сказали, что мы видим, да, мы вас видим. Вот как тогда Порошенко сказал, мы в долгу перед крымскими татарами. Но, к сожалению, слова остались словами. И, кстати, то, что про ОТР сейчас такие вот эти граблевидные проблемы, да, это же тоже потому, что тогда же можно было принять закон об ОТР. Один раз, и все. И все. И хватило бы тогда голосов, и все было бы. И сейчас мы не сидели бы тут, и не было бы всего вот этого, не было этих вот... И Резников бы сидел где-нибудь спокойно и занимался своим делом. Ну, единственное, что скажу, что тогда все-таки проблем не было с финансированием. Я понимаю, но ты же понимаешь разницу между системным решением вопроса и эпизодическим, правда? Это вообще проблема. Украина, к сожалению, как государство молодое, у нас очень слабые институции. А это означает, что у нас вот системных решений, им и очень плохо. Знаешь, у нас обычно все в режиме пожарной команды происходит. Загорелось, видим, бежим. У меня про литовцев опять. Я просто забыл, как человека зовут. У меня очень много друзей и знакомых литовцев. Просто я, чтобы не путаться, я забыл просто. Это бывший начальник полиции Вильнюса. Потом он здесь представитель, не знаю, сейчас или нет, уже, в общем, чиновник европейский. И он мне рассказал просто так однажды за кружкой пива, как что они за 3 месяца реформировали страну.
Я говорю, как, в смысле, как это 3 месяца? Мы же не привыкли к таким срокам, да? У нас тут дебаты, 25 лет дебатируем, нужна ли настоящая независимость от России и так далее, пока они сами не убедили нас в этом. А он говорит, а очень просто. Мы решили все, весь парламент, весь народ, мы решили, что мы должны стать страной-членом ЕС. Нам дали вот такой пакет документов. Там закон о полиции, он привел пример просто даже инструкции к полицейским. Да? Вот все тоже как положено должно быть. Мы, говорит, 3 месяца не вылезали из кабинета. Мы все переписали, все утвердили, парламент все проголосовал, и утром они проснулись европейской страной. С институциями, с законами, все расписано, ты понимаешь? Тут еще надо, чтобы расписать можно, надо, чтобы еще исполнялось оно. Тут менталитет имеет большую роль. Люди, конечно. И менталитет наш с литовцами отличается. Есть тут тоже нюансы. Но это не значит, что это не приговор. Это просто Конечно, означает, что нам это надо... Еще проблема... Есть такая проблема, что в маленькой стране попроще все-таки. Хорошо, я тебе Польшу приведу. Большая мы страна. Хорошо, с Польшей можно сравнить? Можно, да. Ну вот тебе пример. Правда? У них были стартовые позиции хуже, чем у Украины. Когда развал. Хуже с точки зрения там, выплавки металла, да. Но с точки зрения того, что это Речь Посполита, у которой есть история государственности, которая только 50 лет, как их ее лишили. Ну, формально она и так была. Даже все-таки формально институты у них были. Память об институциях. Да, у них была, и она была намного, что там сравнивать? С литовцами тоже, кстати. Ну, что там сравнивать? У людей был сейм, где реально там, он может быть и своих, там, когда шляхта имела это право вето, он, может, исторические им и проблемы принес, но у них был парламентаризм там в 17 веке. Ну, о чем мы говорим? То есть, а здесь это все выжигалось каленым железом, это же здесь все уничтожалось, любая вольная мысль и так далее. И империя давила. В этом смысле вот тяжело. Тебе вопрос. Бекир Аблаев, крымский татарин, молодой человек, достаточно интересный, такой цельный литератор, пишет вопрос Алексея Гончаренко. Хочу поблагодарить за прекрасное вступление в ПАСЕ, отстаивание национальных интересов Украины. Но вместе с этим показали видеосюжет, который вы обращаетесь к депутатам ВРУ о необходимости принятия закона постановления, который будет гарантировать права крымских татар. Но почему... Да, ну то что, извините, это просто Бекир, это его же вопрос. Это не он звонил. Ну вопрос понятен, и он очевиден. Но он висит в воздухе. Он висит в воздухе. Я с этим совершенно не спорю. И нам надо было сделать намного больше. Я это поддерживаю. Ну, ты знаешь, это как вот если в отношениях человека, что-то обещать, давай завтра. Ну сделай уже. Ну, понимаешь? Ну, я согласен. Это правда, и это... Половинчатость — это наше все, к сожалению. И во всем, вот даже, знаешь, вот эти откаты, условные наши вот эти, как мы называем их, реванши, да, это на самом деле даже не столько реванши, это действительно откаты. Откаты потому, что мы не закрепляемся на занятых высотах. Мы не закрепляемся законодательно, не закрепляемся, да, но что-то закрепили. Например, евроинтеграция. Да, вот тут, и ты вдруг понимаешь, класс, все, заднего хода нет в этом вопросе, не объедешь на кривой козе это. Раз Томас, вот как угодно относитесь, но он уже есть. Но вбит гвоздь. Все. Это правда. То есть необратимость уже идет. Да, и не знаю, сколько продержится здесь ФСБшная церковь вот это, но процесс-то пошел. Ты понимаешь? И его конец очевиден. Да, только вопрос длительности. Да, вопрос времени. Да. Это то же самое, как с этими, опять возвращаемся к этим ментальным уродам, которые считают, что можно Америку обмануть там или... И вдруг они начинают петь песни такие козлиным вот этим блеянием, потому что они понимают, что все-таки с затылком, вот у людей с криминальным мышлением, я считаю, что пророссийский человек в Украине — это человек с криминальным мышлением, у них есть это, они спинным мозгом чувствуют, им страшно, они чувствуют, что все-таки закончится все для них печально. Ну, они, наверное, просто чувствуют, что, собственно, правоты-то никакой нет. Что они делают? Зачем же уничтожать государство, которое вас взлелеяло, выкормило, живете хорошо? Большая часть из них, из этих всех деятелей, весьма себя неплохо чувствуют. А знаешь еще... И плюют в этот колодец. Интересно, если русские придут, условно говоря, представь, что тут русские пришли, да? Да их первые за шиворот выкинут вообще. Вот это 100%. Это 100%. Это же... И что, допустим, наши олигархи там думают, что они тут кому-то нужны, Путину, что ли, нужны? Они пытаются ему понравиться, какие-то переговоры пытаются вести с ним, пытались, да? Да у нас за людей не считают вообще. Это правда. Откуда меньшевартость в таком количестве людей? Вот это низкая самооценка и преклонение перед русскими. Что
что-то психологическое. К сожалению, есть чуть-чуть хуторянство, чуть-чуть меньшевартость. И вот тоже оно изживается потихоньку. А какие маркеры, ситуация что намного изживается? лучше, Вот чем скажи была. мне, вот пример придет, что изменилось? Ты живешь всю жизнь в Украине. Я приезжал... Я скажу, я изменился. Ну-ка расскажи про себя. Ну, я вот не Вот надо как- мне как про ты? кого-то рассказывать. Вот супер, Я- рассказывай. Ну, я могу сказать, что там начало 90-х годов я смотрел, ну, я был подросток, я 80-го года рождения, то есть там, когда только Украина стала независимой, как бы да, все, Украина независимая, хорошо, но в каком-то 92-93 году я знал больше фамилий российских политиков, чем украинских. Я смотрел, ну, то есть я как бы продолжал, физически я вроде как бы здесь живу, ну, я как ребенок, подросток, но вот там ментально, культурно, информационно я живу там. Но этот вот процесс, вот это расхождение... Как ты оно прямо излечился? Потому что до сих пор многие больны. И вот в таких Ну, формах, как ты говоришь. окончательно излечили меня так ударом по голове. То есть 14-й год, аэропорт Симферополя. Я никогда это не забуду. 27 февраля, по-моему, когда его захватили российские спецназовцы, так случилось. Я был одним из свидетелей этого. Просто практически случайно. Начались события в Крыму, День сопротивления. Крымские татары защищали Верховный Совет Автономной Республики Крым. Ты вылетел как площадь. И я выехал из Одессы сразу туда. И под утро я приезжаю в Симферополь. В ночь в ночь. И я заезжаю в Симферополь, и идет новость, что что-то происходит в Симферополе. А я проезжаю вот там поворот этот. Помню, ну, ты знаешь прекрасно, когда едешь в Симферополь, вот тут поворот. И я поворачиваю, просто поворачиваю. И приезжаю, когда туда заезжают КАМАЗы, эти МАЗы, я не очень машины разбираюсь. С омазанными номерами. Да. И с вот этими, ну, со спецназовцами российскими. А там стоит 2 или 3 украинских милиционера. Ну, я не знаю, что. Может быть, они там остались, предали Украину. Может, они выехали. Да, ну, там 90% так сделало. Ну, может, с вероятностью 90%. Да, вероятно. Ну, я не знаю. Ну, в общем, они стоят и понимаешь, ну, то есть вот едут эти МАЗы, и я вижу, на моих глазах началась война. И я понимаю, что на моих глазах чужая армия захватывает мою землю. Что ты испытал? Унижение? Унижение, шок. Все. Вот вся гамма чувств. Почему столько людей до сих пор не испытывают унижение? Вот, знаешь, потому что не с ними это произошло. Но ты тоже не крымский, не донецкий. Не крымский, не донецкий. Я не знаю почему. Может быть, потому что у них не было вот этого ощущения, что это... Все-таки ощущение, что это моя земля, оно у меня было. Просто для меня это как бы вот братья, они живут вот рядом, соседняя страна, все, как бы мы должны быть близки, что там, единая Европа от Лиссабона до Владивостока. Я это говорил на прошлой неделе в ПАСЕ. Я им говорил, ребята, мы это все прошли, это заблуждение. Единая Европа от Лиссабона до Владивостока, это прекрасно. Но не тогда, когда... То есть идея в том, что Владивосток должен становиться похож на Лиссабон. А не наоборот. Если у нас Лиссабон становится похож на Владивосток, это катастрофа, это не надо. А вы именно к этому ведете. Вот ну все, с тех пор как бы это водораздел. Вот все, ну, на моих глазах. Я понял, что началась война, и в этой войне война против меня, против моей земли, против нас всех. И это вообще война против человеческого достоинства. Против достоинства, против любого свободы, вообще против здравого смысла. Потому что во мне еще, вот, знаешь, во мне еще вот, ну, какое-то чувство было такое, да суки, что же вам не хватало? Ну, не понимаю, кто-то не пускал вас в Крым. Наконец, я смогу ездить в Крым. Эти, знаешь, стоп. А что вообще? Поезда не ходили, ну, самолеты это вообще какое-то издевательство. Да. Ну, то есть все, ну... В моем мире, который должен быть красивым и открытым, вы берете и вот это вот вбиваете, а потом начали убивать. Владивосток. Это последний город, где я был перед тем, как навсегда уехать из России. Ты знаешь, что там был самый большой процент по статистике поддерживающих аннексию Крыма? Во Владивостоке? Да. Люди, которые имели наименьшие шансы там оказаться в принципе когда-либо, а сейчас тем более. Рядом Корея, курорты Китая, Вьетнам. Там, ну, лететь, что там, то туда, то сюда. Да? Они в Москве не было, они в Москве не были 90%. Никогда, да. И они больше всего радовались по циклу. Потому что, потому что вот это вот, ну не это, вот этот ящик, это промывает мозги, это страшная сила. До дна бы скребает. Это да, страшная сила. И он не может остановиться, так, давайте так, я соберусь и задам себе вопрос простой. Почему я раньше не мог ездить в Крым? Зачем он тебе нужен? Вообще, что? Вася из Владивостока. Зачем тебе? И вот еще, знаешь, еще что я не понимал, я люблю историю. Я когда вот всегда смотрел там на историю там, Второй мировой войны, я не мог понять. Немцы. Культурнейшая нация. Что надо им было? Вообще, ну реально, колоссальный потенциал, научный, там, ну какой хочешь, ну можно восторгаться музыкой, литературой, мировой.
И вдруг эти люди начинают жечь других людей. Просто вот физически жечь и считают, что это нормально. И они же действительно все, там он же пришел демократически к власти, и референдум проводил, они голосовали, и все. И я не мог, мне всегда казалось каким-то... А потом на моих глазах я смотрю, вот оно. Вот есть же там, есть великая русская культура, и много чего есть. Но при этом, как сапогом это все стирается, и они начинают убивать своих реальных я братьев. больше скажу. Гитлер, он, понимаешь, он же тоже вынимал из немецкой культуры то, что ему подходило. Конечно, да. Этот вынимает из русского то, что подходит. Так у каждого есть вот это вот. А в русская литература она достаточно упадническая. Она периода империи, она реваншистская, да? И очень удобная. Почему я говорю, русский язык опасен, когда его все понимают, и детям он влетает в уши, потому что он насыщен имперской лексикой даже в отношении других народов и так далее. Ну, там он поражен, да? Он поражен таким коронавирусом именно. Я не замечал. Короной Российской империи. Там даже фразеология есть интересная. Не знаю, я этого не замечал, но реально есть проблема. Да. Но реально есть проблема. И я вот на моих глазах это вот я думаю, вот оно как происходило тогда, в 30-х годах. Вот оно когда на наших это началось, все. я вспомнил книжки про Третий рейх, которые читал еще, когда в Грузии война началась. Я прочитал, как это все происходило. По учебнику все происходило. Есть речь Гитлера об аншлюсе Австрии. Ее можно просто брать, менять слово там немцы на русские, там Крым. Все, и это речь Путина, которую он вот это вещал тогда в Совете Федерации. Это просто фантастика, фантастика. И как это вообще возможно? Ну вот на наших глазах это произошло. Ну кончится это так же, как кончилось у там... Хотелось бы немножко меньше жертв. Хотелось бы. И хотелось бы очень важно, чтобы когда это все-таки произойдет, немцы, они прошли болезнь, у них же после Первой мировой войны, у них этого не было, и поэтому вернулась Вторая мировая война. А после двух таких катастроф они реально многое переосмыслили. Кстати, ты знаешь, да. И эта вот денацификация именно вот здесь произошла. Вот здесь у них, ну, то есть, и сегодня там есть периодически что-то всплывает, но в целом глобально все-таки они почистились, они прошли такое, ну, очищение, катарсис. В большинстве, по крайней мере. И это то, что необходимо, потому что, получается, после Сталина российский народ это не прошел. Нет, ничего. Наоборот. Он вернулся на круги своя. Слушай, он кумир. Сталин кумир. Убийцы все кумиры. Иван Грозный, Сталин. Путин хочет им подражать, но они... Вот, мне вчера написал из России один человек, он сказал, в Украине не понимает, что в России происходит. Я говорю, в смысле? Говорит, вы понимаете, что главные претензии народа к Путину не вот той вот части, которая там Навальный, вот это все там, да что-то выходит. Он мягкий. Глубинный народ вот этот. А человек, он нашел с тобой в складу ума и взглядов, но он общается вот с глубинным народом вот этим, да? Говорит, да мягкий он, да надо мочить. А еще тогда Майдан, когда был, значит, даже интеллигенты в Москве такие, я с Майдана приезжаю, несколько раз приезжал, говорит, а что их танками не раздавят? Ну, понимаешь, мышление другое. Вот другое вообще. Ты никогда этого не поймешь. Знаешь, что про немцев еще интересно, тебе расскажу, может, ты не знаешь. Вот почему многие евреи не бежали из Киева, и осталось все-таки 30 тысяч человек, которых всех почти здесь недалеко, в Бабьем Яру убили, да, расстреляли и так далее. Ну, кто-то не смог уехать, но какая-то часть людей, мне рассказывали сами евреи киевские, просто не верили в то, что немцы могут сделать что-то плохое, потому что в их памяти остались немцы периода Первой мировой войны, когда в Киеве, наоборот, было хорошо про них. Они были воспитаны, хорошо относились к евреям, и вообще ко всем. В Киеве, кажется, 4-й был еврей. И в Германии, кстати, во время Первой мировой войны и после, евреи подумали, что они стали частью немецкой нации. У них даже сионизм пропал, вот это движение. Это зачем? Ну, нас воспринимают как равных. Мы служим в армии, все. То есть как бы все было нормально, ты понимаешь? Вот этот вирус какой-то. Ну, там раз достают. И тут пришел вроде формально тот же немец, но 20 лет прошло. Но он нацист уже. Переродившийся. Вот с русскими такая же история. Но да, нет, с русскими не такая история, конечно. Там вся история такая. Я прошу прощения, я, конечно. Потому что я не могу найти чистые страницы русской истории. Вот пытаюсь найти, но не могу. Вот чисто статистически не могу. Вот эти короткие периоды без тоталитаризма, буквально месяцами измерявшиеся, да, ну и Ельцин там. Сколько до того, как он сказал, что Чечню к ногтю, да там год, наверное, прошел. Все, они опять скатываются туда, вот в эту империю. Этот Орда так, немножко... Монгол-татарские игры. Конечно, да. Монголы им оставили. Нет, ну на самом деле вот этот, как сказать, вот эта имперскость,
И вот это, что мы должны куда-то постоянно идти. Вот в этом смысле. Что тебе дома не сидится, Что тебе дурак, не сидится, да. Свою бери землю и приводи ее в порядок. Может, потому что хозяевами не были никогда, крепостными были. Не было ощущения своего. Может быть. Понимаешь, украинец защищает свое. Понимаешь? Свое. Ощущение своего есть. А тут, наверное, было... Почему-то, знаешь, как охотно вербовались на крымские войны, например. Это сейчас мы удивляемся, на Донбасс едут, там кредит, холодильник. Охотно крепостные крестьяне шли воевать. Просто чтобы уйти от этого. Чтобы уйти оттуда, да. Чтобы пограбить где-то. Ну, там, вырваться. Вырваться из этого вот барин, черная изба, розги, жена, которую там могут, дочь, которую могут продать в соседнюю деревню, там, или не в соседнюю, жена, которую может вызвать к себе барин там в любой момент, понимаешь? Чтобы не видеть вот всего этого. И, ну, конечно, это люди с таким мышлением. И вот есть книга такая потрясающая, «История крымских татар». Написал ее... Кстати, у крымских татар есть эта государственность. Государственность, и она должна быть... У нас, чтобы ты понимал просто, да, самое интересное, что можно узнать о народе, это прочитав его сказки. Потому что в сказках, они же записаны-то недавно все были, все сказки мира. Их передавали просто, когда все грамотно уже стали, а до этого веками передавали. У нас один из главных героев сказок, знаешь, кто? Нет. Судья. Ну вот так. Судья — это Кадий? Да, Кадий. Потому что вот все же в мире связано. Рим, суды вот эти, сначала Афины, потом Рим, потом Константинополь. А потом эта вся культура, это суды на площади, ну, вот публичные слушания. И судья принимает решение. То есть право, да. есть право. Понятно, что с нюансами, там, средние века, да. все, да, но право. Вот менталитет на этом. А почему Украина другая? Ну, потому что свобода была, вирус свободы, его не выскоблили. Да, он был все время. Да? Вот им, кацапам, казалось, что вот они все съели эту страну, да, они ее там заменили население, там, да, что они вот в мозги внедрили вторичность какую-то, да. Но нет, не получилось все равно. А Украина сколько под гнетом колониальным находится? Но все равно вот эти казацкие рады, все равно это сечь, все равно. Да, это вольница есть. И тоже литовцы, да, ну сколько бы ни пытались их переломать, да, вот и так уже едок пытались. Нет. Короче, мы крутые. Мы крутые, а значит мы победим. Да, вот знаешь, я не знал. Я вот к этим эфирам на время марафона я готовлюсь чисто ментально. Я вот просто думаю, хочу говорить как можно более искренне. И ценю людей, которые могут вот сказать то, что... Ну, не люблю политиков. Ты не очень политик все-таки, вот по своему поведению. Какой-то ты такой... Я стараюсь просто... Какой ты не такой, ты политик. Ну, тогда это хорошо. Я хочу, чтобы больше было не таких. И знаешь, прошедших свой путь. Да, тебя тоже там в разном в чем обвиняли. Но ты сам сказал, что ты был частью русского мира тоже когда-то. Абсолютно. И это тоже надо пройти. И когда человек проходит, вот, наверное, он ценит то, как он сам себя реформировал, да? Он опыт жизненный свой. И понимаешь намного лучше, и все понятно. Я после Крыма вернулся тогда, вот после этих дней, я тогда много дней провел в Крыму, я был на участке, где голосовал тот подонок Аксенов с украинским флагом там, и так далее. Но когда я вернулся прямо вот из Крыма, и в Одессе они пришли под облсовет, я все знал, что будет дальше. Ну, да. Я просто все это видел, вот, и я все... Вот, и я понимал, что нужно реагировать максимально жестко, и мы там, слава богу, и отстояли, и все. И почему? Потому что я все... Вот оно началось. Один и тот же. Один и тот же, все, вот там, вот тут. Вот, переехали на... Там, даже пьеса. Даже пьеса, начали играть ее теперь здесь. А риток, ой-ой-ой. У нас программа подошла к концу. А ты знаешь, что в Крыму при жизни ставили Мольера, знаешь? Да, я читал это у тебя. Вот. Я этого не знал, я прочитал это в твоем блоге на «Украинской правде» сегодня. Общайся со мной больше, я тебе много. И я с удовольствием. Спасибо за поддержку. Спасибо тебе всегда, большое. При любой власти и в любое время. И спасибо большое, и крымлы, и украинцы, мы обязательно победим.
Перший заступник міністра реінтеграції окупованих територій ввів в оману депутатів на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Нардеп з «Голосу» Соломія Бобровська цікавилася, які перспективи державної підтримки телеканалу АТР. На що заступник міністра Резнікова Ростислав Замлинський заявив, що це приватна компанія і пряме фінансування кримсько-татарського мовника не передбачене бюджетом. Додав, що відомство хоче підтримувати всі медіа, які мовлять на окупованій території. Ба більше попросив парламент збільшити фінансування для міністерства, щоб розділити гроші на всіх. Є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах. Відповідно, ми за те, щоб отримати кожен з них відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Насправді, переглянувши бюджет минулого року, уряд дав телеканалу АТР субсидію, тобто пряму фінансову підтримку. Але міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення коштів на послуги. Мовляв, АТР має взяти участь в тендері. В міністерстві повідомили про 14 невідомих мовників, які претендують на гроші, які були виділені для нашого каналу. Але досі не оголошено конкурс і його умови. До того ж, телеканал АТР вважає сам конкурс дискримінацією і не братиме в ньому участь. Журналістська солідарність. Перший кримсько-татарський телеканал АТР підтримують колеги інших медіа. Зокрема, телеведуча Яніна Соколова в ефірі своєї програми назвала ситуацію із фінансуванням АТР позориськом та закликала дати можливість єдиному кримсько-татарському каналу мовити на окупованій території. А ведучі телеканалу «Прямий» Тарас Березовець та Пітер Залмаєв, які є уродженцями окупованих територій, заявили, АТР має жити. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики, міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому, Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми, ведучі українського телеканалу «Прямий» та уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто розуміємо біль, вашу біль та біль кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинен жити. Керім, ватан, міллет. АТР – це зв'язок України з окупованим Кримом. Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов закликав не забирати у кримсько-татарського народу його мову, голос та совість. Він розповів свою історію про АТР. Як на початку 18-го року прийшли до мене з обшуком, і саме в той момент, у 5 ранку, в моєму будинку мій батько дивився Заман. Дивився новини, і коли ФСБівці прийшли до мене з обшуком, вони сказали, що у них вся родина така, вся родина екстремісти, дивляться екстремістський телеканал. На що я сказав, що це кримсько-татарський телеканал, що це свобода думки, свобода слова. У
Українські військові на захисті єдиного кримсько-татарського телеканалу. Військовий Руслан Мірошниченко висловився за збереження, розвиток та підтримку телеканалу. А ветеран російсько-української війни Валерій Маркус назвав кримських татар союзниками та закликав не забувати, що у АТР забрали фінансування. Хто такі кримські татари для України? Вони – наші союзники. І на хвилі прекрасних новин, пов'язаних із закриттям пулу проросійських каналів, треба не забувати, що у кримсько-татарського телеканалу АТР відібрали фінансування. В Україні буквально декілька телеканалів, які не належать олігархам. І один із них намагаються придушити. Володимир Зеленський, сподіваюсь, ви також підтримаєте кримських татар. Сьогодні в окупаційному суді Армянська відбулося вже 18-те так зване судове засідання щодо національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Так званий суд приступив до розгляду письмових доказів. Зокрема, був розглянутий протокол з місця подій за 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити з Херсонської області до Криму. Котре підтвердилася інформація, що з території так званого пункту пропуску в бік Армянську Джемілєв не виїжджав. Окрім цього, тоді там не було попереджень про так званий кордон. Сьогодні було досліджено 2 томи. Наступне судове засідання призначене на 11 лютого. Когда автомобиль прибыл на территорию КПП, из него вышел Мустафа Джемилев, он направился к кабинке паспортного контроля, что указывает на то, что Мустафа Джемилев выполнял те действия, которые предписаны гражданам, въезжающим на территорию КПП, осуществление паспортного контроля. Никаких сведений о том, что он пытался каким-то образом пройти мимо этого паспортного контроля, выйти за пределы КПП в сторону города Армянск, в данных протоколах также не указано. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Українського бійця поранено поблизу Південного, що на Донеччині. Там окупанти прицільно гатили по позиціях об'єднаних сил з мінометів 92-го калібру та автоматів. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. Йому надали першу допомогу та терміново ушпиталили. Також поблизу Кримського окупанти облаштовують нові позиції в бік українських підрозділів. Традиційно ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Водяної на Приазові російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Від початку поточної доби 5 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Чергову російську порушницю завернули на кордоні. Прикордонники не пустили до України російську акторку, яка незаконно їздила до окупованого Криму. Вона прямувала до української столиці рейсом зі Стамбула. Під час догляду в аеропорту Бориспіль виявилося, що вона незаконно відвідувала півострів восени 2020 року. Ймовірно, це Глафіра Тарханова, бо, за даними прикордонників, на півострові жінка знімалася в серіалі «Непотопляємо», де грала головну роль. Порушниці пояснили, що Крим – це Україна, та заборонили приїжджати впродовж 3 років. Найближчим рейсом її відправили назад до Туреччини. Если вы в будущем попытаетесь въехать на территорию Украины, зная о том, что вам запрещен въезд на территорию Украины, вам будет продлен запрет въезда на 10 лет. Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 16 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. В багатьох районах півострова цілодобово залунала кримсько-татарська мова та музика. Мовлення радіо «Мейдан» стало важливим елементом у відродженні кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Незалежні медіа, зокрема телеканал АТР та радіо «Мейдан», були змушені переїхати у Київ. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові
Кадирові та кримсько-татарська музика транслюються з офісу у столиці. А для кримчан хвилі Майдан доступні завдяки вежі на Чонгарі. Щоправда, сьогодні радіо Майдан, який є частиною медіахолдингу АТР, також опинився на межі закриття. Внутрішнім розпорядженням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій кошти, які АТР та Майдан мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Їх планують розділити між іншими ЗМІ. Тому перше кримсько-татарське радіо та телеканал залишилися без фінансової підтримки. Селям алейкум, сайгыл arkadaşlar. Selam aleyküm sayılı dostlar. ATR телеканалында мына 5-ші күн марафон девам етмекте. Bizler өз сесімізні білдіреміз, bizlerni o'ldirmaymiz, bizlerге yardım etiniz deb endi qichirmaga da mecburmiz, chunki hakimiyet şimdilik bizni eshitmagan alda. Demekdeki bar qonunlar, bu qonunlarga herkes demek uymaq kerak deb, ama telekanalımız Qrimdan mecburi olarak chiqqanini ya da boshqa bir shartlarni ko'zog'ini ichte almaylar. Ve şimdi bu saat devamında Kırım Tatar tilinde yayınımızı alıp baracağımız ve Kırım'dan musafirlerimiz olacak, bağlanacaklar ve Türkiye'nin de bağlanacağımız. Şimdi hatırlatmağa isteyim, geçken haftaydı Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin toplaşuvunda Eskişehir'den seçilgen deputat Utku Çakirözer Kırım Tatarlarga destek etmek için böyle bir çıkışnen bulundu. Kelin o çıkışını şimdi dinleyik, sonra size müzakeremizge geçerek. Şimdi birazdan onu verebiliriz. Şimdi kelin aysa müzakerege geçecek. Var edi ama şimdi daha bir kere hazırlamaya tırışırmız, yok mu? Türkiye'den milletvekili Utku Çakirözer geçenleri o çıkışta bulundu. O'zining kürsüden o Kırım Tatarlarga Türkiye'nin destek etmek gerek olgani hakkında sözlerini aytdı ve biz onu şimdi canlı yayınga bağlamağa isteyimiz. Utku Çakirözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekili, Cumhuriyet Partisi bizle şimdi canlı bağda. Utku Bey, selam aleyküm, merhabalar. Gülsüm Hanım, Şevket Bey, merhabalar, iyi akşamlar. Çok sağ olun. Utku Bey, siz geçenlerde kürsüden çıkıp bize destek verdiğiniz için size ayrıca şimdi canlı yayında teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Çok sağ olunuz ve bildiğiniz üzere bugün birinci Kırım Tatar kanalı ATR çok büyük böyle mali sorunlarla karşı karşıya geldi. Bununla ilgili fikirleriniz nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Tabii öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. ATR kanalında sizlerle ve bizi izleyen, hem Kırım'da izleyen, hem Ukrayna'da izleyen, hem de dünyanın dört bir yanında izleyen soydaşlarımızla birlikte olmak benim için büyük mutluluk, büyük onur. ATR kanalına çok zor bir dönemde çok önemli bir görev yapan bu kanala çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok zor günler geçirdi bu kanal. Özellikle de işgal döneminde. Ama daha sonra Ukrayna'ya geçerek Ukrayna'dan yayınlarını devam ettirdi. Şimdi de her türlü desteği hepimizin vermesi lazım. Çünkü Kırım Tatarlarının sesini sadece Kırım'a değil, tüm dünyaya duyuran bir kanal. O yüzden ben de buradan zor koşullarda yayın yapan sizlere çok teşekkür ediyorum. Minnetimi ifade ediyorum. Ve sizlere her türlü desteğin verilmesi için ben de aracılığınızla çağrıda bulunuyorum. Sizince bu destek neden ibaret olabilir? Nasıl bir destek olabilir ATR kanalına? Tabii özellikle Kırım'daki işgal sonrasında ATR'ye evini açan Ukrayna'ya çok teşekkür ediyorum. Sadece ATR'ye değil, on binlerce Kırımlı soydaşımıza da ev sahipliği yapmaktalar, kucak açtılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar destek de verdi Ukrayna yönetimi. Bundan sonra da ben destek vereceğine yürekten inanıyorum. Tabii ki diğer
ülkelerinde, başta ülkemiz Türkiye olmak üzere olabilen her türlü imkanla yardımcı olması lazım. Zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle biz Kırım Tatarlarının her konuda, yani yayın konusu olsun, işte ülkedeki yaşam koşullarının, hak ihlallerinin sona ermesi olsun, üniversite öğrencilerinin eğitimi olsun, sağlık konusunda mesela salgın döneminde destek olsun. Her konuda biz Kırım Tatarlarının yanında olmamız gerekir. Ben de geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu yardımın artarak devam etmesi çağrısında bulundum. Siz bu Türkiye Millet Meclisi'nde çıkışta bulunar eken bundan son bir teklifler oldu mu? Belki sizin çıkışınızga böyle bir reaksiyalar oldu mu? Seslendiler mi başka deputatlar? Ben değişik vesilelerle her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de zaman zaman Kırım Tatarlarının yaşadığı sıkıntılar tabii ki başta partimiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dile getiriliyor. Ama diğer partiler de zaman zaman dile getiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti de Kırım'ın işgaline, ilhakına karşıdır. Bizim tek talebimiz Kırım Tatarlarına yönelik bu muamelelerin sona ermesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğinin artmasından yanadır. Ve tabii ki Rusya bizim için önemli bir ülkedir. Türkiye için bölgenin önemli ülkesidir, dünyanın önemli ülkesidir. Rusya ile ilişkilerimiz iyi de olmalıdır. Ama Rusya ile ilişkilerimiz iyi olurken mutlaka Kırım'da yaşanan bu insan hakları ihlalini dünyanın duyması için biz elimizden geleni yapmalıyız. Hep bu çağrıyı yapıyoruz. Mecliste de ben tüm milletvekili arkadaşlarıma, her partiye bu çağrıyı yapıyorum. Ne zaman işte Rusya meselesi gündeme gelse, dış politika gündeme gelse mutlak surette Kırım Tatarlarının hak ve hukukunun korunması gerektiğini, işgale, ilhaka ve yaşanan büyük zulümlere, hak ihlallerine karşı Türkiye'nin daha yüksek sesli olması gerektiğini ifade ediyorum. Utku Bey, Kırım Tatarlarının ve Türkiye'nin uzun yıllar önce ta Osmanlı ve Kırım Hanlığı döneminden çok kuvvetli ittifakdaşlığı vardı. Hem siyasi, değil mi? Hem işte mani, hem manevi, hem müdafaa ittifakı çok böyle güçlüydü. Çok güçlüydü gerçekten. Bugün sizin de birkaç kez artık söylediğiniz gibi Kırım Rusya tarafından işgal edilmiştir ve orada bulunan Kırım Tatar halkı şimdi zulüme, hakarete uğruyor. Sizince Türkiye'nin bu konuyla ilgili siyaseti şimdi, yani nasıl tanımlayabilirsiniz bu siyaseti? Kırım Tatarları ile ilgili, yani Kırım'la ilgili bu siyaset şimdi neden ibaret ve bu siyaseti yani bu yönelişe daha doğrultmak için, daha çok destek yapmak için ne olabilir sizce? Daha ne yapılmalı? Çünkü bizim gördüğümüz üzere bazı şeyler yine de bizim istediğimiz gibi yapılmıyor. Neden sizce? Tabii öncelikle şu anda bizi canlı olarak izlemekte olan Ak Mescid'e, Bahçesaray'a, Gezlev'e, Karasupazar'a ve Mustafa Aga'nın memleketi Sudak'a selamlarımı iletmek istiyorum. Aynı şekilde sizin bulunduğunuz Ukrayna'nın Kiev'ine, Herson'una, Geçiskin'e de yine kucak dolusu selamları hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden şahsım adına hem de temsilcisi olduğum Eskişehir'imiz ve Eskişehir'de yaşayan tüm Kırım Tatarı dostlarımız adına ve tabii ki sadece Eskişehir'le de sınırlı değil. İstanbul'unda olsun, İzmir'inde olsun, Sakarya'sında olsun, Kocaeli'sinde olsun, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yüz binlerce soydaşımız adına sizlere selamlarımızı iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası tabii ki işgali tanımıyoruz. Bu konuda sadece Türkiye değil, Türkiye üyesi olduğu örneğin Avrupa Konseyi'nde, örneğin NATO'da bu konuyu sürekli dile getiriyoruz. Ben şahsen hem Avrupa Konseyi'nde hem NATO'da bu konuyu, yani Rusya'nın bu işgalini tanınamayacağını ve yaptırım kararlarının net bir şekilde, güçlü bir şekilde Avrupa Birliği'nin mesela yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini, Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Sayın Dışişleri Bakanı olsun, diğer yetkililer olsun, Rus yetkililerle bir araya geldiklerinde bu konuyu vurguluyorlar. Bizim hep söylediğimiz muhalefet olarak daha güçlü vurgulanması lazım. Yani gündemin alt sıralarında kalmaması lazım. Tabii ki Rusya ile ilişkiler önemli.
tabii ki iki tarafın çıkarına, ama Rusya ile ilişkilerin önemi var diye biz Kırım Tatarlarını feda edemeyiz. Kırım'da yaşanan insan hakları ihlalini, Kırım'da yaşanan işgali görmezden gelemeyiz, gelmemeliyiz. Tüm dünyanın da bunu böyle yapması lazım. Bu konuda daha etkili olan ülkeler de var dünyada, siz biliyorsunuz. Türkiye'nin de daha etkili politikalar izlemesi, daha fazla desteğini Kırım Tatarlarının yanında göstermesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Utku Bey, sizce Türkiye Kırım'la ilgili Rusya'ya karşı yaptırımlara katılabilir mi? Tabii üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda alınan kararlara katılınabilir. Ve zaten NATO'da da alınıyor biliyorsunuz. Avrupa Konseyi, biz üyesiyiz, alınıyor. Tabii ki Avrupa Konseyi'ne biliyorsunuz Rusya daha sonra önce çekildi, sonra tekrar geri geldi. Siz de konuyu takip ettiniz. Ama her fırsatta, mesela daha geçtiğimiz günlerde yapılan oylamada Kırım Tatarları ile ilgili bir meselede, Rusya'nın daha doğrusu konusuyla ilgili meselede Kırım Tatarları konusunu vurgulayarak Türkiye heyeti, yani her partiden milletvekilleri bildiğim kadarıyla oylamada destek olmadılar, Rusya'nın yanında yer almadılar. Tabii ki ilişkilerde dediğim gibi güçlü ilişkiler önemlidir. Rusya bizim önemli bir bölge ülkesi. Bizim açımızdan işte doğalgaz temin ediyor. Biz onlardan, onlar bizden. Ticaretimiz iyi. Ama mutlaka, yani iyi dostlukla da bence meseleler anlatılabilir. Yani ille de aramızın kötü olması gerekmiyor. Ama Kırım meselesinin anlatılması önemlidir. Mutlak surette hem dostluğumuzu koruyabiliriz, hem de ya bu meselede de bakın siz yanlış yaptınız, bunu düzeltmeniz lazım diyebilmeliyiz. Ben en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu sürekli söylüyorum. Avrupa Konseyi'nde söylüyorum. NATO'da söylüyorum. Ve umarım bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarıyla, muhalefetiyle, çünkü Kırım Tatarları bizim için gerçekten önemlidir. İktidar muhalefet demeden bir bütün halinde onların yanında yer almamız gerekir. Bunu her fırsatta ifade ediyorum. Sizlerin de bilmesini, sizin aracılığınızda da soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bunu duymasını, bilmesini isterim. Bu arada pandemi döneminde sizlere de sağlık diliyorum. Soydaşlarımıza da sağlık diliyorum. Pandeminin Kırım'da da mesela işte bu pandemiyle mücadelede Kırım Tatarı soydaşlarımızın sıkıntılar yaşadığını duymak tabii ki bizi üzüyor. Çekilen acıların farkındayız. Farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hem sizlerin hem de Kırım'dan bizleri izleyen dostlarımızın. Utku Bey, bilеші soracak edim. Mana Kırım etrafında, mana 7. yıl Kırım işgal altında bulunmakta, Rusya işgali altında. Ukrayna'da nasıl yarımadanı işgalden azat etmekini bilmiyor. Onun için şimdi bu işgalden kurtarılу meselelerini müzakere etmek için Kırım platformasını kurmakta ve Türkiye'de büyük teşekkürler bildiremiz. Bu platformaga koşulmaga razı olganını bildirdi. Bu platformaga katışacak, koşulacak ve sizden böyle deputat olarak, milletvekili olarak sormak istedim. Belki sizde böyle bir çözüm yolları vardır. Bu Kırım'ı işgalden nasıl yollarla kurtarmak mümkün? Tek cenk yolları var mı, ya da bir iktisadi baskı, yatırım yollarıyla Kırım'ı azat etmek mümkün? Tabii. Öncelikle Ukrayna'dan bahsettiniz, Ukrayna'nın girişiminden. Ben burada bir kez daha Ukrayna yönetimine, Kırım Tatarlarına verdikleri destek, kucak açtıkları için teşekkür ediyorum. Kırım meselesinin çözümü için çok büyük mücadele verilmekte. Tabii ki çözüm bir çatışmadan, silahlı çatışmadan geçmez asla. Diplomasidir, diyalogtur meselelerin çözümü ve ben inanıyorum ki bölge ülkeleri, işte Ukrayna, Rusya ve komşuları, tabii ki Türkiye mutlaka, çünkü bizim orayla tarihi bağlarımız var. Türkiye'de yaşayan işte Kırım Tatarı soydaşlarımızın sayısı işte Ukrayna'da yaşayandan, Kırım'da yaşayanlardan kat ve kat fazla. O yüzden burada insanların kalbi gerçekten Kırım'la atıyor. Gerçekten Ukrayna'daki Kırımlı kardeşlerimizle atıyor. O yüzden tabii ki Türkiye bu konuda diplomasinin işletilmesi, meselenin diplomasiyle çözümü konusunda aktif görev almalıdır. Hem bu bahsettiğiniz platformda, hem BM platformunda, hem dediğim gibi NATO'nun yaptırımlarında, hem Avrupa Konseyi'nde Türkiye daha etkili politikalar izlemelidir. Her iki ülkede, yani Türkiye nasıl Rusya'nın doğalgazına vesairesine ihtiyaç duyuyorsa, tabii ki Rusya da Türkiye'den gelen birçok konuya ihtiyaç duymaktadır. Bu tek taraflı bir ilişki değildir ve olmamalıdır. Mutlak surette Rus dostlarımıza, komşularımıza biz Kırım meselesinin önemini anlatmaya, altını çizerek devam etmemiz gerekli. Bunu yaparken de Ukrayna ile birlikte koordineli olarak Kırım'a, Kırım Tatarlarına her türlü yardımın yapılması için de Türkiye'nin mutlak surette en önde rol alması gerektiğine inanıyorum.
bölge ülkeleri göz önüne alacak olursak geçenlerde sizin de bildiğiniz üzere Azerbaycan 30 yıldır işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesini yani kendi toprağını işgalden azat etmiştir ve bu azat edilümünde tabii ki Türkiye çok büyük bir rol aldı ve yine de Türkiye kendini bu bölgede çok kuvvetli bir lider olarak gösterdi. Sizince Kırım'la ilgili böyle bir şeyler olacak olursa Türkiye aynen böyle mi desteğini gösterir? Yani böyle büyük Turan devletinin işte yeniden yükseldiği anlamına gelebilir mi bu? Tabii Azerbaycan konusunda biliyorsunuz uluslararası toplum üzerine düşeni 30 yılın üzerinde yapmadı. Biliyorsunuz Minsk grubu aslında bu konuyu çözebilirlerdi. Çünkü ama bizde de Minsk var bildiğiniz üzere ama o da çalışmıyor ne yazık ki. 7 yıldan beri. Tabii işte 30 yılın üstüne görevini yapmadı Minsk grubu maalesef. İsteseler çözebilirlerdi ama Ermenistan üzerinde baskı kurmadılar. En nihayetinde işte yine bir Azerbaycan'a yönelik bir tehdit nedeniyle tekrar çatışmalar başladığında da Azerbaycan ordusu tabii ki hakkı olan, bakın kendi toprağı olan yerleri yeniden kazandı. Türkiye'nin katkıları oldu. Türkiye'nin orada şu anda Rusya ile birlikte bu işte ortaya çıkan ateşkesi izleme bağlamında bulunması önemlidir. Bölgede varlığı Türkiye'nin önemlidir. Mevzu Kırım meselesine geldiğinde de öncelikle tabii ki diplomasinin mutlaka işletilmesi gerekir. Dünyada hani meselelerin hani çatışmayla çözümü öyle kolay olmuyor. Önce diplomasiyle konunun anlatılması lazım. Yani şunu söyleyeyim, Azerbaycan mesela bunu yaparken tüm dünya biliyordu ki orası Azeri toprakları, Ermenilerin işgal ettiği topraklar. Bunu artık dünya 30 küsür yılda anlamıştı, biliyordu. Ama sadece hiçbir şey yapmıyorlardı. O yüzden bizim yapmamız gereken de dünyaya anlatmalıyız. Yani Kırım işgal altındadır. Orada yaşayan soydaşlarımız büyük hak ihlallerine uğramaktadır. Can kayıpları oldu biliyorsunuz. Cezaevlerinde kalan Kırım Tatarları var. Tabii. İşte on binlerce soydaşımız çok büyük mağduriyetler yaşadı ve yaşamakta. Bunların hepsini her türlü platformu kullanarak işte Türkiye'de, işte Avrupa Konseyi'nde, Strasbourg'da, işte NATO'da, Brüksel'de, New York'ta, Birleşmiş Milletler'de anlatmak lazım. Ayrıca da ilişkileri, yani iyi ilişkiniz varsa, işte mesela Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkileri, Azerbaycan'da şu anda ikisinin birlikte bir ortak karargah kurmasının yolunu açtı. Aynı şekilde Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkileri bence, ve hep söylediğimizde budur, Kırım'daki bu zulümü, Kırım'daki bu insanlığın kabul etmediği ve Birleşmiş Milletler'in de kabul etmediği, işte Avrupa Konseyi'nin, NATO'nun da kabul etmediği bu işgal halini sona erdirilmesine katkı sağlamalıdır Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri. Benzer şekilde Ukrayna'nın, benzer şekilde Avrupa Birliği'nin. Bunlar önemlidir. Rusya için önemli ülke ve kurumlardan bahsediyorum. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu biliyorsunuz burada önemlidir ki net bir tutumu var Kırım meselesi konusunda Rusya'ya karşı. Tüm uluslararası camia bunu net bir şekilde anlatırsa ben bunun anlaşılacağını ve diplomatik bir çözüme Rusya'nın daha yaklaşabileceğine inanıyorum. Yani siz bu dostluk grubu sağlanmasını nasıl görüyorsunuz? Gülsüm Hanım, bunu şimdi ilk defa söylemiyorum. Daha önce de ben Dışişleri Komisyonu'nda da söylemiştim bunu. Partimizin yetkilileriyle de görüşmelerimizde bu konuya sıcak baktıklarını hep ifade etmişlerdir. Bizim Kırım'la tarihi, siz söylediniz işte bakın, yüzyıllar ötesine giden dostluğumuz var. Ve bu tarihi dostluk yıllar içinde Türkiye'ye gelen, maalesef gelmek zorunda kalan diyeyim, yaşanan sürgünler nedeniyle ve işte acı olaylar nedeniyle Kırım Tatarı soydaşlarımız Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin hem sosyal hem ekonomik hem kültürel birliğine, bütünlüğüne çok büyük hizmetler verdiler, vermekteler. Yani örneğin bizim Eskişehir'imiz Kırım Tatarları sayesinde çok güzel bir mozaiktir. Aynı Macurlar gibi, aynı Çerkezler gibi, Kafkasya'dan gelen dostlarımız gibi Kırım'dan gelen kardeşlerimiz Eskişehir'in bütünlüğüne, kalkınmasına, Türkiye'nin en ileri kent olmasına katkı yapmıştır. O yüzden
bu tür yani sadece bir diplomatik ilişki gibi görülmesin. Kültürel, sosyal her boyutta ilişkilerin arttırılması lazım. Bunun bir vesilesi de parlamentolar arası yani millet iradesinin sergilendiği kurumlar arası ilişkilerin en güçlü şekle getirilmesidir. Ben meclisimizle ya da meclisimizin Dışişleri Komisyonu ile tüm partilerden gelecek temsilciler ile Kırım Tatar Milli Meclisi arasında bir komisyon, bir irtibat, bir birliktelik olmasının fevkalade iyi olacağını ve ilişkilere fayda sağlayacağını, belki meselelerin Rusya'ya, bölgeye anlatılmasına da katkı sunacağına inandığım için bu çağrıyı yaptım. Önümüzdeki günlerde bu çağrıyı diğer partilerin yetkililerine de ben de tabii iletirim ama Türkiye'de bulunan Kırım Türk dernekleri yani sizlerin soydaşlarından oluşan derneklerin de ben Türkiye'de Millet Meclisimizde bu konuyu ısrarla takipçisi olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Partilerimize baktığımda ben hiçbirinin karşı çıkacağını düşünmüyorum. İşte iktidarda olan AK Parti, MHP işgale karşı olduklarını beyan ediyorlar. Benzer şekilde İyi Parti her zaman Kırım meselesinin takipçisi oluyor. Benzer şekilde inanıyorum ki HDP, zaten bizim partimiz sürekli bu konuyu gündeme getiriyor, Cumhuriyet Halk Partisi. Beşimiz bir araya geldiğimizde bence çok rahatlıkla böyle bir komisyonun kurulması sağlanabilir. Burada tabii Kırım tarafındaki dostlarımız, Sayın değerli Başkan Rafat Çubarov'a da selamlarımı iletiyorum. Onların da bu oluşuma katkı sağlamalarını bekliyoruz. Çok yüreklendirici bir mektup yayınladı. Belki siz de haberlerinizde kullandınız. Beni çok onurlandırdı. Benim konuşmam üzerine çok tarihi, beni yani her zaman baş köşemde taşıyacağım bir mektup göndermiş bana. Onur duydum. Çok kendisine de yürekten selamlarımı, dayanışma dileklerimi iletmek istiyorum. Yani biz bu ilişkileri sadece işte diplomasi hani konuşmak değil ama bunun her alanda, hayatın her alanda nasıl birbirimize katkı sağlayabilirsek, sağlık olabilir, eğitim olabilir, işte yayın, iletişim olabilir, kanalınızın daha güçlü olması ya da diğer benzer iletişim araçlarının daha güçlü olması için ve işte geliş gidişlerin kolay olması gibi her konuda bu ilişkileri güçlendirmek için diyalog kanallarını açmamız lazım. Türkiye'de inanın sizlerin yanında olan, Kırım'daki yüz binlerin yanında olan, onların acısını yüreğinde paylaşan yüz binler var, milyonlar var. Buna mutlaka inanın, güvenin. Biz de elimizden gelen desteği, iktidar olsun, muhalefet olsun yapmak zorundayız ve yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun desteğiniz için. Bir de şunu sormak istedim. Biz yayınımızı ATR kanalında şimdi oluşan problemlerle işte konuşmamızı başlamıştık. Gerçekten çok ciddi, büyük bir mali problemler şimdi yaşıyoruz. Utku Bey, şunu soracaktım. Türkiye ATR'ye TürkSat platformuna girme imkanını sizce yaratabilir mi? Yani mali taraftan böyle yardımda temin edebilir mi ve biz bunun için ne yapmalıyız sizce? İmkanlar var mı? Gülsüm Hanım, elimizden ne geliyorsa, ben konunun tekniğini bilemiyorum sizin kadar ama burada dediğim gibi her alanda desteğimizin artması lazım. ATR kanalı bizim yüz binlerce Kırım'daki Kırım Tatar soydaşımızın sesi ise biz ATR'nin yanında olmalıyız. Eğer konu TürkSat'la ilgili ise ben yarından tezi yok bu konuyu hem TürkSat ile hem Dışişleri Bakanlığımız ile görüşeceğim. Benzer şekilde Türkiye'deki Kırım dernekleri de meclise geldiklerinde, Ankara'ya geldiklerinde birlikte bu konunun takibini birlikte yapabiliriz. Bu yapılmayacak bir şey değil. Ben dediğim gibi teknik detayını bilemiyorum. Aslında Türkiye bu konuda değişik konularda çok yardımcı oldu. Dışişleri Bakanlığı ile temaslarımızda hep söylüyorlar. Çok çeşitli alanlarda biz hem Kırım'daki Tatarlara hem de Kırım'dan maalesef hak ihlalleri nedeniyle Ukrayna'ya göç etmek zorunda kalan Ukrayna'daki Tatarlara ve onların kurumlarına destek olmaya çalışıyoruz diyorlar Dışişleri Bakanlığı. Ben de takibini yaparım, sizleri de bilgilendiririm. Mutlaka her ne gerekiyorsa Türkiye tarafından yapılmalıdır. Çünkü siz çok kutsal bir vazife yerine getiriyorsunuz. Tabii ki Ukrayna'nın desteği önemlidir, kıymetlidir. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Ama Ukrayna'nın desteği yetmeyebilir. Mutlaka izleyicilerin gönüllü katkılarına, dost, kardeş ülkelerin Türkiye gibi orada yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin gönüllü katkılarına mutlak surette bu dönemde ihtiyaç var. Benim üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Bu konuda yarından tezi yok. Derhal elimden geleni yapacağım.
kanalınızın yöneticileriyle de görüşerek, yani teknik olarak biz ne yapabiliriz Ankara'dan, Dışişleri Bakanlığı ne yapabilir, buradaki dernekler ne yapabilir, bunların hepsinin takipçisi olmaya sizler adına çalışacağım. Çok onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz teşekkürler. Utku Bey. Bize desteğiniz için, yayınımıza bağlandığınız için. İnşallah da diğer yayınlarımızda görüşür, konuşur, bağlanırız. Çok sağ olun. Her zaman. O onur bana ait. Bu fırsatı verdiğiniz için, soydaşlarımızla, kardeşlerimizle beni yüz yüze getirme onuruna kavuşturduğunuz için beni çok minnettarım. Bir kez daha yanınızda olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu, gerek ATR'nin sorunları, gerek Ukrayna'daki Tatar kardeşlerimizin, gerekse Kırım'daki soydaşlarımızın sorunları konusunda onların acılarının bizim acılarımız olduğunu bilmenizi isterim. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğimiz, bir kez daha size minnetimi ifade ediyorum, şükranlarımı ifade ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olunuz, teşekkürler. Utku Çakirözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin депутаты bizden şimdi Bağday'da ve hatırlatam birkaç gün evvel Utku Bey Türkiye parlamentinde Kırım'da olgan vaziyetine çıkıp tribunadan, menbadan bütün deputatlarga bildirdi ve deputatlarga teklif etti de meclisle beraberlikte böyle bir iş gruppasını kurmağa ve bu iş gruppası kurulması boyunca şimdi müzakereler de ötkerilebilir. Çünkü şimdi Türkiye tarafında deputatlar şimdi fırkalar o'zaro şimdi kelishmekteler ve kelishgan son mutlaka mebilese meclisке böyle bir teklifle çıkışta bulunarlar ve inşallah böyle bir iş gruppası da, dostluk gruppası da olabilir ve semireli bir neticelerge getireceğine umut etemiz. Var mı? Eğer olsa keliniz o demek Utku Bey'nin aytkanlarını da bir kere dinleyik. İşte çıkışta bulunganı vakit tribunalarından ve devam ederiz yanımızda. Tüm dünyadaki Kırım Tatar kardeşlerimiz olanları üzerek takip ediyor. Ama Kırım konusunda Türkiye maalesef pasif durumda. Kırımlı soydaşlarımızın yaşadığı hak ihlalleri karşısında artık meclisimiz harekete geçmeli. Tatar Milli Meclisi arasında bir dostluk grubu mutlaka kurulması sağlanmalıdır. Kırım Tatarları, soydaşlarımız Ankara'dan, meclisimizden çok büyük destek beklemektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azası Enver Bey Kurtiyev galiba var. Keliniz onu selamlayık. Allo Enver Bey, selam aleyküm. Aleyküm selam. Enver ağa, selam aleyküm. Mana ATR teлеканалы etrafında olgan vaziyetini bilesiniz. Mana her sene demek bu eski taz olgan gibi her sene Kırım Tatarlar demek ATR teлеканалы olsun. Ukrayna devletinin böyle tartışmağa mecbur. Şimdi Kırım'da bulunup bu vaziyetke nasıl bakasınız? Bu vaziyette elbette devlet memurları çok kabahatları var. O sebepten 50 milyon para ayrılgan ve onu vermek istemiyorlar. Nasıldır bilmeyeyim. Bir sözle değerlendirmeye mümkün bu meseleyi. Bu zrada nasyonalных интересов Ukrayны demek mümkün. Çünkü ATR Kırım Tatar halkın kanalı hangi informasyon sahada işgalcilerge karşı cenk etti. Ukrayna toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını hoşalamak maksadıyla bu gerçektir. Siz anda gerçek cenk etesiniz. Ukrayna halkı için ve Ukrayna devleti için. Ve bu güreşte karşı çıkan devlet adamı olsun ya da kim de olsa olsun bu insanlarını devlet hainlikte suçlamak mümkün ve cezalandırmak gerek. Ben öyle de düşünüyorum. Sizin fikrinizce ATR teлеканалы bugün Kırım için nasıl bir emniyetini taşıyor? Kırım Tatar halkı için, tek Kırım Tatar halkı için değil. Şimdi Ukrayna'da cenkte bu sebepten ATR bütün Ukrayna'ya tek bağlan emniyet taşıyor. Çünkü bütün informasyonlar gerçek seviyede Ukrayna halkı tanış oluyor. Ve Kırım Tatar halkı da tanış oluyor. Tek ATR faaliyeti olmak, tek Kırım Tatar halkın meselesi değildir bu. ATR faaliyeti olmak
bu bütün Ukrayna devletin meselesidir. Ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da meselesidir bu. Bu sebepten pek çok büyük emniyeti var bu ATR kanalın. Buna pek ciddi bakmak gerekmiz biz. Hepimiz. Enviraga mına biz kun-kundan emin olamiz ki bizim meselemiz demek kimsege kerakmi. Biz o'zimiz chezmasak, biz o'zimiz bir hareket yapmasak kimse bizim için alıp yapmayacak. Mana sizden soracak edim. ATR telekanalı 15 yıl evvelsi Kırım'da yayınla başladı. ATR telekanalı peyda olgan son neler denişti ve şimdi ATR telekanalı söndürülse bile halkımız neler gayip edecek ve halkımız kanalın kadrını bile mi ya da yok mu? Elbette kanalın kadını hepsi bile ve bu kanal gayip olsa ben düşünüyorum ki kanal gayip olmaz. Çünkü buna şimdi yayında çıkan Türkiye'den kardeşimiz de bayağı güzel şeyler aytı. Belki Türkiye'de yardım edebilir. Ben belirtsem bu kanalı saklamak gerek. Çünkü bizim halkımız gerçek yayınları, gerçek haberleri tek ATR'den alabilir. Çünkü başka kanallarımız, böyle gerçek malumatların vergen kanallarımız yoktur Kırım'da. Ben belirtsem Ukrayna'da da yoktur öyle gerçek malumatlar vergen kanal. Kırım'da olgan vaziyetin görsetken kanal bir yerde başka yoktur. Bu sebepten ATR şimdi fevkalade vaziyette olmakta. Bu sebepten ben belirtsem Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na müracaatta bulunmak gerekmiz ve talep etmek gerekmiz, yardım talep etmek gerekmiz. O kadar yüksek seviyede bu meseleyi götürmek gerekmiz. Biz Kamur halkı olarak Kamur halkı statüsünü kullanmak gerekmiz. Çünkü halkara kanunlarımızda her yerde Kamur halkı koşulamak için bütün madde yazılmıştır. Ve bu kanal hakkında dilimizi saklamak ve gerçek informasyon halkımıza vermek bu bizim Kamur halkımızın hakkıdır. Ve şimdi Ukrayna devleti bu kanalı borçalamak gerektir. Ne şimdi tam tersine finans tarafından vermeyler para. Onu da ben anlap olamayım. Niçindir öyle? Enviraga ya umumen alganda mına Ukrayna'nın şimdi Kırım yönelişinde yani Ukrayna devleti, Ukrayna hükümetinin Kırım yönelişinde yapkan faaliyetini nasıl kıymet kesesiniz? Sizin fikrinizce yapılganlar şimdi yeterli mi ya da hakikaten de yapılması gerek olgan fakat bazı bir sebepler neticesinde yapılmaganlar mevcut ve bu bir cihetten umutlarının gayip olmasına sebepçi olur. Şimdi Ukrayna devleti bir yaxşı haber eşittim ben prezident arkalı. Bunlar 3 tane Rusya taraftarları olan kanallarını kapattılar ve Facebook'ta da bazı şeylerini kapatacaklar. Bu güzel haber. Çünkü şimdi başladılar parçalamaya devletini. Ama bu güzel şeylerin yapkanda ATR'ın finanstan yok etmeye onu akılga sıkacak şey değil. Bu kanallarını kapatkan şeylerin pek güzel yaptılar ama ne için ATR'ge para ayırmaylar. Bu pek balaban hatalık diye ben düşünüyorum. Onun için elbette Ukrayna'ya bazı şeyleri kattı durmak gerek. Çünkü Ukrayna'da ben bilesem o kadar çok insan hangiler Ukrayna'da değil başka hükümette çalışırlar. Onları temizlemek gerekiyor. Elbette o Ukrayna'da olan gizli teşkilatın işleridir bu. Ama bu teşkilat daha yüksek derecede, yüksek seviyede çalışmıyor. Buna en de adımlar yapmaya başladılar.
мен öyle деп sayayım. Enver ağa, nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl tesir etmege mümkün Ukrayna hükümetine, devletine? Çünkü bunu siz menden, Şevket'ten daha yaxşı bilesiz. Çünkü siz milli harekette bizden daha çok bulunasız. Biz de belki doğmagan edik o vakit, Kırım'a qaytkanınız vakit. Kırım'da aklarınızı korçalamak için faaliyetler ve kureyşler alıp barganınız vakit. Bir vakitleri Ukrayna'da bizlerge 90. senelere ve ilahri özümüzün vatanımızda evlerimizni korumak, yaşamak ve ilahri bunun için karşı bile çıkan edi. Öyle vakitlerini de gördünüz siz. İşte ama onlarını geçtiniz. Nasıl bir usullarını, metodlarını kullandınız? Nasıl böyle usullar sizince Ukrayna hükümetine bugün tesir edebilir? Bizim meselelerimiz daha tezce çözülsün. Muhtariyet olsun, tamir halklar olsun, Kırım Tatarlarının bunda küçü, vaziyeti, ATR telekanalı ve ilahri. Elbette ben de aytım bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na müracaat etmek gerek. Ve evvelden biz ne yapaydık? Elbette mitinglerge çıkaydık. Şimdi de mülkün mitingler Ukrayna'da anda demokratik bir cumhuriyet, anda hükümetin yanında piketler yapmaya, talep etmeye, son demokratik devletler yardım kolunu uzatsalar elbette memnuniyetle teşekkür edip kabul etmek gerek onu ve özümüzün güçlerimizi de inkar etmeyip mesela Türkiye'den belki yardım gelebilir. Buna şimdi menden aldım Türkiye milletvekili galiba bazı şeyler ayıttı. Son buna Nedim Halilov tüneyin çıkışta bulundu ve ayıttı Polonya'ya yardım etmeye hazır ve anda Belsat kanalı ularda şimdi çalışıyor ve ularga yardım ediyor. Elbette ATR kanalını başka devletlerge koçurmak gerekmiyor ama Polonya olsun ya da Baltika memleketleri olsun yardım etmeye kollarını uzatsalar memnuniyetle karşılamak gerek ve ozu teşkilatlarımızı da götürmek gerek ve ozu güçlerimizi de kullanmak gerek. Mesela Balaban diasporamız var ve çoktan çok iş adamlarımız var. Onlara müracaatta bulunmak gerekmez, yardım etsinler ve ATR'nin demek korçalasınlar. Son buna öyle bir laflar eşittim. Siyasette beyaz ve kara renkler tek değil, başka renkler de var iken. Elbette siyaset öyle bir iş, bütün devletine, Ukrayna devletinin demek karalamak mümkün değil. Ama siyasette çeşit türlü renkler var ama ATR'ge gelgende tek bir kara renk kala, başka renkler yok. Başka açık renkler görünmüyor. Ne için? Afsus ki. Belki Ukrayna bizde da bu 30 yıl devamında Kırım Tatarlar kim olganını, neden ibaret olganını anlap olamadı. Demek bizim pozisiyamızı ular 14. senege kadar bizlerin her vakit düşman gibi görüyordu ama sonra 14. seneden son biz pozisiyamızı göstergen son endi anlap başladılar. Belki 7 yıl geçtiğinde kene de unutarlar. Nasıl ularga endi hatırlatmak gerek bunu? İşte onun için aytam da keskin surette bu meseleyi kotarmak gerek. Birleşmiş Milletler'de kotarmak gerek. Bu bizim milletimizin temsilcilerimiz, milletvekillerimiz, onlar da bu meseleyi keskin surette kotarmak gerekir. Ve gerek olsa öyle teklifim var. Elbette ben şimdi Kiev'te değilim. Anda da belki piketler yapmak gerek. Hükümet aldığında. Çünkü para onlardan gelmek borçlu. Bu sebepten bu meseleyi kotarmak gerek. Buna yakında ben eşkinime göre yakında Amerika Koşma Ştatları'nın prezidenti Joseph Biden Ukrayna'yı ziyaret etmeye gelecek. Ben bilesem bu meseleyi onların delegasyonlarına da müracaat edip kotarmak gerek. Kaysi seviyede olsa en yüksek seviyelerde bu meseleyi kotarmak gerek ve ATR kanalımızın saklamak gerek. Ben öyle düşünüyorum.
Шымды мына сонки күнлер ишіткендір Сатыр телеканалында да заманда да хаберлерде айтыла, бұл ишғал етілген территориялар меселелері бойынша назерлік бұл бір концепция шымды ишлеп шығармағасты. Ода бұл халқара бірлешкен милетлер тешкілаты программасы черчевесінде тамыр халқларының тілдерін сақламақ үшін, популярлаштырмақ үшін. Шымды бұл концепция қабыл етіле біле. Сіз жесіне амелге кечірілежек ме, яда кенеде біле бір декларация олара қалажақтыр? Şimdi bunu aytmaya mümkün değil çünkü ben bilmeyeyim geçireceklerim, geçirmeyeceklerim. Ama şimdi müzakere edilir bu mesele. Biz umut ettiğimiz geçirirler diye. Ama tarihe baktığında çok şeyler deklarasyon olup geçti. Mesela bizim Milli Cumhuriyetimiz bu da deklarasyon gibi kaldı. Daha çok kurešmek gerek olacak. Bu sebepten umutumuz var ama ne olacak gelecekte göreceğimiz beraberlikte. Sağ olunuz. Büyükten teşekkürler Enver Ağa yayınımızға bağlanғаныңыз үшін. Қырым татар Милли Мejlis азасы Enver Kurtiyev бізілі жанлы бағда еді. Шымды есе біздің муарерлеріміз бізлерге айтқаны кебі Зайырс Медиа Құрылтай Меркези Сечім комиссионның рейсі бізілі жанлы бағда. Зайраға селям алейкум. Buzladı. Alo. Zayraga iştesiz bizden. Belki mobil internetke geçeyim de. Yok geçmemiz, sizni ko'ramiz. Allo. Ko'ramiz, eshitasiz mi bizni? Zayraga eshitasiz? Tamam. Selamun aleyküm, eshitdim. Aleyküm selam. Zayraga, mana 5-ci kun bu marafonni o'tkazamiz ve sizde endi çeşit ekspertlerini eshitasiz, çeşit nazirlerinin yardımcılarını, çeşit deputatlarını eshitasiz. Siz anglab oldingizmi? Ne sebepten ATR böyle bir problemaga uğradı ve ne sebepten bu problemani nazirlik çözmege istemey? Allo, eshitmaysizmi? Allo. Bak huzuli. Zayraga eshitasiz bizni? Tesadüf mü? Zayraga galiba eshitmaydi. Ya da tesadüf değil. Daha bir kere bağlanmağa tırışacakmız. Daha bir kaç dakikamız galiba var. Ya var bizim de ne kadar bizim de 10 dakika gibi vaktimiz, müddetimiz var. Saygılar arkadaşlar. ATR telekanalına telefon açın çünkü bizim için sizin bağlarınız pek mühim. Ne kadar çok bizim semirdeşlerimiz işgal etilgen Kırım'dan ya da başka diğer teritoriyalardan bizlerge telefon açıp destekini bildirse, suallerini seslendirse ve ilahire biz için daha mühim ve şimdi men ayttım başka memleketlerden telefon açınız bizge mühim ve açtılar galiba meni kainat eşitti dep aytacak. Yapmadılar galiba. Uzildi Celal Türkiye'den telefon etkenler ve mutlaka me bilesem şimdi da telefon eter Celal Bey içten Türkiye'den İstanbul'dan İstanbul Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı. Galiba bağ olacak tırışalar ama niçindir kesildi. Zayraga kayıttı bizge. Alo. Alo. Eşitesiz Zayraga. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, eşittim. Neyse. Zayraga mana sormağa istegenim 5-ci kun bu marafon o'tkazildi. Çeşit ekspertlerini, çeşit spikerlerini eşittiniz. Anglab oldingizmi? Ne sebepten ATR telekanalına karşı böyle bir maniyalar yaratalar? Kimge, nege, ne keder ettik, ne yapmadık doğru? Men bilesem birinciden selamun aleyküm bütün televizyon seyirciler. Aleyküm selam. Radyo meydan xadimlarında 16. demek yolundan xadimlayım. Ve cevabını ben bilesem Rus dilinde ve Ukrayna dilinde karışık şekilde vereyim de duysunlar. Вот то, что происходит с телеканалом АТР, ну, у меня складывается такое ощущение, что кто-то там выполняет задание тех, кто здесь. Когда различные представители той власти, которая сегодня есть в Крыму, говорят о том, что нужно запретить АТР, признать ее экстремистской, террористической какой-то структурой, и вдруг в правительственных кругах находятся те люди, которые говорят, надо прекратить финансирование, это частный канал,
Я хочу тем людям напомнить. АТР — это не частный телеканал, это первый крымско-татарский национальный телеканал. Это благодаря телеканалу АТР мы можем получать ту достоверную информацию о тех событиях, которые происходят в Украине, в мире, и жители Крыма о тех правонарушениях, о том беззаконии, которое творится в Крыму. Потому что очень часто, благодаря именно АТР, люди знали о том, что в том или ином доме, в той или иной мечети происходят незаконные обыски, там похищение людей, здесь аресты или убийства. И сегодня просто кто-то, тот, кто сегодня наделен властными полномочиями, хочет запретить, то есть создать условия, чтобы АТР прекратил свое существование. То есть посредством создания проблем финансирования, других еще каких-то проблем. Это же не только, мы же видели проблемы с финансированием, были и другие, с предоставлением спутника, там еще что-то. Куча разных проблем. Я еще раз хочу напомнить, у нас есть хорошие журналисты тоже, которые работают в других СМИ, крымские татары, но единственный крымско-татарский телеканал — это АТР. То же самое. Я хочу поблагодарить тех журналистов, которые, я думал об этом, я хотел, чтобы, как всегда, чтобы другие журналисты из других СМИ поддержали АТР. И я сегодня услышал эти голоса, и я благодарен им, что они не остались безучастны в стороне от судьбы АТР. А вот тем, хто хоче щось розмовляти про Крим, там, про це міркувати, в першу чергу повинні прислухатися до думки мешканців Крима. Для цього що їм потрібно? Достовірна, правдива інформація. Звідкиля вони її можуть взяти? Мабуть, з тих ЗМІ, які сьогодні повністю підпорядковані той владі, яка зараз в Криму. А мабуть, з цих колаборантів, які теж питаються з той чи іншої трибуни говорити, що Крим зараз настільки вільний, здесь таке благополучне життя. Мабуть, а це з цих СМІ ні. Єдиний істочник, який може довести думку нас, кримських татар і інших мешканців з Криму, це АТР. На жаль, інших таких ЗМІ тут немає. Немає того контакту, щоб ми могли почути один одного. Так. Заираға, у нас есть телефонный звонок в студию. Телефон бағымыз бар, мен енді Русшаға кештім. Келіңіз қабыл етейік, Середжімізден, Қырымдан. Алло. Алло, selam aleyküm. Hürmetli telekanal ATR. Benim adım Yusuf, Kırım'dan telefon açam. Бuyurun. Я хотел, я на русском начну говорить, я хотел бы высказаться насчет закона, который принял Владимир Зеленский, президент Украины, насчет закрытия 3 телеканалов господина Медведчука. Это решение должно было быть принято еще в 2014 году. Но этого никто не делал. Почему? Это вопрос, непонятно, я его не понимаю. Но то, что сейчас Зеленский дает эти 3 телеканала, это очень сильный удар по России, потому как эти телеканалы не транслируются, и их пропаганда уже, так сказать, в Украине не будет. Теперь я хотел бы высказаться и обратиться ко всем парламентариям в Украине, в том числе и к президенту Украины, почему они блокируют наш телеканал, крымско-татарский телеканал. Вот это вот я не понимаю. Это что, игрушка? Это что, цирк?
захотели закрыли, захотели открыли. Я крымско-татарский активист. 9-10 декабря я, альхамдулиллах, был на 2 судах. Верховный суд Крыма на Павленко. И вот я потом, освещая события, был у семьи Сулеймановых, у которых летом погиб сын и внук Зерабитави Сереж Харба. Я освещаю эти события. 4 марта 2020 года мне на админ границы с Крымом армян сделали предупреждение, сказали: удалите посты в Инстаграм, видимо, они там за мной следят, иначе мы в следующий раз задержим. Я к чему это говорю? Вот зачем нам этим заниматься в Крыму, если единственный крымско-татарский канал, который я регулярно смотрю, и многие украинцы, русские в Крыму, крымские татары и другие национальности смотрят телеканал АТР, которые любят правду. И в том числе и в Украине все смотрят, и во всем мире смотрят. Зачем его блокировать? Наш телеканал это единственная информационная среда, которую мы смотрим и через которую мы видим всю правду о Крыме, об оккупации. И еще я хотел бы высказаться. Гульсум Ханум в Крыму грозит срок. Ее хотят осудить. Я это к чему говорю? Я это к тому говорю, что для оккупационной власти Крыма не существует преград. То есть они завтра могут арестовывать наших соблюдающих сестер. Это для них не преграда. И если сейчас телеканал АТР закроет, то это будет вообще, убийство всего крымско-татарского народа. Без разницы, где они живут, в Канаде, в Крыму, в Украине, в Турции. Это будет убийство всего народа. Я хочу призвать власти Украины, чтобы они немедленно разблокировали телеканал АТР, и он вещал и освещал все события в Крыму и что происходит в мире. Çok sağ olun, Kardeşim. Sağ olun, Süsüpey. Desteğiniz için Zahir ağamla yayınımızın yakınlenmesine birkaç dakika kalar ekende. Siz nasıl çıkış yolunu görüyorsunuz? Ne tavsiye edersiniz? Мен текрардан бұл hakimiyetке бір-екі сөз айтmak isterim. Зараз підтримка АТР – це не тільки підтримка телеканалу, а і всього кримсько-татарського народу. А якісь там припони і все інше, залишити АТР без фінансування – це залишити кримсько-татарський народ, який мешкає зараз в Криму, один на один з тою владою злочинною, яка зараз є в Криму. Залишити нас наодинці, щоб ніде в мирі не чули про те, в якій ми зараз знаходимося ситуації. І тому я ще раз обращаюсь до влади. АТР, підтримка АТР – це підтримка кримсько-татарського народу, кримсько-татарської мови, його самобутності, історії і всього іншого. Підтримуйте АТР. АТР повинен бути, працювати. Ми повинні в Криму чути наш рідний голос, рідну мову. Sağ olunuz. Çok sağ olun Zahir ağa. Böyle samimi sözler için gerçekten de biz халқымыздың сесі olmağa тырышамыз. Біз кечкен эфирде де айтқан едік. Чөнки халқымыз Қырымда айтып оламаған şeylerini бізде айтмаға имканымыз бар. Onun için bizler тырышacağımız işimizni devam etmege, халқымыздың демек ağırını dünyaya ve Ukrayna hakimiyetine de bildirmege тырышacağımız. Bizler canlı bağda Kurultay Merkezi Seçim Komissionu'nun reisi Zahir Semilya bulungan edi. Saygılar arkadaşlar, marafon ise yekunlenmey devam etti. Şimdi ATR telekanalının yanında Zaman informasyon programmasını seyretin. Sonra bu stüdyada sizlerini bizim meslektaşımız Ayder Mujdabayev karşılayacak. Onun stüdyasında jurnalist Petr Zalmayev bulunacaktır. Seyretiniz. Görüşkence. Görüşkence.
Продовжуйте працювати, але гроші не дамо. Радник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова Андрій Мірошниченко в ефірі нашого телеканалу вкотре намагався запевнити, що гроші, які були виділені як пряма допомога АТРу, буцімто не призначені телеканалу. Мовляв, це не написано у державному бюджеті, а порядок використання цих коштів не затверджено. Щоправда, яким чином до Мінреінтеграції потрапили 50 мільйонів і чому з'явилася стаття фінансування 2610 субсидія, він так і не пояснив. Ви зараз сказали набор слов. Минсоц, программа, субсидии. Вот вообще не собирается вообще единое. Не, подождите, в бюджете это было предусмотрено как субсидия. Субсидия — это значит прямая помощь, государство выделяет. Это и людям предусмотрена субсидия. Написано, что это субсидия. Если бы в бюджете было записано, что это субсидия каналу ОТР, то мы бы сейчас с вами не дискутировали. В бюджете не написано, что это субсидия каналу АТР. У Міністерстві реінтеграції вводять в оману, коли кажуть, що у бюджеті немає грошей саме для телеканалу АТР. Як повідомила у нашому ефірі член бюджетного комітету парламенту Юлія Клименко, саме у головному фінансовому документі країни у програмі «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. Я навіть на своєму столі знайшла бюджет. І знайшла статтю, по якій фінансується забезпечення інформаційного суверенітету України, стаття називається. В ній є 355 мільйонів, які, я так розумію, включає 300 мільйонів каналу ДОМ і 50 мільйонів, які виділялися каналу АТР. Ця стаття є, вона не звучить як, скажімо так, стаття, яка, тобто чітко написано «забезпечення інформаційного суверенітету». Тому міністерство, яке не знає і не вміє користуватися бюджетним кодексом і бюджетом, повинно отримати перш за все роз'яснення в комітеті бюджетному. Провести бюджетний лікнеп для чиновників з Міністерства реінтеграції в бюджетному комітеті планують на наступному тижні. Там їм збираються роз'яснити, що гроші повинні використовуватися, як і в минулому році, без жодних конкурсів. Поки ж член комітету Юлія Клименко вибачилася за професіоналізм представників Міністерства реінтеграції. Я приношу вибачення і перепрошую за ту ситуацію, яка склалася з урядом України. Мені соромно за їх непрофесіоналізм і нерозуміння того, що канал АТР і інформаційна боротьба на даний момент України так само важлива, як і боротьба на війні, на першій лінії фронту. Заява радника Резнікова – це брехня і маніпуляція, наголошує гендиректор телеканалу АТР Ленур Іслямов. Згідно з документом, фінансування виділяли як пряму субсидію. І лише наприкінці минулого року міністерство екстрено змінювало умови отримання коштів. Попри домовленості про фінансування, Міністерство реінтеграції заднім числом змінює правила гри. Як попали деньги в Мінтот? Как они попали? Почему они попали как субсидия по 2610? Почему Резникову пришлось экстренное совещание проводить 21 декабря и переводить эти деньги с 2160 субсидий на 2240? Если они сразу попадали как помощь другим телеканалам, почему вдруг такая история произошла и пришлось ему менять назначение денег? Екстрено. Почему? Йдеться навіть не про гроші, а про повагу і статус кримсько-татарського народу, підкреслює Ленур Іслямов. А міністру реінтеграції порадив думати не про гроші, а про людей, які живуть в окупованому Криму. Мы все это видели, поэтому это уже не первый год. Не бог шлицы лев, ничего у них не получится. Как мы были не сломлены, у нас лозунг «Бой сын наган», так и будем такими же. А Мирошниченки, Резниковы, все эти приходят и уходят. Их не будет завтра тоже всех самих. А крымско-татарский народ как был, так и останется. АТР как был, так и останется. Меджлис как был, так и останется.
Журналістська солідарність. Перший кримсько-татарський телеканал АТР підтримують колеги інших медіа. Зокрема, телеведуча Яніна Соколова в ефірі своєї програми назвала ситуацію із фінансуванням АТР позориськом та закликала дати можливість єдиному кримсько-татарському каналу мовити на окупованій території. А ведучі телеканалу «Прямий» Тарас Березовець та Пітер Залмаєв, які є уродженцями окупованих територій, заявили, АТР має жити. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики, міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому, Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми ведучі українського телеканалу «Прямий» та уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто, розуміємо біль, вашу біль та біль кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинен жити. Керім, ватан, міллет. АТР – це зв'язок України з окупованим Кримом. Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов закликав не забирати у кримсько-татарського народу його мову, голос та совість. Він розповів свою історію про АТР. Як на початку 18-го року прийшли до мене з обшуком, і саме в той момент, у 5 ранку, в моєму будинку мій батько дивився «Заман». Дивився новини, і коли ФСБівці прийшли до мене з обшуком, вони сказали, що у них вся родина така, вся родина екстремісти, дивляться екстремістський телеканал. На що я сказав, що це кримсько-татарський телеканал, що це свобода думки, свобода слова. Українські військові на захисті єдиного кримсько-татарського телеканалу. Військовий Руслан Мірошниченко висловився за збереження, розвиток та підтримку телеканалу. А ветеран російсько-української війни Валерій Маркус назвав кримських татар союзниками та закликав не забувати, що у АТР забрали фінансування. Хто такі кримські татари для України? Вони – наші союзники. І на хвилі прекрасних новин, пов'язаних із закриттям пулу проросійських каналів, треба не забувати, що у кримсько-татарського телеканалу АТР відібрали фінансування. В Україні буквально декілька телеканалів, які не належать олігархам. І один із них намагаються придушити. Володимир Зеленський, сподіваюсь, ви також підтримаєте кримських татар. Сьогодні в окупаційному суді Армянська відбулося вже 18-те так зване судове засідання щодо національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Так званий суд приступив до розгляду письмових доказів. Зокрема, був розглянутий протокол з місця подій за 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити з Херсонської області до Криму. Котре підтвердилася інформація, що з території так званого пункту пропуску в бік Армянську Джемілєв не виїжджав. Окрім цього, тоді там не було попереджень про так званий кордон. Сьогодні було досліджено 2 томи. Наступне судове засідання призначене на 11 лютого. Когда автомобиль прибыл на территорию КПП, из него вышел Мустафа Джемилев, он направился к кабинке паспортного контроля, что указывает на то, что Мустафа Джемилев выполнял те действия, которые предписаны гражданам, въезжающим на территорию КПП,
осуществления паспортного контроля. Никаких сведений о том, что он пытался каким-то образом пройти мимо этого паспортного контроля, выйти за пределы КПП в сторону города Армянск, в данных протоколах также не указано. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів Європейському суді з прав людини. Чергову російську порушницю завернули на кордоні. Прикордонники не пустили до України російську акторку, яка незаконно їздила до окупованого Криму. Вона прямувала до української столиці рейсом зі Стамбула. Під час догляду в аеропорту Бориспіль виявилося, що вона незаконно відвідувала півострів восени 2020 року. Ймовірно, це Глафіра Тарханова, бо, за даними прикордонників, на півострові жінка знімалася в серіалі «Непотопляємо», де грала головну роль. Порушниці пояснили, що Крим – це Україна, та заборонили приїжджати впродовж 3 років. Найближчим рейсом її відправили назад до Туреччини. Если вы в будущем попытаетесь въехать на территорию Украины, зная о том, что вам запрещен въезд на территорию Украины, вам будет продлен запрет въезда на 10 лет. Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 16 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. В багатьох районах півострова цілодобово залунала кримсько-татарська мова та музика. Мовлення радіо «Мейдан» стало важливим елементом у відродженні кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Незалежні медіа, зокрема телеканал АТР та радіо «Мейдан», були змушені переїхати у Київ. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові та кримсько-татарська музика транслюється з офісу у столиці. А для кримчан хвилі «Майдан» доступні завдяки вежі на Чонгарі. Щоправда, сьогодні радіо «Мейдан», який є частиною медіахолдингу АТР, також опинився на межі закриття. Внутрішнім розпорядженням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій кошти, які АТР та «Мейдан» мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Їх планують розділити між іншими ЗМІ. Тому перше кримсько-татарське радіо та телеканал залишилися без фінансової підтримки. Снова добрый вечер. Продолжаем эфир нашего телемарафона Save ATR, он же «Голос Крыма» Майи Буте в эфире. И в гостях у меня сегодня Питер Залмаев, журналист, международный обозреватель, ведущий там всех программ на прямом канале международного характера. Он был у нас в эфире много раз, но вот сейчас наконец и живьем пришел. Привет. Привет. Ну, спасибо вам, во-первых, с коллегой Тарасом Березовцем за то, что вы записали видео. Ты же видел, мы показываем в новостях нашу поддержку. Мы специально, мы никого не просим нас поддерживать. Это вопрос личного выбора и чести, в том числе для коллег. Вот и все. Почему вы решили нас поддерживать? Ну, во-первых, нельзя не дать должное твоей напористости и миссии, которую ты взял на свои плечи. Нет, ну, в твоем лице я вижу реально миссию в исполнении одного человека. У меня канал тут целый, прошу прощения. И то, что ты уже успел добиться, я думаю, что цели это дошло. Я уверен, что господин Зеленский много раз проинформирован этой ситуации. Ты точно уверен в этом? Ну, я хотел бы уверить, потому что я знаю, что ты не остановишься на этом. Я знаю, что ты... Почему я должен остановиться? Потому что это будет гигантская, она уже, в принципе, становится такой пиар-проблема международного характера для... Это проблема, созданная господина Зеленского. Мне казалось, что у него хватает проблем. Вот посмотри, мы с Айдером буквально вот сейчас успели обсудить, в очередной раз похвалить. Гляньте, да. Камеру, вот, да. Журнал моего родного города Нью-Йорк
обложки Нью-Йоркера, ну, их равным нет. Посмотрите, это к тому, что новая метла в Вашингтоне, и будет она мести по-новому. И уже сейчас мы получаем сигналы от, Шорох метлы уже от слышен администрации где-то Байдена. тут, да. И Байден очень хорошо знает, кто такой крымский татар. Я думаю, что ты неоднократно встречался с его людьми. Конечно. И у тебя непосредственные связи с ними. Поэтому я думаю, что если нас смотрят сейчас, а нас смотрят сейчас представители зеленой власти в Украине, ну, ребята, цена вопроса, просто если уже говорить прагматично, она не стоит того. Вот этого скандала, который вы получите. Поэтому для нас это, как журналистов, ты возвращаясь к этому вопросу, во-первых, мы твои друзья, конечно, мы тебе поможем. Во-вторых, мы считаем, что АТР делает качественный продукт. И это действительно, сколько бы ни мусолили, но факт остается фактом. Это единственный голос поневоленного народа, твоего народа, крымско-татарского. Ну, просто даже я не знаю, как на это ответить. Это настолько очевидно. И, конечно же, мы журналисты, и мы будем высказывать свою солидарность. Спасибо. Вопрос такой. Это глупость или преступление? Вот так относиться к нам? Я думаю, что это преступная глупость, это криминальная глупость. Это глупость, да. Это может быть какое-то такое вот украинское разгильдяйство. Я не хочу сильно... Я бы тут слово «украинское» не об этносах народа. Я имею в виду вот это пространство, не культурное, не обусловленное, не языково обусловленное. А вот это пространство, где мы живем, Украина, да, где вот такие вещи происходят. Знаешь, это лучше сказать так, это менталитет постсоветских элит. Вот, элит. Вот, и да. я знаю, в твоих у тебя буквально череда острых, и с каждым разом все более острых статей выходит. Советую всем прочитать на «Украинской правде» в твоем блоге. И в одной из них ты написал по поводу того предыдущего правительства господина Порошенко. При всех его плюсах были очевидные минусы. Тот факт, что твой народ не был признан коренным народом полуострова, да, и так далее. Нет, Поэтому на самом деле это, к сожалению, вот такие втыки, протыки, они свойственны всем нашим Я живу так. правительствам. Говори правду и живи спокойно. Ну, понимаешь, ну какой смысл? Если бы я хотел говорить неправду, я в чиновники там поперся куда-нибудь еще. Ну зачем? Ты же не хочешь чиновники, правда? Ну, дышишь ровно. 45 лет до сих пор не стал, им, наверное, не возьму, слава богу, тоже, меня оберегает. Да, вот. И черт кто знает, что у них в головах. Я не знаю. Я не знаю. Чем руководствуются эти люди? Ну, а на самом деле, давай мы договорились, что немножечко и от меня будут наводящие вопросы. Кроме этих вот... Давай все-таки подойдем, и это тема твоей последней колонки. Реальные причины, почему они это делают, на твой взгляд? Я думаю, что это, знаешь, такое украинское умове принизливе ставлення. А у многих в головах до сих пор, вот у этих представителей старых элит, мы сплошь и рядом с этой встречей, просто крымские татары, чтобы понять, что происходит, нужно стать на минутку крымским татарином. Родиться с этим, пожить на чужбине, потом вернуться домой, дедушки, бабушки, могилы. Потом вот это унижение, которое мы испытали, вот это, да, эта империя пришла еще раз, да. А потом выходит такой чиновник, господин Резников, такой с улыбочкой говорит: ну-ка, в очередь, сукины дети, там, будете сейчас по конкурсу, тут мне доказывать, что вы нужны Украине. То, что мы нужны Украине, я и без вас, господин Резников, прекрасно знаю. И вас таких мы уже насмотрелись выше крыши. Я вижу пренебрежение в ментальности. То есть, наверное, я не знаю, может это не так, может господин Резников там такой прекрасный человек, там был чекист моей разведки, прекрасный семьянин. Я не знаю его. Но я думал, что он разумный, взвешенный. Я очень хорошие надежды возлагал, кстати, когда он стал министром по оккупированным территориям. Я везде писал, открыто говорил, это комментировал под постом, что наконец пришел трезвый, нормальный человек. Потом этот трезвый, нормальный человек вот этим занимается. Плюс еще рассказывает нам, что ну это где вообще, рассказывает крымским татарам, что оккупанты могут остаться в Крыму после того, как Крым вернется в Украину. То есть, смотри, человек на голубом глазу не считает нас ценностью. То есть, это признаки расизма. Вот смотри, сейчас крымский татар было 93%. Одновременно потеряло независимость крымское государство и стало независимым Соединенные Штаты. Это произошло одновременно. Вот история, как бы обратная история, да? Формирование или разрушение, да? 93% этнических крымлы там. Дальше график. Мы графики строили, их можно нетрудно строить. Дальше идет падение, вытеснение, отъем земель. Мы же не были крепостными. Просто земли отнимали, сгоняли людей с их земель. Но это экономика. Они душили экономическими санкциями на этнической почве. Они выжили, нас довели. Значит, дальше, в 1861-62 годы, правление так называемого царя-освободителя. В Америке отменяют рабство. Да? В это же время 8 из 10 крымлы
вынуждены покинуть родину. Ну, казалось бы, вопрос решен. Но осталось там для обслуги, вот пусть ходят черные там всякие, там вот с пахлавой, как многие думали. Потом Сталин обвиняет нас в предательстве, высылает. Ну, там не мы одни были высланы, но не вернули только нас. Из всех коренных народов. Я не беру немцев по Волжье, они в Германию потом уехали там и так далее. Да? Не вернули только нас. Переименовывают весь Крым. Вычеркивают национальность из всех документов, из всех книжек. Ну, нет таких людей, все. Да? Это бумеранг опять возвращает. Да что ж такое-то, ты понимаешь? И вот мы возвращаемся. Там, я не буду говорить, как к нам относились, вот именно так, свысока. Кто-то там возится в грязи, потом раз, двухэтажный красивый дом, сад, крыльцо, забор. Соседи приходят, смотрят, это вот ничего себе. А смотрите, а он-то врач, а сын-то у него в университете. А все олимпиады по русскому языку кто выигрывает в Крыму? Крымские татары. И сейчас крымские татары, они любые языки учат элементарно. Там украинский, английский, пожалуйста. Ну вот такой вот, ну извините, вот такой народ. Побили нас сильно, наверное, вот так. Теперь, значит, 15% где-то до оккупации. Крымский 13-й год, ну примерно 15%. Каждый шестой, скажем, да? В Крыму крымские татары. Мало, конечно, мало. И вот сейчас господин Резников, министр по делам, я его называю министр оккупации теперь, министром по делам временной реинтеграции оккупированных территорий, очень долго. Берем реинтеграция оккупации, значит, сливаем министр оккупации. И вот этот человек дает интервью, так на голубом глазу мне, крымскому татарину, он сообщает. Русские, которые туда приехали, оккупанты, ну, военные, ФСБшники, да, там, ну, неважно кто, из всех семей. Оставайтесь, вы Крым, если вернется, вы все там оставайтесь. То есть он мне, крымскому татарину, господин Резников Алексей, привет тебе, привет вам. Сообщает. А теперь, ребята, вас будет тут не 15%, а 3%. Это прямое подпадание под терминологию замены населения. Это геноцид. Это международно признано. То есть, еще раз проговариваем, Слава, ты задал вопрос, хорошо, я тебе отвечу. Министр украинского правительства по делам не какой-нибудь там, вице-премьер, не какой-нибудь там министр, там, не знаю, там, водопровода и канализации, а министр по делам временно по их реинтеграции сообщает коренному народу Украины. Большинство политзаключенных сейчас этнические крымские татары, при том, что мы 0,1% населения Украины. Он мне сообщает, что ему не ценно то, что нас не станет. Что нашу родину просто займут вот эти орки, которые там приехали. Они и его, человека Резникова, не считают, и меня не считают. Но он им сообщает, что я спокойно вот родственников Муждабаева отдаю. Заселяйте кругом. Они потерпят, они терпилы. Не терпилы. Алексей вообще не терпилы, ни одного раза. И российская пропаганда, я знаю, что сам факт. Вот, так они сразу начали писать. Спасибо. Угроза, да. И они уже обсмакивают. Первые, РИА Новости первые. Как, мол, Украина отказывается от Крыма. От крымских татар. Представь себе, вот сидит один чиновник, который непонятно что и зачем говорит. Какая-то бессвязная, абсолютно нелогичная вещь. А ты хочешь сказать, секунду, хочешь сказать, что он это делает без санкций свыше? Все-таки рыба... Я уже ничего не знаю, потому что когда одновременно... Все в адрес бедного Резникова, наверное, скажи мне, он, наверное, не очень бедный, но не в этом дело. И не в этом дело вообще, кто он. Вдумайся, одновременно стоят два заголовка. Зеленский закрывает пророссийские телеканалы, и следующий заголовок Резников закрывает крымстарский телеканал. И вот когда такое происходит, я не знаю, что происходит во власти, я, честно говоря, даже думать не хочу. Разбирайтесь, ребята, сами. Вас выбрали, одного до другого назначили, разбирайтесь сами. Слушайте, я вот в эти игры не тут, у меня логика заканчивается, я человек логичный, у меня все уложено в голове по полкам, я, чтобы не сойти с ума, вот не буду даже вникать, что у вас там происходит. Просто что-то делаете с этим, потому что так нельзя. Дядюшка Джо это не поймет. У нас, кстати, на связи сейчас. Я сегодня решил, что к нам будут включаться с Петей в студию военные украинские. И вот сейчас у нас на прямой связи Руслан Мирошниченко. У него очень длинная должность. Я скажу, что он полковник ВСУ, Вооруженных сил Украины. А еще пан Мирошниченко, сейчас я зачитаю, чтобы точным уже быть. Так я просил, Руслан, прислать, но я не выучил, честно, твою должность. Тебе помочь или да? Сам скажи, да. Хорошо. Ну, правда. Ладно, коротко. Я начальник или как руководитель направления гражданского военного сотрудничества сухопутных войск Украины. Ну, вложился, да?
Классно, классно. Действительно очень серьезный человек, человек из штаба, главного штаба сухопутных войск Украины. Это вам не просто, там сказать, вот это реальные войска, полковник украинской действующей, воюющей армии. Во-первых, приветствую тебя, Руслан. Вот. Во-вторых, без долгих всяких церемоний, просто хочу услышать твое мнение о том, что происходит вокруг телеканала ЭТР. Зачем они это делают, почему и как все должно быть у нормальных людей? Вам слово, пане полковнику. Ну, поскольку я пан полковник, стало быть, я должен быть краток, правильно? Ну, не знаю, как там у вас принято у полковника. Долг обязывает, да? Однозначно, каналу ЭТР быть, да? Однозначно мы, здравомыслящие военнослужащие и граждане Украины, за сохранение, не просто сохранение канала, но за его развитие, всестороннюю поддержку и, скажем так, благоденствие. Не только, ну это пустые, может быть, фразы, да, но я в них вкладываю определенный смысл. Крымское татарское сообщество, крымский татарский народ, исламская община должна иметь свой голос, потужный голос, потому что мы, украинский народ, многонационален, многоконфессионен и многокультурен, да, то есть мы многообразие. Есть такое на английском языке, да, понятие diversity. Вот, собственно, Украина и является таким вот красноречивым, может быть, маркером этой diversity, этой мозаики, многонациональности, многокультурности. Мы все патриоты. Вот, собственно, то есть нет, я понимаю, то есть я больше, скажем так, за политическое понятие украинца. Вот, поэтому, соответственно, должен быть канал, безусловно, да, и все попытки закрытия подобного канала, закрытие канала АТР, который является флагом независимости Украины, флагом толерантности и многообразия Украины, это, я считаю, это преступление. В общем, более того, особенно учитывая те гонения те гонения в Крыму, которые имеют место. Мы должны развивать этот канал в любом случае. То есть все мы должны объединиться вокруг того, чтобы сохранить канал АТР. Спасибо, спасибо. Я, может быть, несколько эмоционален. Нет. Так, слушай, эмоции, как можно без эмоций, Руслан? Дар, нет некой какой-то концептуальности, последовательности. Может быть, я сумбурен, я прошу меня извинить, но мне болит. Вот мне болит. Да. Спасибо, Руслан. И даже и добавить, честно говоря, нечего. Спасибо, что вышел на связь, сказал мнение представителя настоящей военной элиты Украины. Спасибо тебе огромное, Руслан. Здоровья, счастья, успехов, чтобы наша армия всегда была на высоте. Она всегда будет на высоте. Вот когда говорят Украина, я всегда говорю армия. Все. Не надо мне ничего. Все остальное тут... Вы пришли на какие-то посты, ушли с каких-то постов. У нас армия есть. У нас есть такие люди, Нам надо войну воевать и побеждать. Все очень просто. Спасибо, Руслан. Спасибо. Понимаешь, знаешь, в чем еще фундаментальная проблема Украины, если мы рассуждаем в таком разговоре? Вот это сейчас только формируются элиты. Элита — это когда ты думаешь, как Байден, 36 лет конгрессмен, да, сенатор, 36 лет. Там были разные вещи. Наверное, он ошибался, просил прощения, шел дальше, да, но он никогда не поступал так, типа, вот сейчас я что-нибудь сделаю и проскочу, понимаешь?
Нет, репутация. Непрерывная, как банковская история, репутация. Постсоветские элиты, понятно, они все, в общем-то, из шариковской шинели, да, нет понятия репутации. Сегодня ты, завтра тебя, ну, как вот он рабское, вот это, нет солидности. Вот пиджак надел, галстук надел. Нет солидности, нет да? идеологии. Вот, Хотя бы просто солидность. Но потом все появится. Без идеологических без установок? репутации невозможно. У нас нет консерваторов, у нас нет либералов, у нас нет четко установленных смотри, даже не про это. идеологий. Из этого вытекает проблема, что если и нашим, и вашим идеологии нет, ты можешь работать сегодня на одного хозяина, на другого хозяина, а какой репутации? Вот смотри, вот Байден, Демократическая партия, его друг, приезжу сюда, улица Маккейна, просто удовольствие, получает название, хотя он умер, к сожалению, это огромная потеря для мира. Они друзья. Тот демократ, тот республиканец, но у них есть честь. Мундир, честь сенатора. Он сенатор Соединенных Штатов. И когда приходит человек, вот даже смотри, даже при этом черте, который мы оба не любили и считали русским агентом, этом Трампе, был его, извините, вице-президент Пенс, да? Он военный, кажется, да? Ну, неважно. Ну, короче, статный мужик такой, знаешь, американский. Вот все равно видно было, при всем этом черте, при всем этом твиттере, всех этих выходах, Пенс всегда был. И когда настал час X, да, когда вице-президент... Он сделал свой выбор. Да. Он сделал выбор в пользу чести, в пользу репутации. Он понимает, что Трампы приходят и уходят. А я... Вот мой род, вот у меня предки, вот мы вот такие, да? И вот у нас элита, вот сейчас формируется элита. Вот Руслан Мирошниченко. Человек с английским. Ты видишь? Это элита военная. Вот еще один мой друг Сергей Сапко. Камбрик, герой Украины. Блестящий английский. Военная академия. Американская. Да? Это другое поколение. Это человек с прямой спиной, он читает американские книги по тактике, да? Что вот и сейчас происходит эта ломка, и вот сейчас он разговаривает, и условно я читаю, допустим, Хомчака интервью, да, где он вообще не понимает, с кем он воюет, он говорит про какой-то мир с Россией. У тебя в армии, вот фронт, каждый день бывает. Ты должен мотивировать своих бойцов, как американский генерал. Вместо этого ты расскажешь, они в разведку пошли без разрешения. Разве может говорить такой военный, кадровый, элитный военный? Вот этот постсовок, он должен уйти. Поэтому вот эти все люди, которые не понимают последствий своих действий, которые, там, не знаю, державу позорят, я не знаю, как это. Они должны сказать, да, мы идем в частный бизнес, там, мы идем туда, мы уступаем место тем, кто знает, что такое, мы должны формировать элиты. Не элиты, содержанных олигархов, понимаешь? А нормальные, как в Литве, как в Польше. Там же тоже, знаешь, сначала ринулись в политику, в Литве тоже всякая шваль. Вот так вот всех. Народ. Кстати, ты говорил тоже, насколько реален вариант, самый худший вариант — это уход в Литву. Почему? Как? То есть, понимаете, когда с нами связано... Был уже такой эпизод в истории, да? Литва — это страна. Она также связана с Украиной, потому что мы же находимся на бывшей когда-то территории тоже Великого княжества в какой-то период, да? Эта история была союзов украинцев, белорусов, там, литовцев и так далее. И в том числе крымских татар. Они не входили туда, но это были союзнические отношения. Значит, литовский военный гарнизон, мой товарищ археолог из Крыма Слава Романов раскопал под Белой церковью. Это жемайтийцы, X век. Никакому еще, даже о ханстве крымском еще. И Киевская Русь только вот была. Русь. То есть союзы эти были давно. Да? Значит, еще до государств, которые потом образовались на этой территории. Еще и Литвы-то не было. Как государство. Потом, значит, первый крымский хан родился в Тракае в Литве, в последней в Венеции. Так, на всякий случай. Для просвещения некоторых людей, которые считают крымские татары каких-то там пришельцами. Там. Я могу Алексею Резникову подарить, не буду дарить, можешь сам приобрести, пополнить фонд ДТР, 4-томник «История крымских татар». Там про наш народ написано. Если бы хотя чиновник украинский прочитал хотя бы предисловие вот этой книги питерского профессора 40 лет ее писал. Да, кстати, стоит у вас. Да, они бы... Опа! А может, не надо с ними так? Может быть, не надо вот с этим народом такие игры играть? Может, я окажусь в дураках в итоге, буду выглядеть странно? Может, мне потом президент скажет, зачем мне это все устроил? Оно мне надо? Отвечать на такие вопросы. У нас есть прямые связи с литовскими парламентариями Европарламента. Они знают обо всем. Они мне пишут и спрашивают. То есть, если думаете, знаете, пропетляем, типа схватил там булку в хлебном и выбежал. Нет.
Везде кругом видеокамеры, все следят. Все, ну, ментально они видят, им интересно. Вице-спикерка польского сейма в курсе всего. И если Резников сказал, проблемы АТР будут решены, она проверит. Она представитель западной политической элиты. Раз мы уже это говорили, у нас получается, на самом деле это нормально, но получается, что я пришел тебе в программу и беру у тебя интервью, но на самом деле это, естественно, ты знаешь в бесконечное количество раз больше о теме Крыма и твоего народа, и можешь реально углубиться корнями в этот вопрос. Ну вот составляющая все-таки Украина-Россия, да? И возможное давление, опять-таки, о котором можем догадываться со стороны Белокаменной на украинское правительство, на президента Зеленского. Подожди. Как бы у меня вырисовалась эта картинка, но сейчас она немножечко вот так вот запудрилась, немножко затуманилась, потому что, с одной стороны, мы имеем очень серьезный ход Зеленского, удар по российской пропаганде в виде закрытия 3 этих каналов медведчуковских. С другой стороны, вопрос АТР, если он был... Идет ломка. Какого рода компромиссом, я думаю, он должен сам по себе сейчас разрешиться. Во-первых, закрывай каналы и давай добавочное финансирование каналу АТР. Это другой разговор. Вот так, добавь еще. Так должен поступить президент такой страны, как Украина. Как они поступят, как он поступит, я не знаю. Я не знаю. Вот после таких вот вещей, таких вот странных поступков, я не буду их прогнозировать, ничего. Но я хочу сказать одно. Ты про русских сейчас, что сказал про русских? Подожди. Типа мотивировать. Слушай, при каждом правительстве Украины вставал какой-нибудь министр, при каждом, после Майдана, после начала войны и оккупации. Вставал и говорил, а давайте проработаем вопрос возобновления поставки воды по каналу. Да что ж такое-то? Ему встают, говорят, крымские татары, говорят, другие люди, там говорят, вплоть до президентов, говорят, нет, все, не будет воды. Садись, давай, двойка. Да, репу чешет, там, да. Следующий встает, следующее правительство, даже при одном и том же президенте, опять. Мы прорабатываем возможность гипотетически. Садись уже. Да нет, не будет воды в Крым. Так было 6 раз. Мне рассказывал человек, который 6 раз, который перекрывал этот канал, вот, и он говорит, 6 раз. И он говорил, он даже назвал сумму, которую заносили за пиар. То есть, он знал про один эпизод, но я думаю, что раз такой... То есть смотри, сидят, приходит новый какой-то министр, новое правительство. Сидит, русские сидят, они все покупают. В Европе покупают. Ты же знаешь, в Америке там все, они взятки дают. Давайте этому дадим миллион, пусть попробует пустить воду в Крым. Не получилось. Как лошадь в цирке. Не шмогла. Да? Следующий, значит, пришел. Опять такой, покрутил головой. Такой весь бодренький, красивенький. Русский опять. Ты понимаешь, о чем, да? Речь, да? Заработать хочется. Я думаю, сейчас уже русские так. Значит, дают и говорят, типа, украинцы вообще какие-то чокнутые, и все без гарантии у них. Наши, ненадежные. Я представляю, как наши берут взятки, например, чиновники за что-то. Они такие, да, очень приятно, да, спасибо, краснеют, значит, денежки так раз под столом. А сам говорит, вы знаете, у меня может ничего не получиться. После вот этого сбоя, когда Янукович, казалось бы, уже все, да? Но что-то пошло не так. Может, проблема в украинцах, может, проблема в этой стране, в этих чертовых крымских татарах. Может, что-то в вашей вот этой логике все покупается, продается, что-то не работает. Может, стоит задуматься, что есть люди, которые не берут взяток, не дают взяток, которые не идут на компромиссы, которые не на полшишечки не подмигнут тебе там. Вот не торгуем интересами своего народа. Для нас Украина святое, Крым возвратить святое. Мы не пойдем ни на какие. Что думаешь, к Ильнуру Ислямову не приходили, не предлагали блокаду Крыма прекратить? И суммы называли. Все. Они просто не понимают, с кем они имеют дело. А у нас, зато мы знаем, с кем мы имеем дело. У нас на связи еще один представитель военной элиты Украины, начальник медицинской части 30-й отдельной моторизованной пехотной бригады имени князя Константина Острожского Олександр Крот. Пане Олександре, я правильно все сказав? Доброго вечора, пане Іде. Майже, але тим не менше. Александр, история, вообще я обожаю украинских военных, я говорю, в последнее время вообще практически только с военными я общаюсь. А Александр, мы познакомились на фронте, давно уже, я ж не помню когда, Саш. И у Саши растут 2 совершенно очаровательных дочки, которые, они владеют украинской мовой, так, просто. И Саша иногда, открою секрет, он присылает какие-то видео, где там стихи читают дети там и так далее. Но это
песни. Вот настоящая, значит, это растет новая Украина. Вот такая не порченная русским миром. Не вот мы с тобой, которые вот эту фигню всю вынуждены были через себя пропускать. Вот Александр не только лечит, спасает жизни всю войну бойцам 30-й бригады, но и растит новое поколение, новую элиту Украины. Хорошо я сказал, Саш? Правда все? Супер. Я думаю, вони оцінять ці прекрасні слова. Вот, сейчас вот, Александр, передай, пожалуйста, всегда передавай им привет огромный. Вот я, кстати, подарил им книжку, учебник вот новый, который Анифе Курситова выпустила с помощью историков наших, украинских, крымских, которые написали эту книгу «История Крыма и крымско-татарского народа». Ну, может, рано еще им читать, не знаю, читают уже, Саш? Я вважаю, що не зарано. Вони мене набагато прогресивні, так. Я тоже считаю, что мы, знаешь, мы такие заскорузлые, советские вот эти. Сейчас дети, мне кажется, все считывают, знаешь, как вот это, как QR-код, прям раз и считали. А до некоторых чиновников до сих пор не доходят. Они вроде и ходят, вроде и грамотные, и буквы читать умеют, очки на месте, понимаешь? Интернет, вон, Google, иди читай. Но не доходят тут такие крымские татары. Скажи мне, почему не доходят? Вот что с этим делать вообще, Саш? Ты как врач скажи, это же все-таки врачебная, мне кажется, проблема уже медицинского характера, неизлечимая какая-то, нет? Проблема, я скажу так, це більш проблема кожної особистості, хто як розуміє правильність і важливість тих питань, які відкриваються, які несете ви так само не тільки для кримсько-татарського народу, а взагалі для народу, який залишився на території Криму. Тобто для мене якби болюче питання стоїть, що зараз є загроза закриття вашого каналу. Це, скажімо, дане питання в нас іде боротьба. Є такі вислови, що, наприклад, навіть сьогодні було озвучено, що ми союзники. Та я вважаю, що ми не союзники. Я вважаю, що ми одне ціле, побратими і робимо ту саму справу. Важко судити в тому, але тим не менше, що ми бійці на фронті, ми боремося, скажімо, більш фізично і займаємо передові позиції. Ви бійці на інформаційному полі. Тобто і на даний час єдиними, хто залишається боротися за наш Крим в інформаційному полі, це ви. І вважаю, це дуже таке неправильне і негуманне рішення буде, якщо закриється ваш канал. Ви дуже потребуєте підтримки в цей час. Тим паче, що дана ситуація повторюється вже не перший раз. Так, відслідковую для себе долю вашого каналу, підтримку вашого каналу. В минулому році точнісінько така сама була загроза, але тим не менше. Хотілося б, щоб вас почули, хотілося б, щоб ми стояли пліч-опліч і боролись за Україну. Пане майоре, знаєте, в мене є таке враження, що от ось ми тут трохи розмовляли, обговорювали проблему відсутності еліт справжніх, відповідальних таких з репутацією, політичних еліт, там військових еліт. Вона це все тільки народжується, да? А ще одна проблема, Петь, є така, що немає зв'язку між так званими елітами, хтось випадково там потрапив, хтось як, хто там з бізнесу, хто там звідки, неважливо. Да? І між, скажімо так, між армією, наприклад. Да? Тобто Олександр Крот і Алексей Резников существуют в разных реальностях. Вообще в разных реальностях, да? И поэтому как-то вроде говорят одной мовою, да, а как-то недопонимание. Я хочу, чтобы сейчас, попрошу тебя, Саш, хочу, чтобы почули, чтобы они чувствовали народ, армию, там, реально людей, которые защищают их каждый день. Что бы ты сказал, не конкретно даже ему, но таким людям, как вице-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пан Резніков і інші, його зами, його куратори, хто. Просто звернись до них прямо, скажи, що ти вважаєш про це ти думаєш, як військовий діючий. Скажімо так, поради давати. В першу чергу, мені здається, потрібно розставити пріоритети і хто яке завдання виконує
в першу чергу, хто бореться, той поборить. І в даному плані підтримка потрібна вам на даний момент особливо вашому каналу. Дуже приємно дивитися канал, коли корінні кримські татари, які знали, можливо, одну мову, це свою рідну кримсько-татарську, на даний час починають розмовляти на українській. Мова – це дійсно важлива річ, це, скажімо, один із базисів нашого створення нашої національної ідеї. На цьому потрібно ставити акцент. А мовлення – це і ваш канал, це один із провідників до нашого єдинства, до нашої національної гідності і нашої національної сили. Ну, я можу сказати тільки так. Саш, спасибо тебе огромное. Спасибо всем военным из 30-ки, из других бригад, которых я знаю и не знаю. Честно, я сейчас слушал, реально, я не такой уж прям сентиментальный человек, но вот реально наворачиваются слезы от того, что просто ты чувствуешь, вот сердце чувствуешь, что мы действительно одно целое. Мы люди свободы, мы не рабы, не подчиненные никаких министров. Мы не выставляемся на торги, на конкурсы. Мы другие. Мы про родину, про войну, за честь, извините за банальность, но ты боец за всемирное добро против всемирного зла. Ты, Джо Байден, я не знаю, вы в одном фронте стоите. И тут выскакивает какой-то товарищ и говорит, а давайте мы тут вот это... Слышь, отойди, у нас тут пулеметная лента. И не прикасайся ни к чему. Иди занимайся, там, копай свою грядку, там, торгуй свои палатки, там, делай свой бизнес, там, я не знаю. Ну просто не лезь туда. Если ты не хочешь воевать, ну, спокойно стой за нашей спиной, мы будем воевать на медийном фронте, на таком фронте. Ну, не умеешь, вот как, значит, не только не трогай пульт, да? Стане краще тоді, коли кожен сам собі виховує оцей, скажімо, стержень. І зовсім міняються інші погляди, і йде переоцінка певних цінностей, на що потрібно більш звертати увагу. Яскравий приклад – це ті, про кого ми починали нашу розмову, це мої доньки, в яких я намагаюся вкласти все те, щоб вони навіть не задумувалися в майбутньому і виховували своє наступні покоління в цьому форматі, що вони є українці і вони мають пишатися, гордитися цим і кричати на повні груди, що хто вони є, і з достоинством захищати свою країну в будь-яких сферах, де б вони не були, і як з ким би вони не спілкувалися, говорити гордо, що хто вони є. Дякую, Олександре. Дуже дякую. Я когда смотрю, вот правда, Саша мне присылает ролики, вот я в телефоне с его детьми, у меня две дочки такие просто принцессы. Что-то я это... Ну, короче... По эмоциональности мне передал. Нет, ты понимаешь, я же вспоминаю своих тоже племянников. Мальчика, которого зовут так, как я, да, и он в оккупации находится. И я смотрю на своих детей на свободной территории здесь, да, и я понимаю, и я думаю, я хочу сказать вот этим людям, как вы смеете вообще лезть к нам своими руками? Если вы не помогаете, хотя бы не мешайте. Хотя бы не лезьте своими руками. В наши судьбы влезли русские так, по нам так этот танк русский проехал. Куда вы лезете? С кем вы собрались тут выяснять отношения? Кого вы тут собрались на торги выставлять? Вы с ума сошли? Мы показываем, извини, тут я разговаривал, мой товарищ хороший был в эфире, тут глава Конституционного суда Литвы Даниус Жалимас. Авторитетный юрист, первый, который объявил, что аннексия Крыма – это международное преступление. Первый Конституционный суд Литвы. Да? Он сказал так, решение приняли они. Этот человек звонит мне и говорит, что происходит? Ваш канал нуждается в прямой, безоговорочной, политической, финансовой поддержке. Вы же боретесь за свою землю. У нас, говорит, в Литве такого вопроса бы не возникло. Что за бред? Просто люди не понимают. То есть наши политические элиты разговаривают на разных языках с западными. Вот она вопрос ему задала, Малгожата, да? А я думаю, что ответ она его не поняла. Ну, то есть, я не знаю, какой разговор там был, да? Вот, ну просто они в разных системах координат живут. Слушай, ты упомянул о западной
коммуникации с западными партнерами. Опять-таки, ты в своей статье указываешь на то, что с самого начала аннексии Крым наша, в кавычках, 2014 года европейские партнеры, Европейский Союз прописали, что да, вот есть такой народ, мы признаем его, да. Резолюция Европарламента, Конгресс США, ООН. Какая сейчас реакция? То есть звоночки уже поступают из Брюсселя? Звонят отовсюду. Звонят отовсюду, пишут отовсюду. Я не знаю. Я не знаю, как они общаются. Я же я и в той власти не знал, как происходит. Все-таки я не знаю, как насчет карантинных сейчас обмежень, но нам стоило бы проехаться бы в Брюссель, немножечко поработать там, знаешь. Ты знаешь, мне кажется, сейчас вот настолько... Потому что люди настолько сейчас действительно... Я знаю, но мир не очень хороший. Мир быстро протрезвеет. Подожди. Подожди. Просто я думаю, что никогда, то есть даже при всей наивности там еврочиновников, при всем при том, да, вот при продажности, глупости, там вот это сосиска, пиво, у нас все хорошо, да, там круассан. Но, знаешь, ни на один язык мира, ни одного политику ты не переведешь вот эту фразу Резникова: «Мы хотим, чтобы оккупанты остались в Крыму». Они сползут просто под стол. Они не понимают, как это так, твоя территория оккупирована. Это типа, окей, что ты говоришь? Крым, мой родной Донец. Это как бы Пушилин как бы не будет оставаться на главенствующей роли, но останется добропорядочным гражданином. Пенсионер. Если будет платить свои налоги. Пенсионер. Почетный. Почетный. Но пенсия небольшая. А по нечетному, да. Понимаешь? Ты можешь себе представить? Это, вот, то есть, это разница смысла. Он даже может знать английский, это такого рода чиновник, да? Может быть, даже французский, может, он даже школу какую-то. Но разница смыслов такая, что это невозможно перевести дословно. Ни литовец этого не поймет никогда. У меня был случай такой, это вот русский мир головного просто, вот левацтво, я не знаю, что это такое. Если не продажность, я не буду это брать. Ну вот просто, у меня был случай, когда Ходорковский выступал, Михаил Борисович, вроде такой умный человек, 10 лет отсидел, выступал перед литовцами и перед иностранцами, там были журналисты, мои друзья из Гардиан был, друг, еще там из пары из немецких газет. Вот, и он такой, значит, выступает. Я считаю, что мое мнение, что Литва, даже Запад должен снять экономические санкции с России и ввести, ну, которые после Крыма наложены и Донбасса, и ввести только персональные санкции в отношении лидеров этого режима, тем, что такое говорит. И эти сидят, я вижу, смотрю со стороны на литовцев, эти сидят между собой так переглядываются, типа, сумасшедшие, что ли, к нам тут это, ну, что-то странное несет. Как это оппозиционер Путину просит снять санкции с России, который развязал войну в Европе, нарушил все... Я повстал реплику. Я говорю, вы знаете, я говорю, Михаил Борисович, вы, конечно, очень умный человек, вы 10 лет отсидели, столько прочее, но вы выбрали себе неблагодарную аудиторию. Это не пионерский лагерь там для каких-то подростков отсталых. Это элита Литовской Республики и западные дипломаты. И плюс журналисты западные. Это вот не знаю, там, не ЮКОС, где вас слушали, открыв рот. Они не снимут санкции, потому что их не для вас вводили. Они точно знают, за что они их ввели. За нарушение мира порядка, за международный преступление. Вы убеждаете их, вот этот русский мир головного мозга, простить за то, за что прощать не надо. Просто исправляйте, платите контрибуции. Кстати, от нового людей, от Навального. Так то же самое. Мы слышим подобный. Яшин выступал, говорил, назвал список из 35 персонажей, которых нужно обложить санкциями. Вот похожие тезы. Ну где у людей головной мозг? Вот расскажите мне, голова нужна, чтобы думать. Вот кому-то это раз, потом мне подходит из Guardian, товарищ мой, еще из немецких газет, говорит, а что он несет-то? На импульсе русскоговорящий. Я говорю, ну как, вот он русский, вот он вам несет. Русский мир головного мозга. Он думает, что вас можно развести на этом. Они мне жмут руку, и литовцы жмут, говорят, спасибо, что сказали. А то у нас неловкая пауза, мы не знаем, как реагировать на это. Вы за нас ответили. Понимаешь? Запад протрезвеет, я уверен. И поможет в этом Путин. Поможет Путин. И вот всякие эти глупости, которые мы еще слышим из уст наших чиновников, вот эти странные реплики, вот эти, знаешь, это как вот сидит компания, значит, в зале, там оперу, моргая, слушает, вдруг кто-то раз, пук, да, так себя обернули, но потом не пригласят уже, понимаешь? Но это такое несоответствие реальности, несоответствие месту, понимаешь, несоответствие месту и времени, кстати, это большая проблема. И цена вопроса, слушай, 40-миллионная страна с таким бюджетом, ну, суммы-то все равно смешные. Это не цена, это говорить о цене в отношении оккупированного Крыма вообще неприлично. Но понятно. Это для телевидения. Зеленский знает, что это за деньги для телевидения. Ну, все же профессионалы, да? Вопрос тут не в деньгах, вопрос политический. Безусловность поддержки коренного народа Крыма. Все. Которые они завуалировали в вопрос экономической идите дальше. Целесообразности. Правильно? Да. Они же не ты что такое? Экономия, кому-то мы это...
Нет, по факту это закрытие канала. И он прекрасно знает, цинизм запредельный. Но я говорю, цинизм, у меня вот сегодня, у меня настроение просто смеяться. Потому что мне смешно. Потому что мне смешно, как взрослые люди ведут себя как дети. А вдруг прокатит? Не. Не на того напали. Да не, ну не на того. Глаза, я понимаю, нельзя что против правды. Они прибегут и в 2 раза больше. Да, Мне не надо бежать. Я никого ничем не угрожаю. Я просто... Правда должна быть. Хватит выкручиваться, хватит врать. Они уже там начали врать такую нести пургу. Там просто... Ленур Слямов смеется. Я смеюсь. Ну невозможно это слушать уже. Ну, ребят, ну скажите, да, типа, ну скажите, мы обосрали. Ну, извините, давайте вот сейчас приберем и пойдем жить дальше. Да? Сейчас повод закрыть тебя через Госкомнадзор за употребление шквала ненормативной лексики. Ни одного слова ненормативного не сказал. Они вас все-таки закрыли. Ни одного ненормативного слова. Вот намечалось, и все. Значит, самое главное, это любую мысль нужно выражать цивилизованным языком. Но есть образы, которые ничем не заменишь. Вот тут образ у меня такой попал. Да? Выбачьте. В общем, не я это делал. И никого не заставлял. Мы открыты всегда были. Тонкая душа. Мы всегда были открыты. Мы всегда приглашали Алексея Резникова в гости. Он у вас был? Да нет, не был. Нет, он все время вот как-то так. Об интервью. Я не хочу об этом. Я не хочу. Просили об интервью, миллион раз приглашали. Но ты с ним общался. Но я почему думаю, что это расизм ментальный? Потому что просто, чернь. Я решу. Что с ними разговаривать? Что скажу, то и сделаю. Ну, понимаешь, неправильно так к людям относиться. Ну, лечитесь вы от этого отношения к людям. Это не поведение политической ответственной элиты. Он подставил и президента, и премьера, и страну, и все. Понимаешь, вот, извини, у нас все время программа пошла. Скажи что-нибудь. Это новый термин можно вывести. Это маловеликороссы. Вот то, что ты рассказываешь, да, это вот малороссы, да, которые с намеком на великороссы. Это маловеликороссы. Аббревиатура какая будет? Маловесрать, что-то такое, да? Все. Дорогие друзья, у нас в гостях был Питер Залмаев, человек, один из тех коллег, кто нас поддержал. И призываю всех коллег, ничего не призываю, на это вопрос личной совести. Каждого голос Крыма мая будет в эфире. Сейв АТР. Слава Украине, смерть врагам, Крым, Сербия, Суладжак. Крым будет украинским, будет свободным. Вот, и все мы до этого доживем. Продовжуйте працювати, але гроші не дамо. Радник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова Андрій Мірошниченко в ефірі нашого телеканалу вкотре намагався запевнити, що гроші, які були виділені як пряма допомога АТРу, буцімто не призначені телеканалу. Мовляв, це не написано у державному бюджеті, а порядок використання цих коштів не затверджено. Щоправда, яким чином до Мінреінтеграції потрапили 50 мільйонів і чому з'явилася стаття фінансування 2610 субсидія, він так і не пояснив. Ви зараз сказали набор слов. Минсоц, программа, субсидии. Вот вообще не собирается вообще единое. Не, подождите, в бюджете это было предусмотрено как субсидия. Субсидия — это значит прямая помощь, государство выделяет. Это и людям предусмотрена субсидия. Написано, что это субсидия. Если бы в бюджете было записано, что это субсидия каналу ОТР, то мы бы сейчас с вами не дискутировали. В бюджете не написано, что это субсидия каналу АТР. У Міністерстві реінтеграції вводять в оману, коли кажуть, що у бюджеті немає грошей саме для телеканалу АТР. Як повідомила у нашому ефірі член бюджетного комітету парламенту Юлія Клименко, саме у головному фінансовому документі країни у програмі «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України» передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів
мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші – це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу «Дом». Я навіть на своєму столі знайшла бюджет. І знайшла статтю, по якій фінансується забезпечення інформаційного суверенітету України, стаття називається. В ній є 355 мільйонів, які, я так розумію, включає 300 мільйонів каналу «Дом» і 50 мільйонів, які виділялися каналу АТР. Ця стаття є, вона не звучить як, скажімо так, стаття, яка, тобто чітко написано «забезпечення інформаційного суверенітету». Тому міністерство, яке не знає і не вміє користуватися бюджетним кодексом і бюджетом, повинно отримати перш за все роз'яснення в комітеті бюджетному. Провести бюджетний лікнеп для чиновників з Міністерства реінтеграції в бюджетному комітеті планують на наступному тижні. Там їм збираються роз'яснити, що гроші повинні використовуватися, як і в минулому році, без жодних конкурсів. Поки ж член комітету Юлія Клименко вибачилася за професіоналізм представників Міністерства реінтеграції. Я приношу вибачення і перепрошую за ту ситуацію, яка склалася з урядом України. Мені соромно за їх непрофесіоналізм і нерозуміння того, що канал АТР і інформаційна боротьба на даний момент України так само важлива, як і боротьба на війні, на першій лінії фронту. Заява радника Резнікова – це брехня і маніпуляція, наголошує гендиректор телеканалу АТР Ленур Іслямов. Згідно з документом, фінансування виділяли як пряму субсидію. І лише наприкінці минулого року міністерство екстрено змінювало умови отримання коштів. Попри домовленості про фінансування, Міністерство реінтеграції заднім числом змінює правила гри. Как попали деньги в Минтот? Как они попали? Почему они попали как субсидия по 26.10? Почему Резникову пришлось экстренное совещание проводить 21 декабря и переводить эти деньги с 21.60 субсидий на 22.40? Если они сразу попадали как помощь другим телеканалам, почему вдруг такая история произошла и пришлось ему менять назначение денег экстренно? Почему? Йдеться навіть не про гроші, а про повагу і статус кримсько-татарського народу, підкреслює Ленур Іслямов. А міністру реінтеграції порадив думати не про гроші, а про людей, які живуть в окупованому Криму. Мы все это видели, поэтому это уже не первый год. Не бог шлицы лев, ничего у них не получится. Как мы были не сломлены, у нас лозунг «Больше наган», так и будем такими же. А Мирошниченки, Резниковы, все эти приходят и уходят. Их не будет завтра тоже всех самих. А крымско-татарский народ как был, так и останется. АТР как был, так и останется. Меджлис как был, так и останется. Журналістська солідарність. Перший кримсько-татарський телеканал АТР підтримують колеги інших медіа. Зокрема, телеведуча Яніна Соколова в ефірі своєї програми назвала ситуацію із фінансуванням АТР позориськом та закликала дати можливість єдиному кримсько-татарському каналу мовити на окупованій території. А ведучі телеканалу «Прямий» Тарас Березовець та Пітер Залмаєв, які є уродженцями окупованих територій, заявили – АТР має жити. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики і міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми ведучі українського телеканалу «Прямий» та уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто розуміємо біль, вашу біль та біль
кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинна жити. Керім, ватан, міллет. АТР – це зв'язок України з окупованим Кримом. Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов закликав не забирати у кримсько-татарського народу його мову, голос та совість. Він розповів свою історію про АТР. Як на початку 18-го року прийшли до мене з обшуком, і саме в той момент, у 5 ранку, в моєму будинку мій батько дивився Заман. Дивився новини, і коли ФСБівці прийшли до мене з обшуком, вони сказали, що у них вся родина така, вся родина екстремісти, дивляться екстремістський телеканал. На що я сказав, що це кримськотатарський телеканал, що це свобода думки, свобода слова. Українські військові на захисті єдиного кримсько-татарського телеканалу. Військовий Руслан Мірошниченко висловився за збереження, розвиток та підтримку телеканалу. А ветеран російсько-української війни Валерій Маркус назвав кримських татар союзниками та закликав не забувати, що у АТР забрали фінансування. Хто такі кримські татари для України? Вони – наші союзники. І на хвилі прекрасних новин, пов'язаних із закриттям пулу проросійських каналів, треба не забувати, що у кримсько-татарського телеканалу АТР відібрали фінансування. В Україні буквально декілька телеканалів, які не належать олігархам. І один із них намагаються придушити. Володимир Зеленський, сподіваюсь, ви також підтримаєте кримських татар. Сьогодні в окупаційному суді Армянська відбулося вже 18-те так зване судове засідання щодо національного лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Так званий суд приступив до розгляду письмових доказів. Зокрема, був розглянутий протокол з місця подій за 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити з Херсонської області до Криму. Котре підтвердилася інформація, що з території так званого пункту пропуску в бік Армянську Джемілєв не виїжджав. Окрім цього, тоді там не було попереджень про так званий кордон. Сьогодні було досліджено 2 томи. Наступне судове засідання призначене на 11 лютого. Когда автомобиль прибыл на территорию КПП, из него вышел Мустафа Джемилев, он направился к кабинке паспортного контроля, что указывает на то, что Мустафа Джемилев выполнял те действия, которые предписаны гражданам, въезжающим на территорию КПП, осуществление паспортного контроля. Никаких сведений о том, что он пытался каким-то образом пройти мимо этого паспортного контроля, выйти за пределы КПП в сторону города Армянск, в данных протоколах также не указано. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Мустафа Джемілєв має намір довести абсурдність звинувачень окупантів в Європейському суді з прав людини. Чергову російську порушницю завернули на кордоні. Прикордонники не пустили до України російську акторку, яка незаконно їздила до окупованого Криму. Вона прямувала до української столиці рейсом зі Стамбула. Під час догляду в аеропорту Бориспіль виявилося, що вона незаконно відвідувала півострів восени 2020 року. Ймовірно, це Глафіра Тарханова, бо, за даними прикордонників, на півострові жінка знімалася в серіалі «Непотопляємо», де грала головну роль. Порушниці пояснили, що Крим – це Україна, та заборонили приїжджати впродовж 3 років. Найближчим рейсом її відправили назад до Туреччини. Если вы в будущем попытаетесь въехать на территорию Украины, зная о том, что вам запрещен въезд на территорию Украины, вам будет продлен запрет въезда на 10 лет.
Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 16 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. В багатьох районах півострова цілодобово залунала кримсько-татарська мова та музика. Мовлення радіо «Мейдан» стало важливим елементом у відродженні кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Незалежні медіа, зокрема телеканал АТР та радіо «Мейдан», були змушені переїхати у Київ. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові та кримсько-татарська музика транслюється з офісу у столиці. А для кримчан хвилі «Мейдан» доступні завдяки вежі на Чонгарі. Щоправда, сьогодні радіо «Мейдан», який є частиною медіахолдингу АТР, також опинився на межі закриття. Внутрішнім розпорядженням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій кошти, які АТР та «Мейдан» мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Їх планують розділити між іншими ЗМІ. Тому перше кримсько-татарське радіо та телеканал залишилися без фінансової підтримки. Әдей бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген